Вечера всем, друзья, дорогие подписчики, уважаемые. Итак, у нас сегодня пятница, время стрима, прямого эфира. Всем доброжелателям, недоброжелателям, я вас приветствую. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, рассматривать несколько тем, которые очень сильно почему-то, так сказать, по мере возможности будем отвечать на вопросы, которые интересуют нас. По мере возможности примем, если вдруг какие-то будут запросы, примем. Сейчас подождем, пока Ибрахим подключит YouTube. Как YouTube у нас появится, в YouTube у нас появится, уже будет дано добро. И наш коллега, брат Центароевский Ибрахим запустит YouTube канал свой. Мы, конечно же, начнем наш эфир. Сегодня мы затронем несколько тем, очень важных тем. Для меня они очень важны, потому что были затронуты очень острые проблемные вопросы. В первую очередь, один вопрос будет касаться Ауховского разговора с этими. Сегодня мне позвонил один из братьев из Ауха. Коротко веду вас в понимание данного вопроса. И он услышал аудио по WhatsApp, которое было распространено. И я даже не знаю, как назвать его. Люди, которые не признают религию ислам, и пророка, и Всевышнего, думаю, о них и говорить в принципе не стоит. Но, однако, нашего брата из Ауха задело это, потому что там высказывается один чеченоговорящий и начинает рассказывать о ауховских тейпах, что они сюли и так далее и тому подобное. Один из вопросов, мы полностью ответим на данный вопрос. Вторая тема у нас будет касаемо Чертоева Бекхана, ответим на вопрос, который просто выстрелил выше некуда. За буквально еще суток нету, 20 с лишним тысяч просмотров. У него комментарии просто-напросто от разных, и от своих, и от чужих. Ответим на вопрос по Чертоеву Бекхану. Также мы затронем несколько тем касаемо непосредственно книги, которая была написана «Чечня, Ингушетия, Чечня, объединение Чечни и Ингушетии». Эту книгу затронем. И дальше же, если к нам присоединится Пешхо, мы давно рассчитывали, если получится сегодня, я не знаю, он свяжется или нет, если получится связаться, постараемся сегодня в эфир вывести Гурама Гумбу, профессора, доктора исторических наук. Также у нас в гостях в прошлом эфире, многие не застали в Инстаграм, но в Телеграме тот, кто досидел до конца, у нас был в гостях один из наших братьев, зовут его Чамиль, именно через букву Ч. Он албанец, и он очень хорошо разбирается в ДНК гаплогруппах. То есть мы, конечно, валикум ассалам, собирались сделать эфир в прошлую неделю, но в эти выходные дни выпали грозы, дожди, из-за этого интернет-связь почему-то прерывалась. То есть включался, выключался, и маловероятно было провести целый эфир, поэтому так у нас получилось, что пришлось перенести. Вот, такие интересные люди. Дальше еще кто подключится, конечно же, мы будем отвечать на вопросы касаемо этих двух тем. И точно так же мои братья с Панкийского ущелья, наши братья, часть нашего народа, ребята, блогеры, тоже задали вопрос про книгу, которая вышла, «Пятитомник». Знаю ли я, что я могу сказать по данному вопросу? Этот вопрос мы тоже рассмотрим и ответим. Дальше остальные вопросы, которые этого не касаются, но вам интересно, вы можете задать в видеоформате, то есть через Инстаграм. Нужно обязательно показывать лицо, без мата, без всего, само собой. Аудиоформат у нас идет прямой эфир и в Телеграм, и в Инстаграм, и в Ютубе. То есть везде, где мы можем алейкум ассалам ответить. То есть если вы хотите, не показывая лицо, задать длинный вопрос, писать не умеете, тогда переходите по ссылке в Телеграм-канал, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там очень много нового, интересного.
То, что мы даже не публикуем в Инстаграм и в Ютубе, тоже вы можете там найти. У нас есть чат-бот обратной связи, есть, ну, можете увидеть любое видео, любой текст, вы можете оттуда его взять. Сейчас, Ибраим, я не вижу тебя, не слышу тебя. Если ты в Инстаграме, скажи, подключили мы YouTube канал и уже идет ли запись, идет ли прямой эфир в Ютубе. Если да, мы начнем эфир. И, Ибраим, почаще закидывай ссылки, люди, чтобы кто хочет, чтобы мог перейти по телеграм-каналу, тот, кто хочет аудио вопрос задать, чтобы перешли по ссылке в телеграм, подписались и могли там уже, нажимаете кнопку запроса, можете зайти туда и задать свой видео-вопрос. Само собой, если кто-то каким-то образом, про любую нацию, без разницы, даже если это они попытаются оскорбить цыган, этот человек сразу автоматически в блок. Здесь мы соблюдаем все законы на территории, на которой мы живем, это Российская Федерация, поэтому незнание закона не освобождает от ответственности. Разжигание межнациональной розни мы не позволим. Мы изучаем, исследуем различные исторические процессы, исторические документы, также лингвистику рассматриваем, географию по границам. То есть все процессы, которые наиболее важны, остры, и многие люди, которые не обсуждают, которые не настолько хайповые, как многие там показывают, это не кулинария, это не косметология там, и так далее и тому подобное. И поэтому это очень важно для старшего. Тот, кто является настоящим патриотом, любит свою родину, любит свою культуру, адаты, традиции, историю, географию, заходите, зовите, приглашайте, задавайте вопросы, мы обязательно заходите и задавайте вопросы, если есть желание. Здесь мы с вами разговариваем, общаемся на равных, никто здесь никого не унижает. Главное, чтобы все было в рамках культурного общения, чтобы мы могли, если вы хотите, можно на русском, если вы хотите, можно на родном языке, здесь никаких проблем нету. Война нохчи муатха, война межги муатха, царство қидешниш қиеш пачаук метнишха амха война даеша гуачда, амма вая кучва хадук бес бесара қаймниш долдера, вай бючвега верси муат олцуна межги муат олцар вуқана ибюч бувая масуқиятам خليتا دقا цундера нохчи муат цаху ши я вай мархал хлац диц нохчи муат цаху ши дат вая вай ога اشت متاحة غاسق متاحة نقش متاحة ويا دان وحق أمي أدخو شتوشن شيء خطر دلا نقش متاحة ميك شتوشن شيء لا مش جي متاحة دل ميك شتوشن صوتي أتعشي كويات أما غير كخلديز ويزد خلديز ويا بيز بوتا بو ويرخو شدو تاقا حاجة ويد بوتا غربان بوتا بو يتستخوش غربان دين واشتو цундера шу قيتم خليتا ويا اشتدحور بوهربوخ. Итак, друзья, мы продолжаем. Самое важное, самое главное. Ведем себя культурно. Мы должны знать, что мы проживаем на Кавказе. А это еще раз больше усугубляет ситуацию тем, что мы должны себя вести культурно и нравственно. И должны понимать, что Кавказ это многонациональная, так сказать, конфедерация, где проживает очень много разных национальностей. Будь то пришлых, будь то не пришлых. Но имеется в виду, переселились сюда там, со времен татар, монгол и так далее. Там. Но это не дает никакого сегодня, так сказать, права кого-либо оскорблять. Ведите разговоры, дискуссию именно таким образом, чтобы четко, грамотно донести до вашего оппонента. Нет, не сегодня. Так сказать, чтобы донести свою идею. Итак, друзья, мы начинаем. Смотрите, дело в том, что, друзья, начнем со вчерашнего. Нет, неправда. Чоби, кто ты там, Чоби Чини или как там тебя? Нет, неправда. Слушайте, друзья, давайте начнем с наиболее самого свежего, так сказать, момента, который произошел вчера
я хочу довести до вас, чтобы всем было понятно. Прошу, несколько тем, которые мы сегодня рассматриваем, я вам уже сказал. Да, и сегодня мы точно так же поговорим с вами обязательно о депортации, переселении чеченцев, мухаджиров в страны ближневосточные страны, такие как Отоманская Турция, Сирия и так далее и тому подобное. Поэтому надеюсь, что мы с вами и эту тему тоже раскроем. На эти вопросы, если у вас будут, тоже аух, арстхуай, панкиси кестинцы, псидаховские, малгобекские чеченцы и так далее. Эти темы мы все сегодня рассмотрим с вами. Итак, друзья, Ибраим, я тебе через Инстаграм говорю, там в Телеграме подняли руку 2 человека. Ца амелхеву, вайнегу, ца аоже гапла артхаус. Посмотри, если это наши, имеется в виду, тут у нас появился один маньяк, эксгибиционист, умственно больной. Он заходит время от времени, как придурок ведет себя. И валаха, хочу принять вацаюш, он, вайниш валаха, посмотри, там, если нормально человек себя ведет, можно принять. Итак, друзья, дело было так. Я вам говорю, валлахи, биллахи, таллахи, говорю вам как есть. Вчера в 10 часов вечера со мной связываются наши братья. В первую очередь со мной связались братья, которые проживают в республике Ингушетии, и Уарстхуа, и Нохчи, которые там проживают, и сказали: ты видел этот пост? И скидывают мне пост. В этом посту, этот пост, насколько я понимаю, я точно сказать не могу, но я так понимаю, он всегда затрагивает вопросы в основном Дагестана, то ли дагестанский админ его ведет, то ли кто-то из Кавказских республик, но не суть. Я не знаю, откуда его называется Кавказ Разы, да, это я не рекламу делаю. И показывают его пост. Все бы ничего, чтобы до этого поста дойти, который я вам говорю, позавчера, то есть в день, когда умер этот Нохчу Бекхан Далгештуацундалдегова, я состою в многих группах, WhatsApp-группах, где есть наши братья из Дюэлкюрта, из Малгобека, и с различными варстхоевских группах я тоже есть. В этой группе написали: Далгештуэл Уайбекхан Велла, Тайпан Чарту Волша. Целый день шли одни соболезнования, дикстегвар, кедегдар. Там, если я не ошибаюсь, его брат или двоюродный брат тоже, или племянник тоже умер в хаджи. Год или 1,5 тому назад. И сейчас дядя тоже Бекхана Чо дикстегвара, Масара дикхайвашу, Изавилла Элла, Масара Далгештуэл Вючвик Тезиет Вона, Ша Малгабекирош. Это буквально в WhatsApp. Никаких проблем нету, никто ничего не говорит. Все соболезнуют, и даже до сих пор, и сегодня, даже в этих группах идут соболезнования в адрес этого человека. О хорошем человеке всегда говорят очень много, долго и хорошо. И даже после его ухода. Итак, возвращаясь к этому паблику, я захожу, смотрю, там 7000 лайков, 600 комментариев и огромное количество перепостов. Я сначала не понял, умер. Потом зачитываю текст, диктор, админ этой группы, и говорит: вот умер хаджи, наш брат ингуш Чертоев Бекхан. И люди, которые прислали мне этот ролик, и они говорят сами, в том числе родственники из его тейпа говорят: мы никогда не были ингушами и никогда никому не говорили, что мы ингуши. Сейчас чертуай душа, но сон чертуай бойс, деши чуай сон муца бойс, чертуай бола, никак, ни в коем случае, жбалах там нету никаких проблем. Если есть, нету. Но проблема в том, что отправили это админу. Админ просто зачитал текст. Да, ничего плохого не сказал. Они в этом тексте упоминают его. Они, кто написал ему этот текст, сказали. Они не сказали: умер брат в войнах. Они не сказали: умер там житель Ингушетии. Если эти бы два, так сказать, слова там были, никаких бы вопросов не было по данному тематике. Но здесь говорится: умер ингуш Чертоев Бекхан.
Из Ингушетии в хаджи, там, да помилует Аллах и так далее и тому подобное. И тут те, кто прислал этот ролик, говорят, это клевета, зачем про нас такое говорить и так далее и тому подобное. Я знаю всех Чертоевых, которые с Двилки-Юрта, и даже тех, которые сегодня там участвуют и так далее и тому подобное. СВО и так далее. И никогда они очень сильно большие патриоты, очень сильно любят свой народ. Именно нохчий народ. Я это неспроста говорю, поскольку не потому, что садещи чувак чартой был дерерс, он чартой дух бездери, як эск бездери цабас. Я говорю как есть. И ни один человек никогда даже не выступал с их стороны как некий центральный войнахист, мы их называем, да? Тот, который и там, и сям, ну вот так вот. Они четко заняли позицию, говорят, нохчи идут, когда мы здесь и так далее и тому подобное. Будь то в Малгобеке, будь то в Седахе, без разницы. Но сегодня это государство Российской Федерации, каждый человек имеет право поселиться где хочет. От этого он не меняет национальность. 7000 лайков, 600 комментариев. Я даже туда в комментарии не зашел, я сразу захожу, поскольку его родственники мне пишут. И все, что они сказали, с указом, то, что этого админа обманули. Во-первых, он берет на себя грех. 7000 человек, которые поставили лайки, согласились и реально думают, что он другой национальности. Я молчу уже про комментарии, которые были записаны. Я пишу, что этого админа ввели в заблуждение, что этот человек по национальности не является ингушом. Если бы он являлся, валлахи биллахи, дал гэш дуэла суат ирмувар. Но это неправда. И они сами просят и говорят, башлам, тодац из доци даха ит бахцар. Это неправда бахцар. Я написал, что житель там Седаха Малгобека, фамилия Чертоев, из Нахчмахкоевского тейпа Чертово, что админ не виноват, и тот, кто ему написал этот текст, его обманул, втянул его в эту авантюру. Я закинул этот пост. И тут, чтобы вроде бы и ничего, но опроверг ложь, сказал правду как есть. Я не указываю, я не говорю, кто это сделал. Я не могу сказать, или этот админ сам провокатор, если он от себя это написал. Или тот, кто ему отправил это видео и отправил ему текст, провокатор. Другого быть не должно. И начинается вся вот эта катавасия. Сегодня, когда я зашел туда, уже там за 20 тысяч просмотров, огромное количество комментариев. Из них почти что штук 100 я убрал, потому что уже, когда начинают переходить на национальности, я блокирую. Точнее, удаляю комментарии. Я убрал многие комментарии, убрал мат. Тот, который увидел я очень много всего разного, причем и от женщин тоже. Но я хочу вот коротко, которые я не убрал, и тех людей, которые мне написали, этим людям ответить. А в лице, так сказать, нашего народа тоже, которые там сидят. Во-первых, начинают мне писать, но умер, зачем из-за этого делать хайп? Во-первых, я из-за этого хайп не делал. Я не закинул, что он умер. Если бы я это бы хотел, я бы это сделал в первый же день, когда мне на WhatsApp-группу пришло сообщение, что умер наш брат Нохчо, Черту, который умер в Саудовской Аравии. Я бы про это пост сделал. Я поста не делал. Это раз. Во-вторых, этот пост сделал некий то ли кавказский, то ли дагестанский паблик, где четко указывает национальность, которая не принадлежит этому человеку и не принадлежит этому тейпу. Это второе. 3000. Третье. 7000 лайков, 7000 обманутых людей, которые почитали понравилась эту новость, лайкнули. Они введены в заблуждение. Это я говорю на тот период еще, за 24 часа, сейчас я не знаю, сколько у него лайков, есть ли у него этот пост. Огромное количество людей, которые взяли и 20-30 тысячный тейп Чертвай загнали их, делают автоматически нации, которые они не принадлежат. Это третий момент. Четвертый момент, мне сами его
родственники, однотеповцы позвонили и сказали, что это несправедливо и что это ложь. И поскольку я занимаюсь тем, что показываю правду и опровергаю ложь, только поэтому. Никаких политических моментов здесь нету, ничего такого нету. Они высказались, я опроверг эту новость. И сказал, что это не так. Да, он умер, дал гештуэлцун, дал декал уайлез, дал газат охлу уайлеза, дал елсмани охлу уайлеза. Это все понятно. Но он не имеет никакого отношения, кроме того, что он проживал в республике Ингушетия. Я, правда, думал, что он из Чертоевых, который проживает в Дюлькюрт, Псидахе, но он был из Чертоевых, который проживает в Малгобеке. Но он тоже Чертово и так далее. Четвертый момент. Мне начали писать, особенно почему, не знаю, я женская половина из соседнего региона, начали писать, говорить, что у нас есть Чертоевы, они относятся к тейпу Кокурхо, и что я вру, и что этот Бекхан Кокурхо, и он ингуш, а не чеченец, и что я хайпую на этой теме. Я позвонил его прямым родственникам, спросил, еще раз спросил, и другому позвонил. 3 как минимум родственникам и знающим этого человека я позвонил и спросил, кто он. Они говорят, он из тейпа Чарту. Но их фамилия не Чартоева через А записаны. А там, когда записывали в паспортном, ошиблись и написали Чертоевой. Но он является тем же Нохчу из тейпа Чарту. И он проживает в Малгобеке. Никакого отношения к Кукурхоевым или Кукурхо он не имеет. Он не ингуш, и он никогда этого не говорил. Стул, который подает женщина, это его жена. То ли Яха, то ли что-то вот такое сказали. И он был в делегации с братьями из Ингушетии вместе. Не больше. Все. Я захожу и опять пишу. Слушайте. Меня его прямые родственники говорят, что он не Кукурхо, что он Нохчу. Издал декалваль из Велла из. Но писать о человеке национальности, которой он не придерживается, или того, что он не делал, это несправедливо, как минимум. Тем более умер священный месяц, тем более умер в Саудовской Аравии у Каабы. Такие вещи делать нельзя. И мне какая разница, кем бы он ни был, он умер, пишут наши, так называемые, с чеченскими алгоритмом, ники пишут мне. Там ведучи и другие, там, это не способ рассорить. Валлахи, биллахи, талахи, ватсу. Рассорить, товарищ. Но я этим людям задаю. Вот вы всю жизнь от своего отца, от его отца, нохчи дольше душу хадуш. Представьте на секунду, вы умираете где-то в Америке, в Армении, в Грузии, без разницы, в России. И вам пишут, вместо там, грубо говоря, здесь захоронен там чеченец или что-либо тому подобное, тебе пишут, здесь захоронен там Шома из Иерусалима, или я не знаю, или из Тель-Авива. Или здесь похоронен Арам Макачатерян из Армении. Или Зураб Меликашвили и так далее, там, и так далее из Грузии. Вам понравится, если вас после смерти вам дадут другую национальность и похоронят? Нет, не понравится. Никто не хочет быть другим человеком. И то же самое представители его тейпа сказали, что мы не хотим быть. И мы не были другими. Но всегда есть и остаемся. Вот и все. Вот и весь вопрос. Сколько бы вам доказательств не привели, не я это начал, но я это остановил и прекратил эту ложь. Я не хайповал, с Чечни уезжают тысячи людей в хадж. Дал обал Масира хадж. С Чечни, с Ингушетии, с Дагестана. Масир дал обал хадж. Я не против этого. Но отдавать какому-то среднему блогеру с Кавказа, он, я не знаю, откуда-то, отдавать информацию о том, что умер человек, Бекхан Чертоев, и сами туда же ему сказали, что он ингуш по национальности, а потом я говорю, он не ингуш, из Нохчеву, из... Почему я плохой,
который говорит правду, который говорил с его родственниками, с однотейповцами, которые говорят, бадик да Аллах башлам бош бол, дерез хилон бадик да Аллах бош бол. Аслилуштек харт сунду, аж пичбятин дал шудини сунду. Вот у меня вопрос. И вопрос к тем людям, которые под этим постом сидят и пишут. Хуниадин, хуразницу вельчултя, шудух да харш. Шайдели поехмарадя. Шейн цагуик цадуич от ахаршу. Со времен имама Шамиля и шейха Мансура мы являемся мусульманами. Но до сих пор мы ходим по старым могилам, ищем фамилии, имена, чтобы идентифицировать того или иного захороненного, чтобы узнать, этот наиб был чеченцем, дагестанцем, или ингушом, или адыгом, или кабардинцем. Вот для чего мы это идентифицируем. Почему вы не сказали ничего, когда сделали съемку, то же самое, наши соседи поехали в Турцию, и с названием на чурте было написано, там ингуш и фамилия, они закидывали везде этот ролик, никто не сказал. Почему вот вы делаете, какая разница после смерти, кто он там по национальности. Никто не писал. Абашлам опроверг ложь, показал истину, сказал правду тем, кем он являлся. Его отец, его прадед, его прапрадед и весь его тейп, который является Нахчмахковцем, является чистым чеченцем. И почему я написал исконно чеченский тейп, мне понравилось? Потому что я так хочу. И я пишу так, как я считаю нужным. Потому что чертуя исконно чеченский тейп. Если бы это был бы Терлой, я бы написал исконно чеченский тейп. Если бы это были Мелхи, я бы написал исконно чеченский тейп. И если бы это даже были Орства, я бы написал это исконно чеченский тейп. Потому что они исконно чеченскому народу принадлежат. Их родина, земля, могилы их предков находятся здесь, Нохчичуа. И поэтому я это написал. От того, что они сегодня географически находятся и проживают в Ингушетии, в Дагестане, они не меняют национальности. Вот почему это важно. Потому что через 100-200 лет появляются какие-то провокаторы, которые начинают говорить, через 50-100 лет скажут, эти еще живые люди из этого тейпа, они уже говорят, что Чертоева это не Чертой Нахчмахковец. При живых, его родственники живые, все, кто там был с ним живые. И дольше они мне утверждают и пишут, что он был Кокурхо. Со всем уважением к братьям из Ингушетии, Кокурхо, Далдук, Дадошу, не к вам проблема. Шуглогума больше, вашу, не подумайте. И шуала, войгмутсаба, далге, что все. Но вот чашун больше, это возвар и не остается. Если человек не является этой национальностью, если он умер, не надо это писать. И не для хайпа не надо это писать, и ради чего-либо другого не надо этого делать. Потом со временем, это как с Сагапшинским произошло. Хуандлой, который со мной на связи, говорят, он никогда не говорил и галгай уша, ща орстху эллацо. А другие говорят, что нет, он был ингушским абреком. Но шейндик хорду, хорду, киечан, дючан хорду, я не вмешиваюсь. Но его прямые родственники говорят, и его однотейповцы говорят иначе. Может, они мне говорят иначе, там говорят иначе, я не могу этого сказать однозначно. Но факт остается фактом. Мне врать нету никакого резона. И я показываю свое лицо. Я не прячусь за пустыми аватарками, за чужими именами, за мужским или женским полом. Я никогда никого не матерю, не оскорбляю ни шахары, ни тейпы, ни тукумы, ни народы. Я с вами разговариваю, веду дискуссию. Если вы хотите вести дискуссию, добро пожаловать, заходите, разговаривайте, спрашивайте, где я прав, если я прав. Если я не прав, я клянусь, валлахи, биллахи, талахи, со ни сватсо, харцу, астелу цармадуи. Харстек дала. Я никогда в своей жизни ни один ролик не делал искусственный интеллект. Я никогда не делал карты, никогда, ни одной карты. Тем более, никогда искусственный интеллект, используя какие-то нетрадиционные ориентации, вещи, я никогда не делал. Я это говорю тем братьям, которые присылают мне
сообщения там каких-то умственно отсталых, нетрадиционной ориентации людей, которые сняли ролики. Там ролики, фотографии какие-то. А другие ролики, посмотрев на это, пишут про меня что-то там другое. Сонохчиу, собусулбау, сосай нормальный, хилмовизор, нохчиу, нохчиу, онаху и вас на шендикворду. Поэтому, если сегодня Бекхан умер, и всю жизнь был ему 40 лет, 50 лет, я не знаю, был чеченцем, был Чертоевым и умер в хаджи, далдек алвалис. Дала елсмане охлувалис. Но и нохчего швелла. Не надо писать левым блогерам, что он ингуш и что он умер в хаджи. Это неправильно. Потому что завтра, послезавтра, кто бы, что бы ни произошло, будут у них чемпионы, может завтра кто-то станет президентом, всякое может быть. Если сегодня это схавать, проглотить, а мы видим из истории за последние 8 лет, что за каждую фамилию приходится бороться. Гайрбеков тот чеченец, когда он якобы сдал пригородный район. Я председатель комиссии, который был после депортации возвращения. Когда он отдает пригородный район, и Бузуртану, и все остальные пишут, что Гайрбеков чеченец. Гайрбеков чеченец. Но когда вопрос касается акинцев, не зная, что Гайрбеков являлся акинцем, они говорят «эхка и швалыбу». Так как получается? Когда отдают пригородный район, эхкой становятся чеченцами, а когда вам нужна акинская земля, акинские башни, вы говорите «это наш народ». Якобы мы говорим на одном диалекте. Разве это не так? Разве вы так не делали? Разве Муса Зурабов не говорил об этом? Не опровергал даже своего Бузуртанова и говорил, что Гайрбеков муслим ничего никому не передавал? Гайрбеков муслимам нах киршхена шекабинечу аламаздяш бусулбавуш нохчувуш тайпан ахкивуш дал дуалвалстегу. И он не отдавал никому пригородный район. И тот, кто знает историю, прекрасно это знает. Вот один из примеров, когда пользуются этими фамилиями или личностями. Поэтому я говорю, если он является нашим соседом, братом, ингушом, Валлахи биллахи талай, вы далгешту аля алвай кигума бош датшун. Я питан датшун, я хайпа ячун, я гухума датшун. Но если и вотча, и нохч махко уиз, тайпан черто уиза, хальс авилла уиза, макиятиш, не надо отправлять чужим незнающим людям новости о том, что якобы он ингуш. Все. Я ответил на вопросы касаемо его. Если у вас есть что-то дополнить или опровергнуть, что он является Чертоевым, что его имя Бекхан, что он является Нохчо из Нохчмахо, что он проживает в Малгобеке, в республике Ингушетия, в Малгобеке проживает. Если у вас есть какие-то опровержения, и что я солгал, пожалуйста, вот вам площадка в Телеграме, в Ютубе, в Инстаграме, говорите. Еще раз, не я начал. Вы собрали, вы опубликовали, вы собрали под ним огромное количество лайков. 7000 это немало. Это фактически это целый псидах. От 7 до 10 тысяч псидахи проживает население. То есть вы целое село фактически обманули и сказали, что он не являющийся национальность приписали к человеку. Вот и все. Если бы даже в этом случае, еще раз повторюсь, было бы сказано, брат Вайнах умер в хадже, житель республики Ингушетия умер в хадже, я бы промолчал. И это была бы абсолютная правда. Да, Малгобек сегодня республика Ингушетия. Да, он житель Ингушетии. Да, его можно отнести к вайнахам, потому что чеченцы, ингуши и бацбийцы относятся к этой категории, как записано у Яковлева, если по этим критериям. А так он является чистым нохчу и стоит по черту. Он нохчмахкоевец. Все. Этот вопрос мы закрыли. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете задать вопрос. Ва алейкум ассалам. Сохарцу лахарцу ал. Валлахи биллахи таллаху беш. Гурбан батта. Я не спекулирую. Я не хайпую. И мне это не нужно. Мне это не дает ничего. Но бадик бахалдец, харстик харсалдец.
Для этого мы сегодня занимаем исследованием истории. Если бы это не относилось бы к целому чертовой тейпу, а индивидуально он бы себя считал бы ингушом, тоже никаких вопросов нет. Считает, альхамдулилля, ингуши наши братья. Все хорошо, он ингуши, но никто из его тейпа чертова никогда этого не говорил, не делал. И тогда о чем может быть речь? Не надо на целый тейп наговаривать. Все, вопрос закрыт. Если у вас есть по этой тематике, я отвечу, который у вас есть. Второй вопрос, который мы обещали сегодня с вами ответить. Если у вас есть, ладно, хатта жду, что телеграм, что обучер, с телеграм-канала, с инстаграм-канала, по данному вопросу у вас есть, по данной теме у вас есть вопрос кого-нибудь? Валлахи, билла, я от чистой души говорю, можете задавать. Ибрахим, в ютубе есть вопросы? По этой тематике, если у вас есть вопросы, задайте. Буквально 2-3 вопроса я отвечу, если у вас есть. Если я неправильно поступил с точки зрения религии, с точки зрения адатов, с точки зрения даже братьев, соседей, где я неправильно поступил, если вы скажете, я приму сухарцвала. Валлахи приму. Но, честно вам скажу, мне ни комментарий, ни хайп от этого вопроса вообще не нужно. Просто доцик адбит ищертвой бу, ишнохчи бу. Та она уже ходи башоханю иш ашбол эц дюл кюрта эц малгабека уллаха. Уэцерг эл хумадош дат. Ешу дат эл хумадош. Какие вопросы? Есть вопросы? В телеграме есть вопросы? Так, ну, в телеграме вопросов я не вижу. В инстаграме есть вопросы по этому? Если у вас есть, задавайте. Паланкоя мельшбу. Брат, насчет паланкоя, ты про каких паланкоя говоришь именно? Смотри, если ты спрашиваешь чисто исторически, Паланкой это Тирвай. Тирвай это Нохчи. Если ты про Паланкоев, которые проживают в Ингушетии, говоришь, если они себя считают ингушами, это их личное дело. Но в документах, которые мы нашли и которые есть, они записаны как Нохчи. Из тейпа Тирвай. Это одно из ответвлений тейпа Тирва. Вот и все. Одно дополнение, Башлам. Он хоть в Малгабеке жил, но родом он из Псидаха. Все, Рустам Бяхмабил. Я написал в тексте, он из Псидаха. Но меня поправили и сказали, что он жил в Малгабеке. Цундер я назвал, а так Дюэл Кюртер Буйсунха. Все чертой Дюэл Кюртер Буйсунха. Знаю ваша. Поэтому я и это не отрицаю, и то не отрицаю. И там, как бы, чтобы людям было понятно. В Ингушетии живут Чаниевы. Руссо, я тебе сказал, я нашел документы, я опубликовал, они записаны в документах как часть Терлоевского тейпа. Тирва тейп, он часть Паланкоя Буалязибу. Если есть какие-то другие документы, они говорят другие, это я не могу вмешиваться в вопросы в Ингушетии, понимаете, ваши внутренние вопросы. Чертой и все, кто проживает в Псидахе, и все остальные, они себя четко ассоциируют как Нохчи. Про них я могу говорить, а дальше не хочу. Остальные уже вы в вашей истории Ингушетии, я не хочу никого, а то почему-то все начинают говорить, что я их задеваю. Не хочу. Да. Еще 200-300 лет назад. Да. Это изначально. Так, Малгабека, 20-е годы, нефтяник, поселок. Да, в 1934 году или нет? Зуда Гендерго, верно, да. Ночи, барбище, всегда ночи, шеку я. Тега году, совелон, тега году, просто с духом любой площадке, отдельный народ дуэла, нахал дахты, шестедал дутаган.
Так, хаджа, да он давай, да, угешил, да, Амин. масса идёт, дуйхуш, и еще очередно яруич подошен, типа отдельный народ, да. ويقام دو قلقة ويقام دو تيب قلقة ويقام دو دوخي محيز ديكنك خدو غز قمل لون تابع وشو قيت غزا ديخ دو إدال موح Дересхил. Ну, информация, все остальные по данному посту, вы можете, валикум ассалам, вы можете посмотреть в данной, так сказать, в данном посту, вы увидите комментарии, которые там написаны. Еще раз, особенно тем людям, которые начинают рассказывать о том, что хайпуем, кайфуем и так далее, вот эти всякие слова, которые вы говорите, здесь никаких вопросов. Сова 011, галай камда тейп дац, нохчи да тейп. Сова 011, ты, наверное, не знаешь, но хочу тебя огорчить. Во-первых, нохчи тейп дац, а нохчи чуа галгай тейп до. Галгай тейп до. Цига хацундера цу хон эльшхена нохчи чуа галгай тейп до. Кома нохчи бош. Иш язин бу. Иш до. Кома название, во-первых, тейп и хулиладат. Ну, во-первых, тейп, шеца тейп и царют, моей обычно, каждый тейп и шецарют. Галгай олш юрт сон хезнаят, галгай тейп дала. Даже тейп дати, это несколько семей, которые просто волшеб, это название было, присяг принять, так, военно-политическая элита, так, шейн, это автономия, названского округа, бештайол, штемиза. Но это сейчас, давайте это чуть дальше. Ингушия это населенный пункт. Нет в мире народа, который называется по населенному пункту. Я понял, слушайте, это мнение нашего брата под ником Дзурзукети. Если вы хотите ему оппонировать или говорить с ним, вы можете зайти на наш телеграм-канал, точно так же ему сказать «Хохарцу яватия иштудацер». Вот это. Что касается меня, я четко сказал то, что я знаю и то, что говорю. У меня есть подтверждение, у меня есть этому далил до шунду сайник. Поэтому я сказал о том, что галгая кома нохчи бош, тайпан галгая бош, нохчи чуа, бахар хой бу. Это правда. Цхорвай нохчи боша, нохчи чуа, бахар хой бош бу. В том числе нохчи чуа. Цундер сова 011. Ты не оскорбляйся, но это сейчас тема не об этом. Сейчас не об этом. Сейчас конкретно мы говорили о Бекхане Чертоеве. И Бекхан Чертоев был из тейпа Черту, жена его из тейпа Гендергну, и жена и муж оба являются Майр Далдек Алвайл, Далдел с моей Охлувайл, являлись чеченцами и первый, и второй. Все, насчет этого закрыли. А остальное, какие у вас там по истории Галгай, бой ингушиш, бой, я этот вопрос не поднимал. Я вас прошу от одного вопроса. У меня четко разбитая тема. Дальше мы будем по теме идти. Оставим, чтобы и друг друга... Кто, если хочет оппонировать, кто, если хочет сказать что-то, зайдите в телеграм-канал. Там есть ник Дзурзукетия. Он записан как Дзурзук. Вы можете с ним разговаривать. И все. Бекхан Чертоев, чеченец. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Sonra genelens adesen dol situatie verschillen. Guest heard that the word town is Dina Holly Adden Amdebos will not be when fitness deals will not be. Ik ga nochtje Amdo, ik tape do nochtje. Waar je dus tape zo jouw hoe kies tape zo. Este special deals soms dus مسقط كتر دال وطن سقيت تغير ديوس تاع تشبينشو تاع عودهمش dus nach بوشيغ حاجه دق دمنا ديوس ايش تاع قلب الناس بس دا ايمانش بالبالش وزو قندي ايش تو درس وادو صحيلوسا تاع مسار بوشي ديش خلش يوم ديش ذكر Дерес, все. Масанахал Дерес.
Все, Дайресхил, слушайте. Насчет этого вопрос мы закрыли, насчет Бекхана. Я надеялся, что если у вас есть какие-то критические ко мне, если я соврал или обманул вас, чтобы вы исправили, чтобы вы сказали, что здесь я не прав. В этом вопросе я не слышал ничего плохого. Я думаю, что Шунмасан Дайресхил по этому вопросу у нас закрыто. Дал Дейк Алвел Бекхан, дал Иман Собр Лойцер Гергачна, она Массарна, Масуд, Вежриш Чертуашна, Массарна, Дюэл Кюрта, Малгабеки Ашполчана, дал Си Дуэльшу, дал Духада, Дуэль, Шукоман, дал Дуй, Вайца, Дуй, Вайхуша Душуна, Нисуант и Абаквант и Авайгошит, Эхвата, Вежри Душуна, Айлман Санидек, по крайней мере, Хидадек Сакарау, Мадац, по крайней мере, Шун Маха, ой, простой, Крейг Шиум Шамировой, да, это Рисер, Хидаху Мадац. Амин. Итак, мы переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос у нас был выступление неких личностей, которые говорят на чеченском языке. Сейчас, я надеюсь, если здесь есть ауховские братья, и из Ауха я просто-напросто не вижу вас, обычно, но надеюсь, вы посмотрите эфир, и вы должны понимать меня и услышать меня. Я по этому вопросу, когда со мной связались, я дал четкое объяснение. Итак, уважаемые мои братья и сестры, все, кто проживает в Аухе, чтобы было понятно. Я сейчас проведу коротко ликбез по Ауховскому району. По мне, Аух это все, что находится от Акташ-Ауха, Ярексы-Ауха и вплоть до междуречия Терека и Сулака, вплоть до Каспийского моря. Там, где проживали всю жизнь, раньше проживали Акоки, Акинцы, Акисы, Аки, Ауховцы. И все вот эти названия относятся к этим людям. Уважаемые мои братья и сестры, которые проживают в Республике Дагестан. Сегодня, и особенно даже в этой книге, которую сегодня мы тоже будем обсуждать, я нахожу моменты по 1920 годам, 21 годам, я нахожу моменты, где описываются земли ауховцев и акинцев, которые там проживают. И там чисто везде написано, что проживающие там это коренные чеченцы. Ни сюли, ни дагестанцы, ни полукровки, ни метисы, ничего подобного там нет. И если какой-то умственный отсталый маргинал, а иначе я назвать его не могу, который не знает ни своей истории, не знает ни истории своих тейпов, не знает ни географии своего народа, а это очень важно, чтобы знать. Тейпы, тухумы, или называйте его по-чеченски вары, гары, некой. Если это умственно отсталые больные люди начинают рассказывать вам, что в Аухе проживают сюли, барчхуай, парчхуай, зогуай, гильнуай баса, ширди, цуантруай, ва эхки, лам эхки, энгнуай, 47-48 чеченских тейпов. Парчхуай, барчхуай, шаберш бахшунас. Это исконно чисто чеченские тейпы. Люди, которые не знают этого, относятся они к вару уарстхуай, относятся они к вару эхки или лам эхки. Разницы нет. И те, и другие это нохчи, которые проживают. Там те же самые вяпи, которые проживают. И они сами идентифицируют, издали ДНК, все они чистокровные нохчи. Но я вас прошу, особенно когда я ездил Адилятар, Кадыратар, Диттишк или Тутлар, иначе говоря, там проживали 98-99% проживали нохчи. Это Хасавюртовский район, это даже не Аух, не верхняя часть имеется в виду. Аух, но не верхняя часть, Хасавюртовский район. И все взрослые мне говорили то же самое. Мол, там кто-то говорит сюлиду. Шудугда харш. Не то, что там. Мы внутри даже своей родины, здесь, находясь здесь, цан юртар вала, гоуши, хунядин, сюли хали, хар хали, вож хали, цеху, что сплетни, болтологией занимаются многие.
Сидят, разговаривают, говорить не о чем, вот и болтают. Тот, кто знает реальную историю, никогда такого не скажет. Спрашивайте людей, кто знает историю. И если какие-то отморозки это скажут, от этого вы не становитесь ни Сюлей, ни Гумки, ни Газгумки. Со всем уважением к этим народам, ничего против мы не имеем. Они мусульмане, они наши соседи, мы против них ничего не умеем. Но у них своя национальность, у нас своя национальность. Барчхуай, Парчхуай и любой Ошуай, Ахки, Тейпли, там все тейпы они есть. Я их еще с 2018 года начал всех ауховские тейпы фиксировать и публиковать. Все они нохчи. Все без исключения. Но баранта, то есть, грубо говоря, бараны, которые не умеют, не знают ничего, они начинают писать, рассказывать какую-то ересь. Кого-то, может, побили, обиду он держит. С кем-то выпил, ему не налили, он может написать. Мари ягайтин, итин, хаяйтин, может быть такое. Еда тигр вош, нанцан хавиан вош, может быть такое. Или наоборот, может быть такое. Обиженных людей очень много. И всегда начинает тигаш, ничего подобного. До 1921 года никогда он не был частью Дагестана. И не было самого Дагестана. Были общества, которые проживали. Кумыкское общество, там, лезгинское общество со своей землей, со своими землями, там, аварское, даргинское и так далее, там, дедойское, андийское, были общества, все по отдельности. И точно так же были ауховцы. Я каждый раз публикую вам документы для чего? Вот в этой книге «Объединение Чечни и Ингушетии», хоть она написана чечено-ненавистником, чеченофобом, и редактировали ее точно так же. В этой книге я же на прошлом эфире 2 раза вам момент выделил и сказал, что это очень важно для нас. Почему? В 1920-х годах чеченские активисты, патриоты заявляют о том, что нужно вернуть землю обратно к чеченцам, потому что аух принадлежал чеченцам, и это чеченские земли. И мало того, если вы не верите, вы найдете это. Вот эта книга. Книга называется «Как объединяли Ингушетию и Чечню». И это только единицы из документов, которые написаны. А этих документов было очень много. И здесь я у себя отметил их почти что, ну, сейчас, чтобы было понятно, да? Смотрите. Вот один из примеров. Я ищу документы, и в каждой документах, вот, я фиксирую зеленым, салатным цветом, видите? Я зафиксировал здесь каждый документ. Эта книга в основном зафиксирована, да, здесь негативные образы, здесь пытаются чеченцев показать с худшей стороны наши соседи, доброжелатели. Но, несмотря на это, здесь промелькают, они не зная сами, хотя у них же есть договоренность, что они будут помогать лакцам, аварцам против чеченцев, чтобы действовать. Они же объединились, мы видели эти комментарии, мы видели эти побратимы и так далее и тому подобное. Но в этой книге, как ни странно, они то ли еще не успели договориться с нашими соседями с Востока, но написали здесь такие документы, в которых указываются. И, честно скажу вам, советская власть здесь рассматривает и говорит, что мы, да, считаем это целенаправленным и своевременным. Это до депортации, чтобы было понятно. Это не имеется в виду, это не сегодняшнее восстановление Ауховского района. Нет, не об этом. Здесь речь идет, что этот район вместе с чеченцами, который им принадлежал, нужно присоединить. Это документы 1920-х годов. 21, 22, 27, 28, 29 года. И как ни странно, они здесь есть. Еще раз повторюсь, это только айсберг, который отправляли чеченские патриоты, государственные чиновники, историки. Все, кто занимался этим вопросом, они в тот период просто завалили. И после революции, особенно это началось после революции, заваливали письмами, документами, чтобы вернуть обратно чеченцев с их землей в родную гавань. Здесь это обсуждается.
Уша Салма, Нагердари, Бях Павела, Юрова. Ладошу. Адош Нисмандила. Сон Хасиха, Куду Хайо. Тяхар Заман, Чуа, Тяхар Са, Ит Пейчара, Жимжин, Харин Са, Артемви, Аютчо. Она Куэтбо, Сокиет, Вокивек, Хиссибия, вот Ит Пейчара, Бия, Дадло Дельдаса, до этого Чанса Хидович нас, что он Ассаламу алейкум, Башлан. На просторах интернета есть некий персонаж Шамиль Эскиев. Как ты к нему относишься? Чтобы было понимание, это персонаж, который чеченцам ставит флаги Италии в генетическом проекте. Пахруддин Арзанов его знает хорошо. Хейте дерезху. Масанахил, саундатс. По этой книге очень важные моменты я выделил, и обязательно вам опять его зачитаю. Книга 2018 года. Здесь эти моменты, кажется, в прошлом эфире я вам зачитывал. Сейчас мы перешли на главу, чтобы было понятно сейчас. Смотрите. Сейчас мы перешли на главу, которая называется... Ой, черт побери, освободила, что? Так. Башлан, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Можно я вот сейчас это послушал, я настолько сильно в шоке. Объясни мне, пожалуйста, кто такую глупость там говорит, что с кем-то Аллой объединяться против Нохчи? Тимур, смотри, сейчас объясню. Тимур, ну, если ты не знаешь, речь идет, Тимур, не обо всем народе, Тимур, сразу, чтобы было понятно, это не весь народ, там есть люди, которые объединились вместе с активными, так сказать, чеченофобами с республики Дагестан, в кавычках, историками. Они совместно работают и проталкивают вот эту идею противостояния чеченским историкам, исследователям и так далее и тому подобное. Есть группа людей, там не имеется в виду весь народ. Там не народ, там определен. Просто люди, многие в курсе, ты не в курсе этой ситуации. Там есть люди, которые во время митинга приглашали их к себе, они предоставляли документы. Потом вместе в этом докладе они доказывали, что в Ауховском районе, районе проживают якобы не чеченцы, ауховцы, не чеченцы, акинцы, а проживают проживают ингуши, которые под давлением чеченцев сбежали в Дагестан, попросили там землю у аварских нуцалов, и они им с барского плеча отдали им Ауховский район. Так и написано, вы можете прочитать доклад, есть книга, так есть. Я же тебе не от себя ничего нету, это все зафиксировано. Можно я два слова скажу? Да, конечно, да. Что я тебя перебиваю. Но для того, чтобы мне быть Алла, я в первую очередь должен быть чеченцем. Для ингуша самое большое оскорбление, любого ингуша возьми, скажи мне, пусть он тебе скажет через Нахбастя. Если он это будет отрицать, как он тебе скажет, ты сможешь сказать мне, ты Нахбастя? Нет, я и не скажу этого. Может, силишься, объединиться против Нахада. Нах дазахфыт, нах айгирдыке бажбете, канал дусыж нах маркиамычып, канал дисле тахан нехмехта тахдан вей долхи, вообще ахвад мадивей. Эхки мог, естественно, эхки мог быть, чиш хамел бяхкар же сели санал сарил, сельжу пиш бухал же хавал хабяхка, чиш хамел бяхкар, беженцы, эхки мог хабяхка. Всегда, всю жизнь, эхки мог, Галлы мог, кисти мог, мягче, Чечня и Ахаргей, это все объединяющее, мягче. Мы все вместе. Эхки, кисти, Галлы мог. Пусть говорит Галлы че,
может человек сказать мягче, еще головче, это получается как масло масляное. Понимаешь? Головой в первую очередь нах, а потом только головой. Это само слово, это чеченское слово. Потому что чеченский язык, он трехмерный. Это многие люди не понимают. Да, да, Тимур, да, Тимур, мы об этом дальше, да, чтобы не отходить от темы. Да, хорошо, дослушай меня, есть у нас мот, язык, правильно? Да, да. Это уже другое. Амял это гортань, а мот это язык. Как день и ночь, они разделяются. Амял цадовые массары. Все. Все. Тимур, я сейчас зачитаю документ, просто мы сам, да, все нормально. Хова интервал, но мы... В первую очередь, да, ладно. Каятон, Тимур, каятон, Ваша. Ага, хорошо. Конечно. Все, Вежри, освободилось, дальше освободилось. Не нужно документа, а то мы от темы отходим. Да, Тимур, все, я сейчас документ зачитаю. Все, послушайте. Так, итак, друзья, я зачитаю вам документ, который как раз таки, оказывается, я его еще не зачитывал. Но вхождение города Грозного в Чеченскую автономную область, там тоже затрагивался вопрос про Ауховский район. Итак, смотрим. Глава называется «Объединение Чечни и Ингушетии в единую Чечено-Ингушскую автономную область». Один из документов, пунктов, который подразумевается здесь. Я зачитаю сразу, чтобы было понятно. Два пункта из этого документа. Сама программа называется «Программа чечено-ингушской интеллигенции в лице ее националистических групп в основном сводится к следующему». Итак, я цитирую вам прямой текст. Это 132 страница, вы можете посмотреть, книга вот эта. Написал ее Яндиев Абдул-Азиз, там, Денельбекович или кто-то он там по отчеству. Итак, программу названия он зачитал, зачитываем документ. Итак, друзья, первое. Чечня, Ингушетия одного этнического происхождения, родственные по языку, быту, культуре, религии, хозяйственной степени развития. Пограничных отношений нет противоречий. Еще раз повторюсь. 13 апреля 1928 год. Чтобы было понятно, это заявление делается националистическими группами чеченцев и ингушей. Это общий доклад, программа. И еще раз повторю, Чечено-Ингушетия одного этнического происхождения, кто не понимает, что это такое, родственный по языку, быту, культуре, религии и хозяйственной степени развития. Пограничных отношений нет противоречий, а хозяйственном и духовная связь сильна. Сам хагочу, сетиации сам. У меня показывает. Инстаграм, что объешь? Меня слышно, видно? Напишите кто-нибудь. Сандхуайлам элчуя на хагочу сон. Он обычно, когда останавливается, у меня сразу показывает, остановился Оля хагойцу. Сейчас. В Инстаграме меня видно, слышно? Гойчубах. Регион 95, говорит Гойчу. Может у тебя, Ваша? Посмотри. Гойчубах. Заключай. Так. Нормально, конечно, брат. Ой. Да, все, видно, Бах Ибраим. Еще раз повторюсь. Чечня, Ингушетия одного этнического происхождения. Родственный по языку, быту и культуре, религии, хозяйственной степени развития. Пограничных отношений нет, противоречий нет. А хозяйственная и духовная связь сильна. Первый пункт. Второй пункт. Соединение за счет, второй пункт здесь не столько важный, русских культурных центров, это мы не будем читать. Третий пункт. Для моих братьев-ауховцев, которые проживают. Тот, кто вам говорит, что их оставили, что дело не было чеченским патриотам и все это. Речь идет о 1928 году. Третьим пунктом в этом документе идет. Это заявляют чеченские националисты в 1928 году, патриоты. Объединение приведет к большой политической независимости.
На случай осложнением с краем можно будет ставить вопрос о вхождении непосредственно в РСФСР, подобно Дагестану. Увеличатся шансы на город Грозный и отчисление больших прибылей от Грознефти. Можно будет поднять вопрос о присоединении части Хасавюртовского округа Дагестана в прилегающем к Чечне районе с заселенным чеченским племенем. 5 аулов, 17 тысяч человек, что позволит частично разрядить земельную тесноту в нагорных районах. Всем понятно? И вот таких пунктов в данной книге различных о присоединении, о восстановлении, в этой книге очень много. Хотя она написана, еще раз повторюсь, ярыми чеченофобами, и к данному вопросу там идет оскорбление сплошь и рядом про чеченский народ. Я вам зачитывал по присоединению города Грозного к Чеченской автономной области. Вы видели, какие гадости там, что мы там были алкашами, что у нас там чуть ли не 70% там было сифилиса и так далее и тому подобное. Такие вещи он написал в этой книге, добавив, что это якобы реальная картина Чеченской автономной области. Хотя, насколько я знаю, медицина указывает, если население более 30 или 50% больные этой болезнью, которую не называть-то и даже как-то бескультурно, народ вымирает, вырождается, то есть начинает умирать. Это вы, то, что вы видите, можно понять, чтобы было понятно, то есть в этой книге это написано. Точно так же, что там чуть ли не весь чеченский парторг отдел или парт-отдел, все являются там чуть ли не алкашами, все чеченцы являлись безграмотными, женщины там обращались к знахарям, а не к медицинским работникам. То есть вот такое очень страшно оскорбительных вещей, там очень много. Хотя речь идет о присоединении города Грозного, вхождении его в Чеченскую автономную область. Ну да ладно. То есть эти же люди, я почему это говорю? Эти люди описывают в этой книге о том, чтобы присоединить к Чечне села, где проживают чеченцы и так далее, тому еще в тот. Здесь речь, в этот момент речь идет даже не столько об Новолакском или ныне Казбековском районе. Здесь идет речь в основном даже о Хасавюртовском районе. Чтобы было понятно. Хасавюртовского района селу присоединить к Чечне здесь речь даже идет. Где проживают там и там 17 тысяч населения чеченцев, 5 сел и так далее и тому подобное. Речь не об старом Аухе, а именно вот Хасавюртовский район. И вот такие моменты поднимались, затрагивались, чтобы их присоединили. То есть это история. Сейчас я вам это рассказываю не для того, что мы ни в коем случае не посягаем на целостность Республики Дагестан. Я такого не говорил, и никто такого не говорит. Мы рассказываем об истории. И тем людям, которые начинают рассказывать и говорить, что якобы тига ашбеш сюлюбэй, а им говорят, вот чеченцам до вас дела нету, вы вот наши дагестанские там сюли, там и так далее и тому подобное. Это все бравада и фейк. Люди больные, которые там на Пхарчхуай, Бхарчхуай, Зогуай, ну любые тейпы, которые есть, Ахки и так далее и тому подобное, есть, проживают сегодня в Ауховском районе, Хасавюртовском районе. Это 200 тысяч нашего населения. Огромное количество чеченцев, которые проживают. 47, мы года 2 тому назад провели опрос, 47 различных тейпов среди ауховцев. Чеченских тейпов. Чисто чеченских тейпов. 47. Это огромное количество. Цуантруай, Ширди, Энгнуай и так далее, и так Куршуай, Дишни, разные тейпы. Если я не ошибаюсь, мы нашли документ, где говорилось, что в древности, точнее раннем периоде истории, недалеко от Каспийского моря проживали даже мелхи наши. Мелхистинцы, которые относятся к Тухому. Даже вот этот документ мы нашли и опубликовали его. Надо вам только спуститься, 2018-2019 год, это было давно.
Я то, что нахожу, публикую, повторно, редко пытаюсь не повторяться, но бывает и как говорится, не без повторов. Были, есть и такие документы. И то, что вам говорят, что никогда не претендовали, там, то, что совсем согласны, нет, это неправда. Прошло это или не прошло, сдержали слово коммунисты или не сдержали, это совсем другой вопрос. Но факт... Ну, цам дас сотигван шена, цам дас тхонохчи дас эл цастегвацерцга. Ой шадеш нохчиду ша мялвик дерес хил, ой нохчиду, ой барцахил безбог шавигвар. Единственный саши вянир сюга и войнах дешен сорез хундвацел. Но я сразу же с точки зрения науки, с точки зрения документов, все пояснил. Степан, микрофон дай, Тимур, Степан, аж халатин аж гоуниш хэшу дочур. Я им объяснил. Не, но я им это тоже объяснил. И это объяснил, и происхождение объяснил, и что я не должен их называть войнахами, когда они являются нохчи. Я не должен. Зачем я одному? Если бы это был бы... В любом случае, кроме вот этих шивокстегвер, но лет под 50, там огромное количество доказательств. Единственных были одни претензии, и этим претензиям мы возвращаемся, как раз это второй вопрос в сегодняшней теме, который я вам отвечаю и говорю. Люди, которые отрицают Всевышнего, отрицают пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, эти заблудшие, я бы овцы не назову, ибо овцы это все-таки священные, какой-то гурбан урс хаками гадош, по идее эти, я не знаю, как их даже назвать, анунакит ихи. Вот эти люди, когда сказали, что бхарчхой, там, не являются нохчи, они являются все или я вас прошу, ну не слушайте вы умственно отсталых людей. Разве вы будете спрашивать про историю, политику или все остальное? Вы будете спрашивать это у людей, которые непосредственно больные. Не будете. Вы же не пойдете в Закан-Юрт, или там Дарбан-Хей, или там Шейл Дурдо-Медан, Уахошин. Вы можете рассказать нам о политике или об истории. Вы же у этих людей спрашивать не будете. Но зачем вы слушаете этих людей? Их слушать не надо. Они не имеют никакого понятия ни об истории. Это реально заблудшие люди, ва алейкум салам. Если они больные, дал маршал дуаль аларби, как раз таки хундатига. Это больные люди. И спрашивать, и говорить то, что они говорили, пытаться их найти, это больные люди. Умственно больные. Ye borche wo stego lard a wo chdi das auch mahka ashwal nochchi tsarach ekhi olil tsarach worst khoy olil tsarach nochch mach khoy olil tsarach cheberloy olil ish tirway bala ish melchi bala ish weppi bala ish milsho ish tsen nochchi tsido tsen nochchi bu a shutik dagadagan tsar mil zudyali ni tsin zud mil юй и хум шудис вала, это уже сплетни, это уже бытовуха. Во-первых, Собордила. В любом случае, 100% оухя ашпол бахархой, царнюк аха, цашикуешь 90%, 95%, ца кич комохил зудиалина бацуш, шайнохчи зудри буцер, шайнохчи эхеюцер. Ой чулч оға қам дейш, ой дин дейш, бусул бабуш, хабош ой везри буш. Қихум дәца. Нохчи чуах дұхара, нохчи версит он бол белшхена. Ицаде дагдаит. И бол белшхена угърч о дұхлойна. Мишги чуца бакидаш, минч бо хаж. О бой търбастха везри буцига ашбеш. О бой търбастха дұхала бөл.
Цер салтилячуш. Иша мелдиг. Сюлиш. Вахьехкин юшун. И роликш. Асайген умаца бахшун. Сюлиш. Дачу хош бу аш бюч болар. Ау хош. Защищать мобия бохша. Войниш бу иштаргас кышын духло йина бохша. Нухчи. Келбагит гайр. Чукуш сюли бу и роликш. اتشر حياتساس كلام ديح يالا تسيالتين سار اتسوش عودو حلبول وستوشنا فرانتو شنو يوچك سالتي داجا ايدينا سالتي باي ان ال اتس او خيرش بولش خاصة يورتر او خي عش بول نوخش دينا ال يازين مدوي تسو سيوليش حقويش ما يروليش هربوشونيش بيحكي او هما تصدينا شو خوش بولشن دي حل بولش حقار تبات بولش قميال دينا اش سيولي خلش اش نوخشي تسخلش شيء نوخشي تسي شيء قام ديش تسخلش نوخشي تشتوان بالي تسخلش تسردي دريهم يتسع شلو حميل وعنك اتشيل خنال ديح سيح بولشينا قيلخ داخيتين شيء سيولي بستيش يوش غاسقي بستيش يوشح اتسخين غلاني قيلخ ميشخل سيح باخ ميقردر بوش زاند قل غلاني تيكش غلاني قيلخ نوخشي ديحا باخ اوخح شام يلو تيجي عشرة نوخشيش اوخي عشبو نوخشيش تلاتش مشبر وي نوخشي اوخير نوخشيش وي نوخشي تلاتير اش بيخش باتشون اش حكمش باتشون شي كوتا ميگ شي بيجنيگ شي چويچو شي نيوقي واخوشتي نوخشي عتايتي تنز تحانا ديگر $100 داقني $200 داقني تسون خاخوش تسلوچي خليات شلو قوازلخ خسا يورتا базар эқашли круговой кольцевой церхин штаб бил меттигери адил атар кадр атар тут диктишко ошол меттиг сигахцар штаб квален штабан улла 90 гадашкат он бул белчхана хайлин штаб бер сигах басис аравел диндол камел дал гештвалсун дал дегал валс диндол камел дегдаити вошун дег цадолчун وي نخلح ويستكبرش ولا تانوخشي ارع يسروات تغنال تيجي لاتش ملخلو نوخشي بيجنش حاب يحكمو شامل برشاشة كياتش دابيجنا شي چو شي دويزل يقي شي كيرچك واخوشنا اي او خوشن وات غيرش دوي يا اي خاصة يورتر قواشتا عشبو نوخشي شن وات غيرش دوي حين بقويو اي آل تغنال ها صوم تيجي خلوات ستواور عشوات صوم شينا تمتع سيتاحينا تيجي بغنش باقس تيجي خلش باقس اشتلاتش منشبو هو خير وي وجري بوق تا سولي بوتي تار خايتين شاش نوخشي بوي تار خايتين تارت الات غوم كيشت الات لوش بولشار نو تحمتيج اوخ ماكر خسا يوتوسكي رايوني نوخشي ات اديل اتار كدر اتار ديكتشكي يورتشكا حدا زوي بيجنش خلق سون تيباكن سوولانش خينا باشلان توتيغا بيجنش مخلير توان بولش خينا بولش قبيلدر ليش تسهرت لي ايش ميال ميسكناخ بوايشن عاش بيرسيغا принимали ауховские, все чеченцы приняли. Хасавюртовский. И кумыки тоже принимали чеченцев, беженцев в Первую войну. Я не говорю, что не принимали или не делали. Но и вы должны понимать, прежде чем говорить что-либо, обвинять кого-либо, тут нужно понимать, почему пытаются сегодня разделить нас, для чего они пытаются это сделать. Вы не понимаете? Как-то одни из активистов, ауховцев, мне рассказали. Вы знаете, ты знаешь, Башлам, это я цитирую его слова, имя называть я не буду, поскольку он не давал мне такого разрешения. Он сказал мне так: когда в Чечне хорошо, и когда Чечня процветает, мы в Аухе хорошо живем, и мы процветаем. Мы можем поехать, мы можем учиться, мы можем к себе домой.
И здесь наш дом, и там наш дом. Мы спокойно передвигаемся, никаких проблем нету. Но только в Чечне начинается война, у нас начинаются проблемы. Вот езжайте к своим чеченцам, вот ваши чеченцы. Бог что, хамил что. И им плохо становится. Когда депортировали чеченцев с нашей республики, и Ингушей, Чечено-Ингушетию, если они не наши, если они полукровки, если они метисы, то зачем нужно было 20-25 тысяч всех ауховцев собирать и депортировать, которые проживали фактически во всех районах этого, и в Бабаюртовском, и Кизлярском, и Кизилюртовском, там, какие районы там были приграничные, везде жили чеченцы. Списки есть, подомашние списки есть, мы их публиковали, еще раз покажем. Они проживали везде. Сейчас-то они компактно проживают. Понимаете? Сейчас-то их загнали, они сейчас более компактно, а раньше они проживали в большей территории. И среди кумыков проживали, и в остальном месте. Чего уже стоит говорить, там целыми куянами в Эндере они жили, историческом. И так далее, и тому подобное. Если они не наши, зачем нас депортировали? И их зачем выгнали? За что их? Они же не чеченцы, по вашим тупым бараньим разговорам. Я говорю это тем умственно отсталым, кто говорит, что ауховцы или акинцы, нохчи, бацы, сюли, буйбоши, яс хамиш яшел, хачи эльнаш квас. Вот ваши тупые бошки, почему не понимаю, почему оставили остальных, всех дагестанцев, в том числе сюли, которую вы говорите, а сюли это относится только к аварцам, или к газгунки, или к гунки, почему их не отнесли к ним и не оставили их в Дагестане? Всех депортировали. Без исключения. И благодаря этим рассказам именно ауховцев, они рассказали, и они до сих пор зафиксированы, видео, где они рассказывают, наша еда на столе еще, поднимался с нее аромат и запах, когда они уже стояли до выезда, еще до выселения, стояли, ждали, пока их с их домов выгонят. Это их в основном свидетельство, и они рассказали об этом большей части. Цундера цуясум шклацадюш, шашнохчи далах, аухи ашбочек бас. Хучинг, бойшинг. Хор дуракик шула дихдуйлах, цу агу юшун цачингачкук шедлиш, войнах отдельно кам дует, отдельно дуйбошта. Там тоже не без этого. Там есть, но мы на этих, так сказать, умственно отсталых людей не обращаем внимания. Мы четко знаем, кто такие ауховцы, акинцы, акисы, акоки, пхарчхуай, барчхуай, оушхуай, ахки, зогуай, уж цен ногчибу, шей вари дейш кардуинда. Ладно, что ж. Из чунгруай. Сейчас сюли ду, сейчас кинешь ду бош бешбуй. Оставьте их в покое. Уж адбит, шхли чейн мол. Но вег адбит. Тагана на сегодняшний день, кто бы что бы ни говорил, мы не занимаемся переделом государственных границ. Мы не занимаемся переделом, грубо говоря, истории. Но то, что есть, этнография, история, мы должны сохранить. Уай духадин, уай дикадек, уай гоуши метниш бятиш, уай гоуши ци андеш, уай гоуши, шаш хакацалуш, уай гоуши летич, уай ци миш алуш нахбуш. Ихум шлилош бол нахбуй, уай нукри питни камирш дяшбеш. Аух, нохчи. Экки, аухуай все нохчи. Панкиси, кистинцы. 99% чистокровные нохчи. Турция, Иордания, Сирия, Ирак, Иран, Египет. Ныне Израиль, а раньше Палестина. Проживающие потомки мухаджиров. 100% нохчи. Чистокровные нохчи.
Мы сейчас гладко перейдем сейчас к следующей теме. Как раз исходя из этой темы будет у нас следующий пункт. Третья тема – это мухаджиры. Поэтому люди, которые не знают истории, не знают ничего, даже, грубо говоря, своего, тупо говоря, простых элементарных тейпов, этих людей слушать не стоит. А если вы собираетесь их слушать, то я вас прошу не анонсировать и не говорить, когда к вам приезжают такие, как я или другие нохчи. Не надо нам рассказывать, говорить, о, царама оли шу сюриду, цаол, о, цаол. Хум хучар, цахо, цаол. Я мехкдас цаол, я председатель правительства цаол, я председатель парламента цаол, я нормально хайкабл нохчиш цаол. Үш цен нохчи бойху шашей вари дэйш кэрду. Хивай муахкэлла, цая мартяшан бяхк бина, диха бяхкэн, да бяхкэн, Терская область, даял чулт Дагестана, дату яхайс. Их лакцун. И хучун и дошту. А и дату ях чулт царах сюли сун цахат ак. Вай 500 000 Европе, Америки, дабал ашбал нохчи, үш европейч бу алмигерду. Африки ашбала, үш африканш бу алмигерду. У нас сейчас есть большие Сингапур, Малайзия аш нохчи бу, үш малазийч бу, дониш китайч бу, Сингапурч бу алмигерду. И давайте так, Россия, когда нохчич ашбош, когда Россия ашбеш холцах. Мишгибу олвайш, оли? А, иш Россия мел ашбек мишгибу буй. Кабардино-Балкария ашбеш, Кабардинш бу. Карачаевский ашбеш, Карачаев-Черкесия ашбеш. Или Карачаев, или Черкеш бу. Вот это ваша логика. Куда можно быть больше тупым человеком в 21 веке, когда есть и генетика, когда есть и историки, исследования. Как можно такие вещи говорить? Только тупой баран такой говорит. Поэтому не занимайтесь провокациями. Хотите узнать? Изучайте. Шиба Эзер. 200 000 ауховцев. Еще раз повторюсь. От Ерексы Акташ Аух, вплоть до междуречия Терека и Сулака, там, где которые проживают все нохчи на республике Дагестан, сегодняшней, территориально, они являются чистокровными нохчи. И больше я вам скажу, есть очень большое количество нохчи, которые притворяются, что они не нохчи и живут, называя различные дагестанские национальности. Это наш позор, но он есть. Сейчас нохчи дуйхуш. Айла бюла даст хубош, я любой я сумшлиш, аж беш бушу. Те, которые не знают и муат бецина, эти подкаблучник халзучин кук, рванаш хирбушу. Единицы, но они есть. Это факт. Которые сегодня утеряли язык. Возможно, небольшое количество. Вот так. И Дагестан был. Аслан, Дзурдукети, ахэ шуацон. Тебя не слышно. Не слышно. Ты прерываешься, не слышно. Перезагрузи тебя. Перезагрузи, тебя не слышно. Итак, друзья, что мы можем сказать дальше? Собордял. Походу, телеграм у меня начал немножко лагать. Огромное количество было сейчас в телеграм-канале всех. Прерывается запись, но будем надеяться, что сейчас наладится. Дайте мне минуточку. Давайте я сейчас завершу ее и заново загружу. Так, трансляция, начать трансляцию. Итак, Собордел. Все, мы опять перезагрузили и запустили. Итак, пока мы не перешли к третьей нашей сегодняшней теме. Так, задонатил наш брат Мелхи с вопросом. Это первый донат сегодня. Через донат задал вопрос.
Ассаламу алейкум, алейкум, салам башлам. На просторах интернета есть некий персонаж Шамиль Эскиев. Как ты к нему относишься, чтобы было понимание, этот персонаж, который чеченцам ставит флаги Италии в генетическом проекте Пахрудин Арсанов, его знает хорошо. Я, честно сказать, не знаю Шамиля Эскиева, не сталкивался, не знаю, кто он такой. Вот так, Мелхи 06. Если он занимается провокацией, ой, провокатор Шбалаха, посмотрим, что можно сделать, чего нельзя. Итак, этот вопрос закрыли. И поскольку мы тему по ауху и вот этим высказываниям непокорны, ва алейкум ассалам, я не могу зайти в личку, понимаешь? Если бы я зашел бы в личку во время прямого эфира, я не могу этого сделать. Только после эфира могу зайти в личку. Мне нужно выйти с эфира, чтобы зайти. Итак, закончили вопрос по тематике ауховцев. И вот этих высказываний неких недальновидных, умственно отсталых людей, что якобы Парчхуа, Барчхуа и все остальные, они являются сюли и все остальное, это люди с недалеким умом, больные, что мы им можем сказать? Да, маршал Дуацан. И желаем успехом, пускай подучат себе историю, пускай изучает, а если не знает, пускай приходит к нам. Мы научим всему, мы и по истории, и по тейпам, и по географии. С вами о трагической дате переселения чеченцев, их называем мы мухаджирами, в страны Отоманской Турции и Ближнего Востока. Эта трагическая дата, она должна быть завтра, возможно, уже нет, уже через 27 минут, это 23 мая. 1865 года часть чеченцев, часть нашего народа в количестве 5000 семей, из них 3500 это остальные тухумы чеченские и 1500 Уарстхоевского тухума, 5000 семей и 100 семей из Ингушетии покинули свою историческую родину. О причинах, последствиях этого говорили очень много. Рассказывали очень много. Мы каждый год эту трагическую дату фиксируем, публикуем ролики. Может, многие не знают. А там находится весь колорит чеченских тейпов. Я, чтобы сказать, что вот этого тейпа нету среди мухаджиров, почти что такого не видел. Почти все. В основном, конечно же, большинство это нохчмаххоевцы, 3500, и 1500 это арстхоевцы. Два тухума, да, назвал единого народа. 5000 семей, 100 семей ингушей, ну, как говорят исторические данные, большинство из ингушей потом получили разрешение вернуться и вернулись. Арстхоевцам запретили. 100 семей ингушей было, на самом деле, семьи шваяц. И генерал Кундухомовой, Халавад, операция возглавляется Тюна, после еще там 10 партий туда поехала, одна партия была Кундуца, а ушел в ту колонну. И вот они неделями там могли, их нужно было сопровождать. Я одним словом, сопровождаешь по люди. И он этих нанял, своих загу, этих назрановцев, 100 человек, они большинство вернулись обратно. Слушай, ну, Джорджукети, тебе виднее, я то, что на документах есть, поэтому говорю, да. У тебя другая информация? Все, у тебя просто, я фиксирую и говорю, что, как говорится, какая есть информация, мы предоставляем и говорим, вот из этих людей, которые ушли, 5000 семей, переселились, и дальше, в том числе и тейпы, которые касаются непосредственно и Эки, и Цуантруай, и Ширди, ну, многие тейпы. Аллару, там вы видели, да, я закидывал с Иордании много Урду Махкар.
мухаджирши даквасинас. В Турции их, конечно, больше, но в Турции очень плачевная ситуация. В Турции проживает 150 тысяч чеченцев, имеется в виду именно мухаджиров, потомков. Но из них только 30 тысяч остались чеченцами, остальные стали турками. К сожалению, такова статистика. По крайней мере, сами мухаджиры эту статистику мне дали потомки мухаджиров. Они говорят, где-то 30 тысяч до сих пор соблюдают, являются чеченцами, называют свои тейпы, знают еще чеченский язык, живут компактно, шейни гела, йошей чунгдайо, это 30 тысяч уба, остальные 100-120 тысяч, они стали турками. То есть ассимилировали полностью, они себя сегодня идентифицируют себя как турки. Не знаю, как они там по-другому могут себя идентифицировать, но точно white child spot. А в Иордании другая картина. Иордания обособленно живут. Иордания мухаджиры живут обособленно, и у них минимум они браков с арабами, и они между собой. Ситуацию. В Иордании 35 тысяч чеченцев, от 30 до 35 тысяч. Они меньше ассимилировали, фактически не ассимилировали, духа больше, чисто халмабар, мат халуаху шпешбу, мат чодикху шпешбу, цены кварги, цен нохчу матлилу шпешбу. Урду махкабеш. То, что были в Палестине, ныне это Израиль, вы знаете, там тоже определенное количество, цифры называются разные. У меня нету никого, я не связывался, врать не буду, ныне с Израиля, с ними я не контактировал, их количество раньше слышал от 17 тысяч, что 17 тысяч, 18 тысяч говорили об этом, но больше другой информации, но то, что построили мечеть, построил да, там и так далее, вы видели это все и без меня, но с ними информации у меня нету, о них нету. То, что они переселились, раньше это была Палестина, теперь это стало Израилем. Что касается Шама, Сирии. В Сирии была делегация где-то от 3 до 5 тысяч. Но из-за этой войны, которая сейчас, и вы знаете, слава, которая нас там о чеченцах какая есть, насчет войнах различных и так далее и тому подобное. Я разговаривал с потомками мухаджиров, вы видели, это тоже было в нашем прямом эфире. Он сказал, что осталось очень мало. Осталось 1500, многие, некоторые погибли, другие уехали в Турцию, в другие страны переселились, возможно, в Иорданию тоже переселились, там, где нет войны, и переселились в Турцию. Вот. Там осталось где-то 1500 или 2000 чеченцев, так он говорит, из коренных, которые остались в Шаме. Язык более старшее поколение знали, соблюдали, а многие утеряли уже язык. Это про Сирию, Шам. Турцию я вам сказал, в Египте есть, говорят от 1000 до 1200, но поскольку я понял, видать, там ассимилировали, те, которые есть, знают, что они происхождение из Чечни, ушли во время мухаджирства, поселились и все. Что касается в Ираке ситуация, вы знаете, занимали во времена Саддама Хусейна, занимали и генеральские посты, были в высоких чинах, были в политической партии Баас. То есть это про саддамовская была партия, участвовали чеченцы, занимали высокие посты, были раньше. Сейчас, что происходит в Ираке, не мне вам говорить, какова там ситуация, я не могу судить. Считают ли они себя потомками мухаджиров, называют ли они себя, это очень сложно, потому что в Ираке сегодня бардак. Что касается, что есть небольшое количество в Персии, кроме того, что они есть, что там какое-то количество там переселилось, больше ничего не знаем. Были разговоры, что через Персию во времена мухаджирства ушли и поселились буквально 200 или 300 лет они проживают. Вроде бы видели интервью в Пакистане проживающие новчи, которые владеют арабским языком. Они знают, что они чеченцы, но проживают там. Опять же, информация очень скудная. Поехал, заснял, если этого нету, это очень... Причем они проживают в самом таком ненадежном районе, в Кашмире они проживают, чеченцы, в Пакистане. Со времен мухаджиров, которые ушли, но они перебрались через Иран, поселились в Пакистане. Есть вот эта информация. Кого я оставил? Вроде все страны ближневосточные. Итак, от 5000 размножились
5000, это плюс-минус, семьи были большие, переселились, большое количество. Интервью, которые дали, с нами были на прямом связи. Шатойские ночи, там, Пантуай были, Хаквай были, Эхшбатуай были на связи, Эрснуай были, Цуантруай были, Уарстхуай были, многие с нами на связи, которые вы видели. Всех, кого мы брали интервью, они говорили именно Шеша ночи духу штамон. Но вопрос не в этом. Вопрос сегодня, который очень сильно пытается использовать против нас, и который до включения инстаграм-канала я затронул. Злополучное имя Саадулы Гихинского не дает покоя многим нашим нарнийцам, соседям, которые пытаются максимально отделить чеченцев от чеченцев арстхоевцев. Именно арстхоевцев пытаются отделить. Март с Пешхосом Алчуа Гушун, если Чамиль Чувян Хумхила Хаитла, мы будем эту тему тоже обсуждать. Сейчас мы мухаджиры тему быстро закончим и можем перейти уже в дальнейшем к нашей тематике тоже. Итак, мухаджиры, итак, Саадулла Гихинский. Закидывают документы о том, что Саадулла Гихинский якобы там был майором царской армии и так далее и тому подобное. Слушайте, что он был изначально наибом имама Шамиля, одним из самых дерзких Малой Чечни, который был любимцем его. Это мы все знаем. Это мы опубликовали до того, как нарнийцы это сделали. Точно так же мы знаем, что оставив ему чин, то есть наибом, что его взяли там в царскую Россию, это мы тоже знаем. Мы точно так же знаем о походах, которые якобы делались в царской России. Вот сейчас остановимся немножко на этом. Вы знаете прекрасно, что сейчас-то еще люди более или менее такие более мягкие, да, относятся к ровной мести, не так сильно, не так, грубо говоря, да, все-таки время и подрастающее поколение немножко другого формата, более чем старшее, чем наши деды, допустим, или отцы. Меняется. Каждое поколение становится немного иначе. Итак, у меня вопрос. Возьмем картину 1800 во времена Кавказской войны, во времена имама Шамиля, 50-е годы, 30-е, 50-е годы, да? Имам Шамиль пришел в 39-м, ну, плюс-минус 40-м его назначили уже. Пускай он будет там имамом Чечни и Дагестана, в дальнейшем там идет 20 лет сопротивления, определенное время. Мы знаем, что Саадулла Гихинский был одним из его самых дерзких и любимых наибов. Точно так же мы знаем... Ассаламу алейкум, Башлам, были ли тейпы, которые полностью истребили в Кавказской войне? Да, есть такие тейпы среди нашего народа. Полностью имеется в виду фактически все, а те, которые остались, просто примкнули к различным большим чеченским тейпам. Саадулла Гихинский. Ну, то, что он там убил этого Малсега, который там убивал женщин, детей там, и так далее совместно с царской Россией, не мне это вам рассказывать. То, что он убил его 1 на 1. Это была спецоперация, это мы знаем. Никакой там 6 человек там окружили его и дрались. Абсолютно полнейший бред. Четко описываются действия Саадуллы Гихинского. Он вышел с ним 1 на 1, он его победил. Перед смертью он попросил его, умолял его, чтобы он не отрубал ему голову. И поскольку мы все-таки носители одного языка, и поскольку мы являемся, кто бы что бы ни говорил, и предки у нас общие, он его просто убил, но не отрубил голову. За что был немилости у Шамиля, и произошел вот этот процесс скандала, вы знаете. После чего Саадулла ушел. Есть много документов, в которых говорится, что он участвовал против каких-то горных селений, в которых воевал Саадулла Гихинский на стороне царской России. Но нету ни одного момента, что самое интересное, что Саадулла Гихинский убивал беременных женщин, стариков, детей,
Без разницы, пускай они будут орстхоевскими, пускай они будут акинскими, пускай они будут эрлоевские общества. Без разницы. Нигде не написано, что он жестоко убивал свой народ, всех, кто был на стороне имама Шамиля. Нету таких документов. Хотя, по сути, должны были. Почему? Есть то же самое про Малсага, да, а про Саадуллу Гихинского нет. Однако есть документы, где говорится и полевого материала, что Саадулла Гихинский, когда отправлялись на рейд, предупреждал, заранее отправлял гонцов, они приходили, предупреждали, и те успевали уходить, женщины, дети успевали уходить в лес, в горы, чтобы их не уничтожили. Селения, конечно же, сжигали, уничтожались, потому что указ нужно было выполнять. Однако люди не погибали. Они скрывались в лесах и оставались живым. Такого материала мы с вами зачитывали, и он есть. Я постараюсь его опять найти, да, его опубликовать. Это первый момент. Я понимаю, для чего это делается нашими недругами. Чтобы натравить, сказать Уарства, вот Саадулла Гихинский наш хову и нохчеву, вот он убивал. Но там такое количество документов, неуважаемые мои нарнийцы, где четко написано, кто в каких карательных экспедициях был, что карательные экспедиции проходили и среди карабулаков, и среди Малой Чечни, чеченцев. Участвовали в них и ингуши, и в дальнейшем участвовали, там написано, и мирные там чеченцы, которые милиция была, что участвовали они в экспедициях. Это все тоже есть, те, кто переходил или был на стороне царской России. Это все есть, никто это не отрицает. Но когда есть у тебя две части населения, которые одна на стороне царской России, другая против царской России, это один момент. И когда у тебя всех, кого ты называешь, бывает на стороне царской России, это другой вопрос. И Уарстхуай, там, Карабулакский, по обществам, если бы там были... А почему никто не говорит об акинских обществах, которые были сожжены? Почему никто не говорит об тырлоевских обществах, благодаря проводникам, которые пришли через Асиновское ущелье, которых знают сами тырлоевцы и рассказали, мне рассказали, как уничтожались их башни и как оставлялись некоторые башни, потому что в этой башне проживала такая-то такая, которая была замужем за тырлоевцем. И эта информация, она есть. Почему никто не говорит, почему взорвались огромное количество Тырлой башен взорвали? И больше всего, я вам скажу, почему акинских башен, которые было, и замковые комплексы, Лам-Ах и башни были фактически все уничтожены. А догадайтесь, кто был проводником, а догадайтесь, кто участвовал в этих экспедициях, кто из соседей участвовал в этих экспедициях. А ведь они заходили и со стороны Грузии тоже. Этого материала вы найдете огромное количество. Причем царская Россия не сильно церемонилась. Она говорит, мы сожгли все акинские селения и так далее. Но тут речь не идет о том, что акинцы являлись отдельным народом. Или орстхоевцы были отдельны, или тырлоевцы были отдельны, или мелхостинцы были отдельны. Нет. Все они были чеченцами, но просто при фиксации исторических документов им было проще написать, здесь проживают эти общества, здесь проживают те общества. А народ-то был один. Вот и все. Понимаете? Поэтому, когда мы начинаем говорить об этих вещах, я не называю никого. Но это были в основном грузины, кто заходил с горной части. Совместно, а Тифлис была губернией царской России. Ничего удивительного нет. Это же история. Заходили с той стороны, с царской России, и тут нету ничего. Итак, возвращаясь к Саадулле Гихинскому, участвовал он в карательных экспедициях против Орства, якобы. Он участвовал точно так же в карательных экспедициях против остальных мирных чеченцев Малой Чечни. Потому что Малая Чечня была в составе имамата Шамиля. И он воевал и там, переходил, и был там, и здесь. Но где сказано... Собордела. Что касается Саадуллы Гихинского, о его кровавых уничтожениях, о его возглавил, что он армию, точнее полк и направил. Это все фигня. Нет ни одного документа такого.
И одолеть свою ситуацию сейчас чуть-чуть. Во-первых, надо посмотреть на дату. И сразу Саадулаевич, как будто можно подумать, что в середине вот этой Кавказской войны имамат Диаверсон. Нет, он, допустим, имамат Чечни из столицы Чечни из 1939 году управлен Мерчусу, Да. а Саадулла прекратил сопротивление через 20 лет, по-моему. 59-м? 58-м. 58-м. Это надо представить, даже 20 лет дальше. Просто Чечня полностью оккупировать Моссо, Кустбуа, Дедеу, Дитбуа, Салтых, Лалячинс. Ну, и ситуация могла просто. Ахмад Хаджи, Кадыров, Дагдон, и Ханшкар, и Темла Ваба, Ребли, из амнистии, из ситуации, когда сказали, о, Лямчика, Дончо, Жабол. Орсве Махбуха Болча, даже вам добавили, имам Шамиль Давани уже ушел. Просто и Халабуч, и Вабош, Махалица, Лямчика, уже все вам добавили, и Светская область уже есть Махалица. Это что и раз пришли, сега чуть-чуть встахлита, лака Болча, объяснять, что их белуи. Ну вот я как раз таки к этому. Нету ни одного факта. Я где-то читал, по-моему, со стороны Владикавказа, и ему говорят, что это чуть-чуть сатура, Ленчика Болчан Масарай, раскрыша, провокации, предъявили, вели, волшеб, и так как миротворческие функции, объясняет, ночью раскрымат была, загабоча раскрымат Масарай, так он может выстрелать, да, их функции шинацула. Вам уже все, 58-59 году, имам Шамиль уже видно даил, а вон уже. Итак, продолжая, как раз дополняя Дейрияс Хелдзурзукети, продолжая эту дискуссию, что я хочу сказать. Это не самое начало войны. Хорошо, что Дзурзукети напомнил. Я, честно сказать, не думал, что нужно называть дату, но раз правильно. Я сейчас понял, чтобы правильно люди понимали, что это все-таки, ну, не суть даже в этом. Понятно, что 59-й, 58-й, 57-й. Есть прокламация Борятинского. Прокламации Борятинского я зачитывал, наверное, раз 10, если не больше, у нас в прямом эфире. В этой прокламации Борятинский дает все условия и говорит: я оставляю за вами наибство, титул, я оставляю с вами оружие, мы вам оплачиваем и делаем, вы просто переходите на нашу сторону. Это все, и пропаганда, и работа работала. Ничего никто не отрицает. Это когда уже после люди уже поняли, что на грани вымирания уже был народ. Но это заканчивается. Итак, пленение или сдача имама Шамиля заканчивается, 60-й год, проходит 3 года и начинается заселение. Раздаются земли, плоскостная территория раздается тем, в основном по прокламации Борятинского было сказано, если чеченские наибы откажутся от имама Шамиля и перестанут его поддерживать, этот документ есть, что всем чеченцам вернут территории, всем чеченцам, а Орстхуай, Карабулаки являются чеченцами, частью чеченцев, поскольку это малая Чечня в основном вся, а это была вплоть до Галашек, все это малая Чечня была. На картах вы можете увидеть, причем на картах даже самой книги Ингушетии. Было сказано, что все земли чеченцам будут возвращены территориально, кроме тех земель, которыми были наделены офицеры, различные и воины, которые воевали на стороне его величества императора и так далее и тому подобное. Итак, огромное количество терских казаков, крепость Грозная, крепость Назрань, мини-крепость Петропавловка и Линовка, Пасунжи, этот редут выстроенный. В том же числе на Тереке крепость Владикавказ. Владикавказ оставим, потому что это чуть дальше. Назрань более или менее близко Пасунже. Получается автоматически, что всех людей нужно, казаков, которых подселить, что бы они ни говорили, как бы они ни называли, и сколько бы мы ни служили на данный период на стороне царской России, предпочтение отдавалось вплоть до революции, предпочтение отдавалось терскому казачеству, терскому сунжинскому казачеству. Можете проверить, это всем понятно. Иначе говоря...
Баслам, Это... ты, опять же, и казачество, и национальное гумдация, это служивые гумды. Да я же Ты не можешь говорю, туда что национальное. Нет, добавить, конечно. ты можешь добавить терское казачество, сунжинское казачество и назрановское казачество. Ну, ну, послушай, это же все Суржуки, я же не называю их как отдельным народом. Само собой, я говорю, те, кто служил. Я же зачитал прокламацию Борятинского, сказал. Но вот поэтому их нужно было всех размещать. Им нужны были земли. Тут пускает вот эту утку. Этот документ я повторять не буду, вы знаете, что якобы будут насильственно крещены. Якобы насильственно заставят служить в армии царской России. Сделают их такими же там крепостными и так далее и тому подобное. Все вот эти бяки, баяки и тому подобное. А на самом деле претенденты были, когда за 5 копеек принимали христианство, за медный пятак и крестик и так далее и тому подобное. Уже было, то есть люди поверили. Простые люди, которые через мул, имамов, мечети, эта информация распускается, и эта информация доходит до простых людей. Кем она была придумана? Царской России, царской охранкой, по всей видимости. Сказать я не могу однозначно, там инициаторами были. Но то, что на нее повелись, и на нее клюнули, так грубо говоря, тот же наш Саадулла Гехинский клюнул, тот же наш старейшина из Арстхоевского, Карабулаковского общества тоже клюнул. И разговор Кундухова и Саадуллы Гехинского, вы помните, когда Саадулла Гехинский Кундухову поставил перед фактом, что ты тоже, если ты говоришь правду, что тебе придется ответить, и чтобы он не отвертелся, было сделано все Саадуллой Гехинским для этого. И плюс нестыковки, которые есть, и пытаются обвинить Саадуллу Гехинского в том, что он якобы является инициатором депортации арстхоевцев, это полнейший бред, во-первых. Почему? Во-первых, большинство из ушедших мухаджиров это не арстхоевский тухум, а 3500 это остальные нохчи. Арстхоевский тухум просто по количеству своим, как одно единственное вар отделение, большинство кажется, потому что для них это, для тухума потерять такое количество, 1500 семей, это много. Поскольку остальные были не только нахчмахоевцы, там были чеберлоевцы, там были шатоевцы, то есть, можно так сказать, получается чуть меньше, возможно, даже, чем арстхоевцев. Итак, они уходят. Представим себе картину. Саадулла, я вам не просто так говорил про кровную месть. Саадулла такой, представим картину нарнийцев, которые утверждают специально, чтобы у Арстхоя стравить с остальными нохчи, пытаются рассказать, вот Саадулла Нашхоевец был инициатором, вас депортировали, вас уничтожали, вот он вас убивал. И представьте картину. Саадулла вместе с арстхоевским старейшином, там есть фамилия, вы можете посмотреть, ни для кого не секрет, с Кундуховым, возглавляет эту экспедицию, но возглавляет не сидя где-то в своих шикарных хоромах на огромных землях Малой Чечни, Большой Чечни или Ингушетии или Назране. Они уходят вместе с ними. И себе представьте картину, это происходило там. Пускай это будет уходят они колоннами. И Саадулла Гехинский, который уходит среди арстхоевцев, а их там могло быть 1000 человек. Их там могло быть 500 человек. Мужчины, здоровые, со своими семьями. И как вы думаете, у Арстхой, зная, что такой подлец Саадулла, который их убивал, уничтожал арстхоевские селения, а в то время они прекрасно знали всех, кто нападал, кто воевал, поверьте мне. И они мирно так, слушая Саадуллу, стали за ним как, извините меня, как овцы и ушли, оставив родные земли и могилы своих предков и башни, ушли в Турцию и осели там в мире и согласии. Вы сами в этот бред верите, нарнийцы? Да если бы он убил такое количество арстхоевцев, как вы пытаетесь сегодня закинуть документов, чтобы просто натравить чеченцев против Арстхоя, у Арстхоя бы его убили бы, только бы он перешел границу. Вот столько бы ничего не стоило. У него не было кавалерии, у него не было армии, у него не было сопровождения в плане таком, что потому что Турция не позволит царским
офицерам со своей охраной зайти там спокойно проходить по своей территории. Нет. Так у меня вопрос. Неужели вы считаете такими слабыми и тупыми арстхоевцев? Нет, конечно. Саадулла Гехинский, у него руки не были в крови, как вы говорите, арстхоевцев или всех остальных. Да, он был и на той стороне, и на этой стороне, но арства его прекрасно знали. И он разговаривал с арстхоевским старейшиной. И он ушел вместе с ними. Еще раз повторюсь, если бы он был повинен, почему арстхой сами его сразу не убили? Почему они согласились за таким человеком уйти в Турцию? Это простые вопросы, которые стоят подряд. Не убили, ушли, поверили, остались. И почему, когда Саадулла Гехинский понял, что их обманули, что это замануха, и попытался вернуться обратно, а мы знаем, что в сражении именно он погиб, вместе с ним были Уарстхой, которые точно так же поняли, что их обманули и пытались вернуть, и с той стороны их обстреляли, просто-напросто поубивали. Не слишком ли странно, почему Арстхой такие снисходительными были к такому врагу арстхоевского общества? Или народа, или тухума, или шахара нет, простите. Это чушь. Чушь собачья и байки, которые целенаправленно пытаются распространить для того, чтобы... Я понимаю, если бы это просто делали, царская Россия делала это в то время. Это понятно, чтобы там Барцахалит, Юг, это все понятно. Но зачем? Зачем это делать другим? Воспользоваться той же самой методикой царской России пытаются делать наши нарнийцы. Не народ, а нарнийцы, который пытается стравить Уарстхой. Но благо есть великолепная книга. Вот она. В этой книге, называется «Народ и земля», четко описано, кто занял все почти что арстхоевские земли. Родовые, древние, на каких условиях, как, у кого, у какого царского офицера и так далее. И там пофамильно, по данным, все там есть. Саадулла Гехинский ничего от этого не приобрел. Он не получил за это никакого богатства. Обманули, была это обманка, было это ложью или нет, Аллаху алям. Он сегодня перед Всевышним. Если он повинен в смерти своего же народа, поверьте мне, перед Всевышним Аллахом у него будет нелегкая участь. Но обвинять человека надуманно, предвзято только для того, чтобы сегодня специально стравить Уарстхой и остальных Нохчи, это очень подло. Саадулла не убивал арстхоевцев. А если и царские офицеры написали, что он участвовал в карательных экспедициях, то в этих карательных экспедициях были люди, которые с первого дня участвовали и уничтожали арстхоевские селения, и сжигали их. И их есть фамилии, у них есть награды, кресты и так далее и тому подобное. Но о них никто не говорит, а схватились за Саадуллу. С одной стороны, Саадуллу пытаются показать, что он предал имама Шамиля. Это в укор нам, что он был предателем. И ради того, чтобы подсластить пилюлю Сюли. Вот они предали. А с другой стороны, тем самым заигрывают сразу двух уток, хотят уложить с одного выстрела. А с другой стороны, они пытаются показать, что мало того, что он предал имама Шамиля, имамата Чечни и Дагестана, это они поют там, чтобы в Дагестане был историки, им с ними заигрывать. А с этой стороны, говорю, Саадулла перешел на сторону царской России и убивал, сжигал арстхоевские селения, карабулакские. Они любят именно подчеркнуть карабулакские селения. Но нестыковка всего вот этого заканчивается тем, что он ушел сам вместе с ними. Не было у него двухэтажных, трехэтажных домов, не было у него пенсий, не было у него полной
орденом кавалерских крестов и так далее и тому подобное. Неизвестно где, неизвестно как, погиб где-то, похоронили. Вот так была участь, историческая участь Саадуллы Гехинского, который на самом деле хотел только хорошего для своего народа. И уж трусом точно его назвать нельзя было. Что касается Уарстхуай, моих родственников, части нашего народа, которого мы любим неотъемлемо и всегда говорим. Санхоми Уарстхуай, вежри ижри. Шейг цапитан да гайрчхена, шейн цаюкы, вайнук цадуал гайрчточхена. Когда с вами апеллируют и начинают говорить, вы же говорите с нами на одном диалекте, у вас ничего там нету и так далее и тому подобное. Посмотрите, кто это делает, кто это говорит. Диалект, на котором говорите вы, тот же галанчожский диалект, не является показателем того, что вы являетесь частью их народа или их шахара и так далее и тому подобное. И точно так же, если вы не говорили бы вы там на другом каком-то там наречии, говоре, там, может быть, терлоевском, может быть, я не знаю, каком-либо мелхостинском наречии, это тоже не дает, не становится, от этого вы не становитесь мелхи. У нас у всех один язык, у нас у всех одно ДНК, у нас у всех одна родина, одна история. Да, были с той стороны, с этой стороны, всякое бывало. В истории это уже зависит от каждого человека. Я ни в коем случае не упрекаю, валлахи, не упрекаю ингушей, да не упрекаю. Это их жесткая позиция, то, что они заняли сторону Российской империи, это пускай, это они имеют на это право. Но опять же, мы же не говорим, что среди них не было сопротивления. Цоры очень сопротивлялись, воевали. Цоры были на стороне имама Шамиля, мы знаем это. Вяпи были на стороне имама Шамиля определенные. Мы этого ничего не говорим. Но позиция политически, большинство частью занятий не. И на Чахтуюли там 2 раза, 3 раза там прогнали Шамиля, чеченцев и так далее. Это история. Сундахумдац. Сегодня его не поменять. Как бы вы сегодня не пытались найти у имама Шамиля наибов якобы вашего происхождения, это маловероятно. Маловероятно. Да, вы там приписываете какого-то муллу, там нашли, там якобы он там был и так далее. Тому. Но это очень смешно. Один человек из огромного количества. А что касается Дагестана, и то, что вы говорите дагестанцам, якобы Саадулла Гехинский перешел на сторону царской России, это вообще смешно. Чтобы было понятно, количество тех, а они идут пофамильно, поименно, количество тех, которые перешли на сторону царской России, среди аварцев, среди других. Посмотрите списки после Ахульго, посмотрите списки до Ахульго, которые были в царской России во времена Гази Мухаммада Гамзат-бека. Участвовали, были на стороне царской России и воевали против. И тут нельзя судить по 1-2 человекам весь народ. Если вы пытаетесь там 1 человек, 2 человека, там, они ушли. Наибы имама Шамиля, есть те, которые до конца дошли, чеченцы, а есть те, которые отказались от него. В 58-59 году уже, да, отказались от него. Их можно понять. Они потеряли все и вся, огромное количество народа, родственников, территории, веру, имеется в виду не религию, а веру в то, что он говорил, и то, что в реальности. А какие были внутренние интриги, мы все прекрасно знаем. Об этом мы поговорим в следующий раз, чтобы эту тематику сейчас дальше не продолжать. Подписывайтесь, смотрите. Алейкум ассалам аухир вежриш масялик салам маршалду. Надо смотреть, надо слушать, надо задавать правильные вопросы, и вы услышите ответы. Постараемся вам показать, постараемся вам рассказать то, что мы знаем. Возможно, вы что-то расскажете больше, и мы дополним. Поэтому Саадулла Гехинский дал газват хобл дойлцун,
как бы он ни шел, он был перед Всевышним. И всем уарствхай и не уарствхай, все, кто погиб и во время переселения, дал дейкал болеш, дал газут хобал 20, мухаджарит ихинаш дихабел биснаш, дал могшмя шуюния шейдей мекце дерздойл, цадах гарчтал абас масала. Цундера, нохчи чуах аш болчар цорой нохчи бу, дия болчар шашгол эдол, пешхол гакаев. К этой трагической дате, где они находятся, ареал их проживания, кто придерживается, обвинять этих людей нисколько нельзя, потому что настолько мощная была пропаганда, 5000 семей, а в каждой семье от 5 до 10 человек. Для того времени это большое количество людей. Я, конечно, понимаю, уарствой. 1500 семей это огромное для того времени. И эти все земли, кем они были заселены, не мне вам говорить. И сегодня им очень сложно. Уарствой очень сложно. Но, альхамдулиллах, они не слепы, они не глухи, они читают, они понимают. Надеюсь, в конце концов поймут, что у нас и они, и все, мы придем к тому, что искусственно разделить и сказать, был один арстоевец старшего преклонного возраста, который пришел ко мне в эфир и начал утверждать, что они отдельный народ. Я не против того, если они на самом деле отдельный народ, если начнут говорить там, я ему задал элементарно простые вопросы, чтобы он ответил. Назови мне отличительные черты арстоевских тейпов от остальных тейпов нохчи народа. То есть что-то то, чего нет у остальных чеченцев, всех нохчи остальных. Неопровержимое доказательство, что мы один народ и от одного предка, это ДНК. Неважно, 300 лет, 500, 600 лет, неважно. Мы все как бы от одного предка. Это неопровержимое доказательство, раз. Второе, башни одинаковые. Язык одинаковый. Хозяйство одинаковое. Хозяйственные отношения. Экономика фактически одна. То есть у нас не было такого, чтобы уарства не продавали там остальные свои товары в остальной Чечне, там такого нет. То есть экономика единая. Политическое государственное устройство. Уарства были в имамате Шамиля. Мусульмане. Сунниты. Одни и те же накшбандийские, кадарийские тарикаты. Одно и то же. Мусульмане, сунниты. Одно и то же. Что другое? Поясни мне. Что другое у вас отличается? Нет, мы просто другой народ. Нету просто другого народа. Баслам, это он подыграл, что я им даже рекомендовал так себя позиционировать. Это чисто политический момент. Чтобы не сказать, понятно, ингуш батюш хулила, да, ингуш это населенный пункт, ангуш и 5-й пункт присяги. Но здесь они шел давление в ингуш. Если они скажут, что они чеченцы, то им вообще не дадут ни работать, ничего, тем более мэрам Магаса не дадут ничего работать. Они вынуждены так, чеченцы решать, ингуши решать, такую золотую середину, отдельный народ, политические ходы. В принципе, это нормально, если честно. Но сия болчар, ночью был шмадей. Да, сия болчар, массар волши ночью. Это я про то, что я сегодня не пытаюсь, я хочу просто-напросто, чтобы вы, когда анализируете, это я как пример привел тому, что я ему рассказал, он остался при своем мнении, я остался при своем мнении. Но суть не в этом. Я про то, что когда люди пытаются вам рассказывать про какие-то исторические личности, и характер, сам характер сегодня, вы знаете, к кровной мести относятся не так, а в то время очень сильно относились.
кровной мести, и не было сдерживающего фактора, мы не были на стороне Российской империи в то время, мы были независимы. Это, то есть, обозначает, что ты мог отомстить и кровную месть свою, отомстить кого бы ни было. И человек, который бы вырезал там целые села, делал нападение на карабулаков, что так мирно, спокойно ушел с ними, аух, ну, что значит, это что за ерунда? Был один промежуток времени, вы помните, чтобы сейчас я как пример приведу. Помните, один из так называемых самых сильных историков, нарнийских балаболов, написал и сделал видеоролик, где опубликовал документ, якобы шейх Мансур сказал положить дань ему в виде муки, мяса и так далее и тому подобное. Вы же помните у Арства, что был такой документ, и закидывали. И потом этот же нарнийский историк, а именно нарнийский, братьев Галга и Ингушей мы не трогаем, именно нарнийский историк, начал говорить, он, наверное, не знал, шейх Мансур не знал, что мы никогда никому не платили дани, ни ингушей, ни Уарства, и вот в таком формате, чтобы зажечь Уарства, чтобы против поставить. А на самом деле документ, когда перевели достоверно, а он у нас есть в оригинале, и мы опубликовали его, речь была совсем не о том. Речь была о том, что эти карабулаки, которых сказали приготовить мясо и муку или пшеницу и так далее, они были сторонниками имама шейха Мансура, и они вместе готовились к походу. Поэтому шейх Мансур дал указание «Кечамбе война удовствуя». Но вырезав конкретно из текста, сделав вот такой ролик, как будто бы шейх Мансур потребовал у Арстхой дани, а потом написал, наверное, шейх Мансур не знал, что мы не платим дани ни чеченцам, никому, ни мы, ни арстхоевцы, они хотели просто сыграть на тупой, просто-напросто лицемерной валикум ассалам истории. На самом деле, когда документ прочитали, когда опровергли, этот человек не постеснялся абсолютно. Он не остался позорником и не остался, как говорится, в удел. Все равно люди слушаются, и он один из авторов доклада и книги, которые сейчас выпускаются выпустили в Грузии. И что касается братьев из сейчас Март Сойтволон. Да. Микрофон выключите свои, пока я сейчас закончу, сейчас мы продолжим. Что касается вопросов из-за панкейсерова вежришка. Панкийских братьев, я хочу, чтобы вы сейчас, мне один из братьев зашел в Телеграме, сказал, что он уже ознакомился, электронная версия этой книги есть. Мы знали о том, что она выйдет, мы знали, нам нужно было увидеть, поскольку там работают грузинские ученые, они делали акцент, что это все на основании грузин. Будет эта история ингушей, она 3 том, но 5 книг в 3 томах. То есть первые 2 книги первого тома, вторая 1 том и третья 2 тома тоже, всего 5 книг. Итак, если я не ошибаюсь, брат, который зашел сегодня, в начале, когда я Инстаграм только подключал, сказал, что в основном, прочитали документы, он смотрел, там очень моментов, где касается чеченцев, но до конца еще книги не изучили, мы обязательно ответим, покажем, где правда, где ложь, но очень сильно идут нападки на кистинцев. То есть, утверждая, что кистинцы это не чеченцы. Это будет непосредственно касаться панкийских наших братьев. Но, опять же, мы прочитаем, мы ознакомимся и дадим свой вердикт. Но вас, касающийся панкийских кистинцев, имеется в виду, непосредственно там о названии кистинцы есть. А вы, поскольку вы знаете, являетесь потомственными нохчи, дальними кистинами, это вас будет касаться в любом случае. Там утверждается, что кистинцы якобы это название только ингушей. Уже и новый патриарх Элла Мёцун, я где-то читал, что на территории Грузии якобы проживают враждебные народности, потому что
Кистиншин духал падёна питнашты долго Ну, это уже мы видели публикации, опять же, это заговор, это все остальное, но до этого мы дойдем, я не хочу пока об этом заявлять. Мы проверим документы, узнаем. Таган Грузия, Россия, дипломатические отношения, можно сказать, в кавычках, ну, враждебная ситуация моей. А иначе, под прикрытием якобы культурных центров, ими должны заниматься государственные службы. Да, я сразу отвечу, я, поскольку этой информацией не владею, этим должны заниматься специальные службы, надеюсь, уже Дзурзукети. Я в этом согласен, пускай занимаются специальные службы. Я, поскольку не имею доказательств, я не имею права и говорить, Сайнцову, что он остается ждать, когда у нас появятся документы. Амабокас книги, да, социалилус, Нохчи Побюч. А Нохчи это третий народ, национальный субъект, образовавший Федерацию России. Тем более, так, Рамзан Кадыров, Рамзан Кадыров это политический тяжеловес, чиновник, он так, Нагасан Нохчишна, Рамзану, Айдална, это уже интересы безопасности Федерации России. Я понимаю, поэтому пока мы не ознакомились с книгой, с документами, давай заранее не будем об этом говорить. Если мы сейчас заранее что-то будем говорить, и это будет необоснованно, это как раз таки будет подстрекательством и фитной. Мы ознакомимся с документами, а потом уже разберем все, как должно быть. Просто заранее, это он войн, он дал, он отцбухом, что он левош, он шкадуешь. Это к этому надо быть готовым. Я понял твой вопрос. Итак, вопрос по орстхоевцам мы закрыли. Вопрос орстхоевский мы закрыли. В каком плане? Да, сейчас, Март, закрыли в каком плане? Насчет Саадулла Гихнинского мы разобрали. Насчет подстрекательств, почему орстхоевцев пытаются подстрекать, и чтобы их против настроить, мы все это прекрасно знаем. Не первый день, как говорится, мы знаем, что вот эти провокации есть. Я еще раз говорю, речь идет я говорю именно о своей территории, все, что касается Чеченской Республики. Все, что касается за пределами, кому они себя относят, кем они себя называют, это их личное дело. Я не имею права и на законодательном уровне это никак. Но я ни в коем случае нохчичур уарство отдельно, тигр уарство отдельно больше ватчоса. Нохчичу аберш, нохчи больше, тхоца адош, дикна, вона, ялер, игр, тхашарикца адош. Аж тут тхоца семьяю, дайрмула, ищ гуттар хираду, хилладуй на протяжении 1000 лет. Альхамдулилlah. Мы никогда дайрмула, ой, цамдас уж кочевник будет целла, цамдас уж эбяхкин будет целла, цамдас уж насильственно ассимилировать бина целла, дайрмула. Я ирадат, потому что я олил дат, сондаш, ой, нха уж ца кочевник шбац, уж ой был, нохчи был, ой долц, ой цак амду, ой тухмаш дюк, уж киечки пароль, что и детивой. А что касается 23-го мухаджашка, всегда балан болчарга, белчарга, وزن دير وقن دير سيلح دير الله دير دال جاتش دوال تونيق أحا تقيق وزلوش ماي بيتاح تعزر برح باي قوز تقيق بخيرو شرع تير بيلو مسو نوخشي تيب نشن إش نوخشي تيب نشن إش وارست خوي تقوم بلاح نوخش ما خوي تقوم بلاح شو توي تقوم بلاح بيدات ويوارش تشني توارخ إش بلاح إش شابرش بلشان دال جاتش دوال دال يلسمني أخلو خليلش بيسنشير دالت إحي بركتي يوال دالا تسعان كيبرا تساميوش كيبرا يوغ تسادرزين تساح وحوش شي جرجرشنا تسان شي قومة تساني بربال وال شونا تخون شو ديستيل دات شنو اوغ شغلات يزيشتو شنو اوغ شغلات تيدن بياش بوشون إذا أردو مخكر بل مهاجرة إحينش بلاع شي مخكر بلاع إراق مخكر بلاع فلسطيني عش بلاع ومصر مخكع بلا خنكر مخكع بلا مسو مهتع عشبول نوخشي قومن مخاجرة احيانخ بول اش وارست خوي بلي اش شوت وي بلي اش چيبل وي بلي نوخش قومن مسرق باخ دايلا موغش ماش ديرز دول شو دايلا تحي بركتي ويل ديرز ده نقعسن ده غيرش دول شاك باخس
دالا وين خوش تطانت إعرش خينا حا ويكيقل خوش بانا حا دقة أبوش بوت إير دقا زودري بالوش تسير شي دوزل قولش دعبيوش تاع بيسيش تاع بيش اشتهمش تدير تسونديرا إي إستوري معنك وين تدو دق تيوش ياتشون وين دقاه دوشون وين خاخاشون وين ديستوشتات دقا أدلنا إيردو أسا نوخشي تشربول وارست خواشكا ديها مكة عشبولا دقا ديغستا عشبول وارست خواشكا وجري إيدي ويشادل ويقام بخي إزر ويقوم اختول داق تير دول دا دوشونيز ويتغنا قاستين هاها وارست خوي أربيخن ديدو ألج نيس داتشو تغنا تعتيولا بيتني همنا شوشونا تعزر إسبعي قوز غي دويتل شرح ويا سيبير كازاخستاني ويتسير ديخ تشخينا أدلنا تسير شوش تخدي خاتو دينا آرتو شيلش تشيلن بيتن آربوش اي قوازلاش دينا دابيل بالله إيه يبيتنا هون ليلوشتو وين خوشتو اي قوازلاش مايح ويتسير داخر وي مخاجرش دعبغندول دي وارست خوي دعبغتنا شوتوي عاد بيتني نوخش مكوي عاد بيتني تشيبلوي عاد بيتني قبش تيروي ملخي عاد بيتني دي داتسيس تودينا تير بيخدو بخي ازر شدوزل تاني دعبغت من دوله ويقوم النخبوش ايش وارست خوي بو ايش ملخي بو ايش تيروي بو ايش اقي بو ايش نوخش مكوي بو ايش شوتوي بو قبش بو شديلي بيخ مرا دوح تو همان يوقعها تخوق أستين تخدر دعدغتين دا داريزي تخدوخين داري دبوخشة إهم الشيء مديتيت يبقى داتشون ويشادرس إرداخ دادو شوني شادرش بوغدو ويقومان يوكل شابر تسير باخ دادو هوند أرشا دعميال وانجا وعميال خينجا تسوخين دوين دا إيتس إيشو ولي إيماجو ولي إز ملخي ولي إز واشندرو ولي إز بايمتو حاكو إرسنو إيرش باتو توانترو алро иминла валаха шавик шишане вош вайца адош тац эрбевле бошун қира белла элч я шейна керстин телацел дер шейн межгишен келба цел дер цойна дабал бу хаз хияти шейқам датеси шейдай мақсаби ши бачунш ишт бал хали танеш декачels шей муатлар бяш хрбацер шунш шегылкшлар дяш хрбацер шунш таган цбах кагач вокт эрва гергелон шада гач ديغستا حدوتيش بوش تون سجتيش لدويش اش خرباتر شون تون ديرا ويا قيتم خلبيز تو همان ات قيتم خا وي هون دويش دو وين هون ليلوش دو خا اديز وين ويا يمارخل استوري وي عامر بحن هدو يهون ديش دو وين يقي بيتان ستيسي تغن ليش دينا وين يقي بيتان ستيسي ديش دو وي تغنا وي ديق عش ليلوش مشتو Цундерлардардис. Хахтарду Шепа Дикаев. Обманула Россия бедную красавицу, пользовалась и бросила. Любимой женой России была и остается Осетия. Вопрос или восклицание. Вот так присланный вопрос. И я не могу сказать по поводу депортации. Во время депортации осетины тоже были депортированы. Они ушли мухаджирами, они мусульмане, они проживают в Турции. Так что я не могу сказать, что осетины не были депортированы. Они были депортированы, у них есть потомки мухаджиры, которые живут сегодня в Турции, и они мусульмане. И не только в Турции они есть, насколько я знаю, в ближневосточных странах. Если вопрос по мухаджирам, я ответил. Они единым караваем покинули Деймуах. Они единым... К примеру, Ингушетия Орская отмечает 28 Сааду, что там разные партии были. Нет, Ваша, это не как сейчас, само собой, в один день, как во времена депортации, невозможно было это все сделать. Начиналось, да, там это начиналось с начала мая, там большими партиями, там 10-20 партий, от 10 до 20, где-то приблизительно 10 партий ушли. Уходили уже с востока на запад. Первые ушли восточные.
тейпы. То есть это аух, это нохчмуах, чеберлай. Дальше потом следующие посередине были шотуай, шатоевские ушли. Потом уже ушли Малая Чечня, это Орствай и так далее и тому подобное. И Штабан больше. Начало депортации все-таки начиналось с востока, насколько я знаю. С восточных тейпов. Ищ ситуацию. Даты 28, 23. Но опять же, видите, даже на этом они нас подловили. Вы ушли 28-го, они ушли 23-го. Какая разница? Какая разница? Это одна депортация, точнее переселение одного народа и 5000 семей. Ну, плюс 5100 получается вместе с ингушами. Ну, вернувшись. У Дзурдзукети другая мысль. Март хавала чур хала орша сетя чур даю эрелит. Вистхла март хавала чур добавить товарищ. Последняя история 1815-1850, вышедший в Брауншвейге в 1851 году. Короче, когда на Северном Кавказе вовсю шла Кавказская война, он дает краткую информацию о разных кавказских народах. Те чеченцев он описывает 3 словами. Те чечены, наш командир Аланен. Чеченцы, потомки Алана, он пишет, да, вот интересно, вот во время Кавказского он это пишет. Следующее, насчет Орстхой. Как Орстхой могут быть от нас отдельны, если Орстхой тупым сформировался на чеченских тейпах? Как это вообще? Это немыслимо на самом деле, чтобы они, будучи сформированными чеченскими тейпами, были отдельно от нас, а я рисую на самом деле. Баркал Дересхил, мы тебя услышали. Огромная благодарность за справку историческую. Март, молодец, красавчик. Когда зачитывают документы, это лучше всего. Это больше всего мне нравится, потому что здесь есть на что опираться. Что касается Пешхо, Восток это какая часть? Восток это Большая Чечня, это Аух, начиная с Ауха. Ауховские вот с этой области и по западной. Западная часть у нас мы граничили с Малой Кабардой, а между нами в то время не было Ингушетии. То есть мы граничили с Кабардой с одной стороны, с Осетией, с Ингушетией с другой стороны, с Грузией с третьей стороны, с аварцами с другой стороны, с кумыками с другой стороны и уже терское казачество с другой стороны. То есть я тебе круговую зачитал всех, которые с нами граничили. Восток это кумыки, юг это грузины и аварцы. Ну, сегодня, да, исторические аварцы. Ладно, если честно сказать, дедойцы и андийцы, ну, дедойцев и андийцев мы считаем ближе к себе, нежели чем к ним. Но не суть. Ну, так дедойцы и андийцы, южная часть. А восточная часть это кумыки, это нагайцы. И северная часть это терское казачество. Северо-западная часть это Кабарда, Малая Кабарда. Вот, западная часть это Ингушетия ныне, если мы говорим после 1862 до этого не существовало Ингушетии, мы граничили по грузинской, военно-грузинской дороге, граничили только с осетинами. И южная часть Грузии, я как сказал, это Хевсуретия, это Тушетия, там, и Пшави и так далее и тому подобное. Вот так вот, круговую. География вот так была, ну, исторически так была. Башлам, почему ты не упоминаешь Садой, у тебя с ними что-то личное? Устарса. Не упоминаешь Садой. Вот. Как я... я вообще не упоминал тейпы как таковой. Садо, у меня только может быть хорошее. Садо, Гергер, да, Буса. Цудера. Почему ты Пешху не упоминаешь? Да, тебя то же самое, если мне Пешху скажешь, почему ты нас не упоминаешь, Нашхой скажешь, почему ты нас не упоминаешь. Да, валлахи, билай, талай. Садо, это нохчебу, что я могу сказать плохое про Садо? Сайчар, сайник был худом. Есть тейпы, про которые можно что-то рассказать, имеется в виду, которые есть какие-то проблемы. Садо не граничит, допустим, в этой области ни с кем. Если бы там говорил об остальных частях, там это уже другое. Там с Дагестаном, если бы было. А я до туда еще, как говорится, не дошел.
Южный ветер. Мои родственники в Сирии, так вот они Орствай. И мы, живущие в родной Чечне и в Ингушетии, наши родственники Орствай, которые живут там 1000 лет на своей родной земле. Мы все считаем Нохчи. Южный ветер. ДРС Хил. Нисколько не сомневаюсь. Я знаю, что вы Сунха, Вайцап. В Ингушетии наши родственники Орсвай, которые живут там 1000 лет на своей родной земле. Мы все считаем Нохчи. Южный ветер. ДРС Хил. Нисколько не сомневаюсь. Я знаю, что вы Сунха, Вайцапрам Дуйха, Вайцанохчи Дуйха. Но сегодня то, что я говорю, это мое мнение, поскольку я все-таки проживаю в Чечне, Сонохчи, но есть очень интересный момент, который я бы хотел, если я найду, сейчас я зачитаю. Еще раз. Так вот, в этой книге написано Нурдином Кадзоевым. Не знаю, как он пропустил, редакция тоже, редакция за ним, автор якобы Яндеев, ну, понятное дело, что Нурдин Кадзоев написал, да, Гештуаксун, Бусубхаля, Хамбах, Пурба Малвар. Здесь в этой книге написано четко один момент. Здесь в 1920, то ли первом году, 22 году, в их книге написано, что карабулаки, орстхоевцы, чеченцы, разидовут, я сейчас его где-то ответил, я не помню, где я его ответил. То есть я о чем хочу, что я хочу сказать. Вот эта книга, кто не верит, можете купить ее. Вот, называется, если есть, конечно, «Как объединяли Ингушетию и Чечню. Документы, факты, комментарии». Главное, не назовешь это сочинением, сказками. И написали его сами ингуши. И в этой книге, я обязательно ее найду, еще там они пишут, там, буквально 2-3 строчки. Они настолько заливают все чеченской грязью, бяхки, вой, бой. И среди этого всего, хопа, стоит там такая графа написана четко. Чеченцы карабулаки, алязин доктор прям. Как они пропустили это через... Я пару слов скажу. Я не ищу. Да. Вот смотри, вот то Советского Союза, вот то Российской империи, даже взять период Российской империи, то 18 века нету ни одной карты, вот я лично не нашел, если вы находили, скажете, ни карты, ни источник, где бы вот была написана Ингушетия. И не надо брать там племя ингушей, которые описывались, там ингуши, там царинцы, слушайте, там слушайте. долгаевцы. А вот именно как то есть мох буй, как территориальный субъект какой-то, да, как Чечения, или как, я не знаю, Кабарда, Грузия. Вот ни одного такого источника было описано вот Ингушетия. Слушай. Это территория Малой Чечни, Орсхой мох. Слушайте, друзья, ну давайте сделаем так, я вас очень прошу. Вот здесь тоже для меня информация Хаяти Ниязина Альдеев. Я это прочитал, я это знаю. И мне не нужно разжевывать и говорить. Передо мной прямо сейчас, в данный момент, лежит как минимум 1, 2, 3, 4, 5, 6 карт лежат передо мной. И там большими буквами написано Ингушская область, Ингушский округ. Все это у меня есть, понимаете? Какие года? 1929 год. Карта напечатана. У меня есть карта 18 века. Слушай, нету. Ну я же вам говорю, 1862 год. Это территориально, когда... Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Это территориально округ записан. Территориально-административно закреплен как Ингушевский округ 1860-62. Я же говорю, до этого везде числится как Чечня. Чечения, Мизджеги и так далее и тому подобное. Сейчас речь не об этом. Чтобы было понятно, в любом случае материал его архивный. Хаят есть, хаят директ архивный материал. Все эти моменты, я не хочу, чтобы вот сейчас... У людей была ассоциация, чтобы против ингушей. Здесь речь не об ингушах. Сегодня 23 мая, уже 23 мая, это день переселения народа, мухаджиров на Ближний Восток.
23 мая, 28 мая, пускай это будет 30 мая, в этом промежутке колоннами уходили ногчи из нашей Родины, уходили на Ближний Восток, обманутые, так сказать, переселились туда. Это исторический факт, это трагедия для нас. Я просто лишний раз хотел этот день отметить, что это день переселения части нашего народа, 5000 семей на Ближний Восток. Все, что я хотел сказать, Белчан, Далгазут Кобалдуэль, Дин Бисинчар, Дала, Иман Собор Мукшалуэль, Дала, Цаберз Сер, Дагахдала, Цаберз Пурбалуэль, Дала, Шейкам, Шеймуатта, Ларба, Беза, Хаста, Иман Собор Пурбалуэль Цармасан. ويقال داتس وين إدي دوك دوك شتوي وين خائي тар شتوي и тана укар хаусер булчек. На этом я вопрос по остроевцам или остальным чеченцам, переселенцам, депортированным. Некоторые называют это депортацией, некоторые это называют переселением мухаджиров. Мы довели, что мы помним, знаем, чтим и переживаем, соболезнуем всем, кто потерял. А это потеря для нашего ногчи народа. Это плюс сегодня. Почему? Потому что мы можем сегодня сказать, там, проживая там 100 тысяч в Турции, 35-40 тысяч в Иордании там, и так далее. Там, если их все собрать, это еще 200-300 тысяч. Я имею в виду из ближневосточных. Ногчи Цабаль, Шоккал, Хирбу, Аль, еще. Ну, это как история, как статистику мы можем вести. Дикадуешь. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Поэтому... Да, что, альхамдулилlah. Если ты по этой тематике, да. Если по другой, то мы завершим ее. По этой тематике все, я добавить все. хотел. Хорошо, слушай. Все. Вот у меня как-то раз произошел разговор с одним земляком с Кавказа, да, вот, и, ну, на разные темы о нашей судьбе, о прошлом, о настоящем, и он это с болью сказал, да, с тем, что вот когда нас переселили, да, то якобы мы потеряли свое вот, свое достоинство, свою гордость, как весь народ, да, то есть нас взяли, арестовали, то есть посадили в вагоны и отправили, типа мы вот типа гордость потеряли. Единственное, что я ему смог не то чтобы упрекнуть или возразить, я просто высказал ему свое мнение. Вот смотри, я говорю, 5000 хиджру совершили из нашего народа. И значит, мы ничего не потеряли. Да, часть нашего народа в 44-м депортировали, но не весь народ. Поэтому и в этом есть какое-то и благо, и хоть и потери были. Вот, плюс есть большой в том, что не всего народа коснулось вот это бедствие, которое в 44-м году с нами произошло. Итак, уважаемые друзья, вопрос по высказываниям по поводу ауха мы закрыли. Вопрос о переселении мухаджиров мы закрыли. Вопрос о Бекхане Чертоеве, который является исконно из чеченского народа, из Тейпа Черто, мы закрыли. Осталось 2-3 новости, скорые новости я вам сообщу. Это для меня очень хорошо. Огромная благодарность моему брату из Франции, который прислал мне карту. Карта, я ее обязательно опубликую постом. Это новая карта. Никто ее до меня не публиковал и ни у кого я ее не видел. А там, где я не был, почти что нету ни одного паблика. Эта карта идентична карте, которая опубликована в том самом злополучном атласе, который так сильно не любят все дагестанцы в основном и все нарнийцы. Это карта французская, карта в научном журнале называется «Цари-императоры Российской империи». На этой карте чеченцы,
граничат только с одной стороны с братьями адыге, черкесами, а с другой стороны чуть ли не до самого Дербента с областью всего Каспийского моря написано большими буквами «Чеченес». Карта 1613 года, так что я еще раз поздравляю наших братьев. Понемногу мои братья с Европы просыпаются, ходят в библиотеку, ищут, а это очень важно. Для меня это важно. Это не суть, это не то, чтобы сегодня вернут, не вернут. Нет. Мне важно, что то, что мы говорим, то, что мы ищем, то, что мы исследуем, люди тратят на это огромные деньги. Огромные деньги. Я, честно сказать, не видел ни одного стримера. Вот за сегодня, сейчас уже 3-й час, да, у нас идет эфир, чтобы было понятно. Не в упрек никому, нисколько, валлахи, упрекать я ж вашу. За все 3 часа, вот люди упрекают, типа, что я там за счет донатов, за все эти 2,5, 2 с копейками часа, пришел один донат с вопросом на 100 рублей. Мы бесплатно работаем. То есть нас нельзя упрекать ни донатами, что там за счет донатов и так далее. Мы фактически ничего не требуем, ни у кого. Когда у меня бывает какие-то поддержка, там, донаты, я покупаю книги, вы видите, я каждый эфир показывал. Если нету, я ничего показывать не буду. И несмотря на это, что им выделяются огромные деньги против нас, чтобы опорочить, огрязнить, сказать, что это неправда, что у нас исследовательская работа стоит. Несмотря на все это, мы находим то, что очень важно и нужно для нашей истории и нашей исследовательской работы. Валлахи, я, честно сказать, когда я увидел эту карту, у меня была австрийская карта, то есть найденная в Австрии, ее тоже опубликовали на антикварном рынке, на карте нашли, ее тоже первую опубликовал я. После этого только кто ее не копирует, и до сих пор мне присылают, говорят, а ты ее видел. Я первый человек, которому ее прислали, и опубликовал ее. Это немецкая карта, австрийская. Сейчас, опять же, российские императоры, территория и, опять же, Чечня. И она великолепна. Да, там, конечно, и вот такие большие, но просто-напросто сам факт того, что французы зафиксировали в истории, и там мы, и там наша территория, и там наше название. Вот это меня просто бесподобно радует. Я поздравляю всех моих подписчиков. Еще раз, еще одна копилка в нашу копилку карт, исторических, достоверных карт. Нашу копилку. Так что скоро опубликуем эту карту тоже. Я поэтому прошу братьев, которые у меня есть в Австрии, Германии. А дальше, когда Полторанин даже говорил, вот бывший министр печати России, что чеченские территории доходили до Дербента. Вот у него ролик даже есть. Ну, сказать Полторанину или России сейчас же никто в основном не верит. Я в плане каком... Я понял, да. Но лишний раз подтверждение от французов, от немцев, англичан. Мои братья, которые проживают в Америке, Франции, Италии, Испании, без разницы, я вас прошу, если у вас есть в доступе публичная библиотека, которая находится в Испании, в Италии, Франции, Германии, в Англии, в Польше, без разницы, да хоть в Хорватии, где бы вы ни находились, Норвегия, Швеция, Дания, я вас прошу, посмотрите историю России, заходите, поспрашивайте историю Кавказа. И если на журналах, научных книгах, исторических книгах, документальных найдете, сразу ориентируйтесь на Черное море и Каспийское море. В основном на всех картах они бывают, европейских картах они бывают. Зашли, посмотрели, увидели, есть там чеченцы, мизджеги, дзурдзуки. Аланы не надо, потому что аланов у меня с аланами карт у меня огромное количество. Я уже от них плохо становится. С аланами вон Марту отправляйте. У меня их просто такое количество, что хоть за уши.
Нам нужно именно, вот многие не заметили, я публикацию сделал, грузинская карта 18 века. Что хорошо на этой карте? Ну вот небольшой части там, то, что с левой стороны не хватает. Там четко большими буквами написано Дзурдзукетия, снизу написано Нахчи. Это не наша карта, не чеченская карта, это не фейковая карта, ее мы не поделали. Сюли, и та часть, там в основном Грузия и Дагестан, и вплоть до Персии там доходит. Вот там эту часть они показали карты, а вот шел часть, тот автор, который мне ее прислал, он попросил, хая итач, нету эла. А там не хватает, у нас урдзуки элду, була нахчи эл кастинду. То есть Д буквы не хватает там. Еще чуть-чуть. У меня и осетины просили эту карту, говорили, есть там продолжение, мы хотели посмотреть. Черкесы тоже просили, но у меня нету этой карты продолжения. У меня есть только одна сторона, вот они свою часть сфотографировали, закинули. Дзурдзуки, Нахчи, Чечензе, Чечени, что бы ни было, на французском, испанском, итальянском, где бы вы ни увидели, в библиотеках, на картах. Я говорю исторические, не современные, современные не надо. Фотографируйте, скидывайте нам в директ. Обязательно там есть сбоку автор карты, какого года карты. Если вы найдете, скидывайте их. Мы будем публиковать, мы будем вас благодарить. Это наша история. Если мы ее не будем собирать по всем, хоть в Ватикане, хоть в Испании, Франции, ничего выхлять. Вот парень прислал, вроде бы, он сфотографировал, просто русские цари. Научный журнал, зашел, начал читать на французском языке. Территория, во-первых, мы там только соприкасаемся с Черкесией. И вплоть до Дербента, чуть ли не до Дербента, все Каспийскому морю написано Чечени. То есть у кого какое влияние там написано. И плюс там еще, где персидское влияние. Ну, ладно, не будем спойлерить, не будем заранее забегать. Но еще одна карта в копилку. Это, несмотря на то, что у нас нету ни гумадотча, поддержки отча, крыша ботча, мухалкуш, тадоич гумадотча. Машаллах, да, это бина. Может быть, хохчуа был дикшнахан, подписано был церк, там царь, дикен царь, дешер, дуй. Я имею в виду, вот целенаправленно нету хокун, и он делаешь, хархум лахлаш больше, эцуман дойч, ахстас бог дусейс. Тех дьяч дала. А так, поддерживающие там, нохчел адмала, онхала элду, савижричка, саламашалду, беркет дочхайна, ишт. Шубакайду, шудо анешсани, шудикансани, шунгушту. Дино, короче, кел документшту, кел жаргнашту. Если можно, вы про Дербент говорили. Я про другое хочу сочетать, что по Рцане. Я не про Дербент говорил, я говорил про карту, а не про Дербент. Ну, про карту, да, я про источник сочетаю, что по Рцане. Это написано в книге с поэтическим названием «Песни и сказания о Разине и Пугачеве». Упоминается Чечня, чьи традиции простирались недалеко от Дона и Азовского моря. Песни и сказания о Разине и Пугачеве. Есть, да. Сочетаю. Ну, ты знаешь, да, я знаю, источник знаю, но зачитай, чтобы с Инстаграма люди услышали. Хорошо, сочитываю. Это 85-я страница. Ну, отрывок сочетаю, все читать не буду. В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том, в котором мы живем, далеко было дело о Чечне, близ речки Дону, в 35 верстах от Азовского моря. Ну, так же читано. Там дальше идет про этого, короче, ну, Лариса Абардила. О Разине? Жил в одном селе крестьянин по прозвищу Фомин, а по имени Василий Михайлов. Ну да, понятно, уже дальше. Ну, меня слышно было, да, если читал? Да. Близ речки Дон, то Чечня пограничит с рекой Дон, до несколько верстах Азовское море. Баркел, ДРС, Хил, Март, ты, как всегда, красавчик, тоже
Расул пишет мне: Башлан, ты видел турецкую карту, где на арабском большими буквами написано чеченцы до Каспия? И там на берегу моря есть мелкое пятно под названием Кумыки. Так, блин, если ты при Мурате великолепный, кажется, Мурат великолепный, карта Мурада великолепного, вроде бы ее я публиковал. Это как раз таки Мурад великолепный, это османский он был, кажется, турецким султаном он был. Если это про эту карту ты говоришь, она у меня была, и я ее публиковал. Ну, на всякий пожарный, скинь мне, я скажу, публиковал я ее или нет. При Мураде, как он назывался, Мурад красивый или великолепный, вроде как-то так они, я черт его знает, этих турецкие названия. Но одну карту я публиковал, она при Мураде великолепном или великом, ее я публиковал. Это точно было, а остальные я не помню. Вроде бы турецкий карта спубликовать цедина. Ну, на всякий пожарный скинь мне в директ, я тебе скажу, публиковали мы или нет. Если повтор, то я не хочу повторы, как ты знаешь, публиковать. Если не было, я сразу, когда увидел вот эту французскую карту, я был просто очень сильно рад. С учетом того, что в то время Царскую академию наук возглавляли как раз-таки в основном были французы, немцы. Они сами участники были этих кавказских войн, они знали историю, путешественники их были у них в основном. И поэтому для меня очень важно было то, что это, во-первых, дело не в том, что я не доверяю российским картам, нисколько. Просто те антагонисты, которые занимаются непосредственно, наши противники, занимаются деятельностью против нас, они используют, они говорят всегда, это вот недостоверно, это куфарские, это вот российские такие недостоверные карты, им не нужно верить, вот такими разговорами, именно таким голосом. Тогда, когда ты предоставляешь им арабские, они там говорят, о, это бедуинские, это не, ну, больше мне показывать нечего. Если я сейчас им покажу французские, европейские карты, если они в них не верят, то мне им больше показывать нечего. Арабские их не устраивают, то есть ближневосточные, турецкие, арабские, куфарские, как они говорят, российские их тоже не устраивают. Если не европейские, какие? Монгольские, я не знаю. Других карт я не знаю. Про монгольские я пошутил, конечно же. Так что вот такая ситуация, это была хорошая новость. Вторая хорошая новость. Я думаю, мы можем поздравить нашего брата Ибрагима Центароевского. Ролик один Ибрагима Центароевского, если я не ошибаюсь, еще месяца не прошло, набрал 10 миллионов просмотров. Один ролик только. 10 миллионов просмотров. В котором звучит чисто чеченская музыка. Ибраим, да, я поздравляю тебя, это большое достижение. И плюс, подписчики у Ибраима тоже поднялись, имеется на канале Башлам.39 Live в Ютубе, кажется, до 40 тысяч поднялись, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Но 10 миллионов, я говорю только об одном ролике, не забывайте. Стабильно в Инстаграме я вам привожу статистические данные. Сейчас мы продолжим про генетику. Мы должны были перейти на генетические данные. И где будет доминировать и рассказывать про сарматов, аланов, дзурдзуков и всех остальных. Март у нас будет, он любит у нас эту тему бодяжить. Стабильно меньше 3-4 миллионов просмотров у нас в Инстаграме нету. То есть 3-4 миллиона это минимально, а доходило до 7 миллионов в месяц просмотров у нас в Инстаграме. Мы говорим про просмотры. Вот. Нет, так-то, как говорится, 42 тысячи уже. Ролик принес нам 14, да, этот один ролик принес 14 тысяч подписчиков, причем со всего мира. Особенно всех тех, кто любит волков. Там мы за волчью, как говорится, за волков и за пуму разделились на две части аудитории. Кто-то защищает волков, кто-то пум, но не суть. Мы нашли очень много интересного. И много и иностранцев, причем и разных, и арабов, и балканцы, и все там, кто только там не подписывается, посмотрев этот ролик. Очень всем нравится чеченская мелодия. Так что вот так вот порой ты не думаешь, какой может выстрелить, и выстреливают некоторые ролики. И само собой после этого все, где я ездил в Галанчурский район, Нохчичуэ, где снимал Цьеч Эхки,
Цечуй Муахк снимал, где снимал Гандалоевские земли, Цичуевские земли, Мержоевские земли, там все, вот эта часть Нохчичуек, по которой я проехался, у них просмотры тоже взлетели, то есть все другие страны мира смотрят, другие люди интересуются, смотрят, какие у нас есть, и башни есть древние, и красивая природа есть, и огромное количество, я не знал, что есть такое большое количество Уандлой, именно что огромное, просто огромное количество Уандлой отозвались, благодарили просто-напросто. Они очень сильно обрадовались, благодарили, то есть общались, мы поменялись многие контактами. Вот такая вот ситуация. Ну, само собой, это уже и дальше не обсуждается. Вот такая вот ситуация, то есть я с алсам больше всех у меня, извините. Но Уандлой иш дук бацар, сон больше инса Уандлой алсам бойзен Уандлой. Вот, статистику я вам рассказал, про карты рассказал, эта тематика у нас на сегодня заканчивается. Итак, уважаемые друзья, к сожалению, трафик на Инстаграме у меня подошел к концу, плюс-минус у меня осталось еще минут 8-9. Все, кто смотрит сейчас в Инстаграме, мы продолжаем свой эфир в Телеграме и в Ютубе. На Инстаграме у нас прекращается время, у нас, как говорится, с трафик. Переходите все на наш Телеграм-канал. Башлам Ибраим скинет ссылку. Или подписывайтесь, и там можете участвовать. Или же заходите на YouTube-канал Башлам.39 Live. Там можете посмотреть дальше продолжение нашего эфира, где мы будем обсуждать оставшуюся тематику. Всем моим братьям, сестрам огромная благодарность, кто смотрел сегодня нас на Инстаграм-канале Шумасана Дейресхил. Всем добра, мира. И, как говорю в конце каждого эфира, я всегда говорю только такие слова. В первую очередь, всех я прошу ради Всевышнего Аллаха, чтобы если я каким-то образом, не знаючи, задел, оскорбил или что-либо сделал, валлахи, биллахи, талахи, я не оскорбляю ни нации, ни шахары, ни субэтносы, ни этносы, никого я не оскорбляю, ни соседей, ни своих, никого. Мы только изучаем, трактуем, читаем историю. Вы можете верить. Если вы не верите, вы можете зайти, опровергнуть, привести достоверно другую информацию. Мы будем только рады с вами общаться, поговорить об этом, не оскорбляя, не затрагивая нетрадиционные ценности некоторых людей, не затрагивая, извините меня, интимные места некоторых мужчин и женщин, а то некоторые как заходят, начинают с этого. То есть здесь культурные люди достойно рассказывают об истории, культуре, традиции, о датах нашего народа. Заходите, общайтесь, никаких проблем нету. Опровергайте, все, чтобы было в рамках культурного общения. И нет никакой разницы, с Чечни, ты, с Дагестана, Осетии, Грузии, Армении, без разницы, откуда бы ты ни был. Мы всегда рады вам. А теперь я с вами прощаюсь, переходите. И одного брата, который задонатил Мелхи Ворис, Мелхистинские волки, дал Саадуэл, я это не донат, дал Духу Ахуэл, пока я в эфире хотел сказать. Баркалла за то, что поддержал, значит тебе понравился эфир, Дейресхил, дал Духу Ахуэл. С вами я прощаюсь, мы продолжаем на телеграм-канале, заходите, будет интересно. Адикуэль Маш Уэль. Родил я. Вот что случилось. Когда трафик заканчивается, оплачиваем ее. Если я своевременно не выключаю, он просто-напросто фушт и выкидывает. Короче, надо будет попросить Ибраима, чтобы он... Ибраим, если ты меня слышишь, Оша, короткий ролик там сделай, буквально на 1 минуту, где мы начинаем Инстаграм, там, где я говорю, какие темы мы будем обсуждать. Этот кусочек, если у тебя получится с Ютуба после загрузки, там вырезать, я бы его загрузил, и чтобы люди перешли хотя бы на телеграм-канале, на ютуб-канале посмотрели. Вот так, видишь. Кайтерё, Ибраим, Сержик.
Она сохранится, сохранится. Это можешь полностью специально приколить, отключиться. Царик твой выкинул, просто выкинул, бля. Шей дедок нравится, шей запрещенный, инстаграме цани, бля. Шей дедок. Взяли и заблокировали. Вот не заблокировали, а выкинули с эфира. Сохраните. Почти, ну, было лишь 3 часа мерез. Но все равно, ну, ладно. Итак, Мичау, Март Мичау. Я. Я воль. Ага, всё, Я воль, похер, я. Да, Чамиль не пришел, да, сегодня? Могу позвать его. Я не знал, что эфир делаешь. Мне сам Ибраим скинул. Да я тебе, Ибраиму, сказал, когда мы тебе из Аббас-Басвал. Я надеялся, что и Гумба зайдет сегодня. Жалко, что он не зашел. Завтра эфир делать будешь? Да. Все, завтра будет он у тебя. Хорошо. Милорис, да, Пешко. Хавали, Азай, лучше, чем заодно. Там он как раз по старому ролику, что там, недопонимания у нас были небольшие. Там кто-то... Сейчас обордела. Айнс момент. Да. Мы просто одна из тем сегодня, продолжение, обещали, что поговорим о генетике, а элегдатор, то, что Чамиль расскажет, что чтобы убрали Босавдар, хочем, действительно. Были, короче, просто общались поверхностно. Да, мы не доказывали, что... Да, просто так, поверхностно, как чаепитие было, да, там, туда-сюда. Ну да. Чего взрослого не было. А один берет, короче, да, что он такую, понял, подпись делает, кинетик, Чамиль из Северной Албании, там, Проутусомы, ТНК, понял так? Прям ответственно. Да, я понял, ты чисто как научный подход сделал. Это тот, кто не в теме, я хочу, чтобы вы понимали. Нас приглашил, короче, понял на этом Да, я понял. видео. Я-то понял это все. Хотя там такого нету. Там такого нету. Понял, вот там такого нету этого, короче. Угу. Хэш, пусть у меня что-то связь пропала у меня. О, Ибраим, Связь пропадает. Меня слышно? Слышно. Меня слышно? А, все четко. Сун хэш еще. Хэш. Понял, то есть не вариант заблокировать Бая? Угу. Понятно, все ясно. Ну, в любом случае, мы попытались, Но я свистен глацер, эфире аварк, эфире абаса, сагази яцер, абориген алязенек. Цашныр яркцо, короче, ролик через и инчук яснерцо, с инстаграмик, даятин, цауз даятнира, сюч даятин шхенацер, кейтергер сейнир, и потом, когда я повторно отправил, они написали, я не знаю, он есть или нет, мы удалили, там было 5 постов у него про меня. Ну, не про меня, а искусственный интеллект, цаны. Ой, азум создать, ничего яснерцо. 5 постов он заблокировал на этот канал. Заблокировал. Угу. Пешко, حقيقني Чамиль حقيقي. И Пешко пропал. Вроде бы он-то находится там, где есть связи. Стейся, да, я позвал его. Все тогда, начинай, раз ты позвал, ты
Ты хотел время, что-то ты хотел обсудить, и о чем речь? Так, я вообще думал вместе с Чамилем начну, Ян. Давай же, что-то Да, сейчас начнем, может он подойдет, да, пока он подойдет, может у тебя есть какие-то... Ты же обычно... Конечно, конечно, зачитай, зачитай. Ибраим, зачитывай вопрос. Ничего. Да, что-то... Что-то у вас сегодня совсем не то, блин, со всеми. Не, у меня нормально, что-то просто в одном моменте пропало. Нет, друзья, то, что называется Аланией, это не наше, чтобы было понятно. Имеется в виду, чисто наше мне нужно. Наша, Алания, если чисто нашему говорить, Алании карт очень много. Но на Аланию претендуют сегодня как минимум 5 республик. Мы там будем, опять же, одним из. А нам нужны карты, надеюсь, это он услышит, Расул, нам нужны карты именно, где упоминается наше название. И не забывайте то, что Алания это до 14 века период. Это история раннефеодального строя, да, периода, раннефеодального периода. Ой, бог что, первые века и поздний феодализм, 15 век, 14 век, а я говорю все-таки о картах 16 века, 15 века, 17 века, они мне были важны. Как это, там, грубо говоря, даже если возьмем утверждение некоторых дагестанских историков, которые утверждают и говорят, что это была их земля, почему на картах нигде не написано, что она аварское владение или там нуцальское владение, нигде нету, ни одной карты нету. Четко зафиксировано. Даже когда пишут Тарковское шамхальство там и так далее и тому подобное, тоже четко зафиксировано. Цундейра. Для меня это важно. Очень важно. Я думаю, для всех. Айса, Алла Чвоева, принять вино. Башла, и вот албанец, я вот не застал этот эфир от Абдула с удовольствием. Ага. Сейчас его пригласили, надеюсь, он подойдет тоже. Вот он говорил, что там ногти какие-то со скифами что-то связано, нет? Да, это говорил не только он, это говорил и наш вот Пешхо, они вместе. А что он имел в виду? Вот, Пешхо, расскажи. Пешхо, расскажи. Да. Просто одну цитату я скажу. Мы являемся преемником скифа сармата аланского мира. На самом деле мы преемники аландов и сарматов скифов. По ДНК он говорит. Ну да, он и ДНК говорил, я больше в лингвистику. Нет, как понимать, то есть мы из скифов вышли, что ли, или же скифы из нас вышли? Нет, это получается, что в субстракте нашего ДНК, именно нашего народа, этноса, есть и скифская, и сарматская, и аланская, и кемерийская, то есть часть, которая совпадает с нами, и Дарцу Болштык, и вплоть до Кемерея. Ясно. Ну, сейчас, надеюсь, если он подойдет, мы еще более подробно. Раньше он... Да, лишнее не говорите тоже. Да, это Баркал Дейресхил, Ибраим, огромная благодарность. Не забывайте, что в Ютубе идет трансляция, все записывается, все фиксируется, так что с бухты-барахты не надо говорить. Когда я говорю Пешху, он обычно зачитывал, у него были там материалы по скифам, он вроде бы зачитывал в прошлом эфире, по Ариев зачитывал, что они относятся к нам. Поэтому желательно, чтобы мы зачитывали, называли вот автор, немецкий, французский, греческий, и вот что он говорит. Ознакомить. И чеч одык, душу мой.
Ну, или же полевой материал, нужно говорить о полевой материал еще. И, наконец-то, наш брат Абдулла Техасский тоже присоединился, Белхароев. Абдул, салам алейкум, Маш Вогел. وعليكم السلام هدوء جوشان سوي كينا مارشال دوما سارجي Да, Маршал Хил, Абдул, да, асец эфиря, или да, геш, да, газов, побол, дуэль, да, мел был, было, не, я бел, лошадь, бел был, вашна, قبل نوتشنا مخرجشتان تاني دبان چن царах تهينا خول ديرة имеется в виду مخرجش تهينا خول ديرة имеется ويقوم خش بول ديرة تندر حوجة اشتي كدم يعني دال صادول مسان خلدين مسان دقاجة همدس دال شي جش دال شي دعمو غاسك ويحاحتوخ ويتاقم خن داوت نزلول بين دال شي إيمان صابر لول بينه أنا بخاف يجري تيجي عخي شارج إجتبال بي جوي مخكا حتوخ وين صار بو ديك ويجري خو بولج مسا اشت ويجري بولج بولج وي لحت تتصن وي ثاني حاول تبولج زعما بخا جاي نخ دق برج وي تكتم بولج خاطر إخاب وين لحت بس غان وين صار ويجري خم بجو تقت وي واحد ثاني شيء خيط صار تسكن واس دال شي يشتولد مسا Амин, да, да, Амин. Пешко, нашел что-нибудь зачитать? Да, много что зачитывает. Смотрите, если говорить про Скифу... Так. А Иса интересовался, расскажи ему, а то он в прошлом эфире отсутствовал. Вот смотри, про Скифу, если говорить... Юх Аллах, цехеснесу. Рассказывай про скифов, сарматов, кемерийцев. На перепуй, бывает с интернетом, еще раз. Все, добро, скифов, смотри, сарматов. хотел бы сделать ремарку про скифу. Скифы не являются пришлым народом на территории Черноморья и Северного Кавказа. Археологически уже доказано то, что скифы – это коренной народ юга Украины, Южной России, Северного Кавказа, Причерноморья, Крыма. И 100% является коренным народом. Хэшхуйся, что-то у меня пропадает Телеграм. Что сегодня... Я говорю, за интернет, Саня. Хэшуну. Инсайбор делаешь. Все, четко, смотри. И по ДНК, и по генетике скифы, мы имеем скифский субстрат. Даже в чем прикол, мы по ДНК, вот обычно как признано, да, то, что вот это осетины являются прямыми потомками там скифов, алан. Угу. И опять пропал. Да, Пешхо, сегодня у тебя явно перебои. Сарматов. Что Пешхо! Пешхо! Постарайся зайти со своего марта. Вообще, хэшвацу, а то. И пока Март у нас возвращается, Ибрям, есть там что-нибудь еще какие вопросы с Ютуба? У Марта что-то связью совсем. Опа, слышно? Сейчас слышно. Ты зайди с этого Марта своего, а то что-то ты сошел с этой и вообще не слышно тебя. Все, это интернет моросит, а сейчас я все поставил нормально. Да, смотри. Это мнение ошибочное, то, что скифы являются выходцами из Азии, из Центральной Азии, из Алтая, откуда они еще говорили там. Еще предполагали то, что скифы это выход из Ирана и Персии, но археологически это ничем не подтвержденно, вообще это ничем не подтвержденно на самом деле, потому что скифы были выходцы оттуда, это были выдумки авторов прошлых веков. Вот на примере взять того же Миллера, Клапрата и Абаева, вот Миллер как доказывал то, что скифы были
или ираноязычными, или иранцами. Он брал имена скифов. Так. Брал имена Он скиф. не брал скифские слова, он брал по большинству своей работы, он брал имена скифов и перевел. Я Рабана, как мне эта телеграмма растет? Слышно? Теперь слышно. А теперь опять не слышно. Слышно. Раз, хашуся. Да. Все. И смотри, он с помощью иранских языков перевел имена скифов. Так. Но брать имена, то есть вот просто примеры с арабами, либо арабами Миллера, то, что осетины потомки Аланов. Если вы почитаете в оригинале, что писал Миллер, Миллер не писал то, что осетины являются прямыми потомками Аланов. Он этого не писал. Он писал то, что осетины являются частью потомки Алан, но он также писал то, что и дагестанцы, и чеченцы являются потомками Алан. Это Миллер тоже писал. И это источники в канал тоже выкладывал. Угу. Это на оригинальном языке, на немецком Миллер писал? Того же Клабера. Я изучал... Да, я читал работы Миллера. Он пишет то, что и дагестанцы, потомки Аланов, осетин это только часть потомки Аланов, часть какого-то аланского племени, вот тут идет. Ну, Северокавказ, он писал, что Северокавказ потомки Аланов, да, из Сукупа эту мысль вытравить, короче. А насчет Клавбрата, тут что Клавбрат писал? Я читал Клавбрата, и у Клавбрата не было сильных источников того, то, что осетины прямые потомки Алана. Вот я читал, как он это писал, вот читал это. Типа дагестанцы, потомки Лека, чеченцы, там были турцуки, получается, чеченцы, потомки турцуков, а здесь осетины, а там было Аланиши или Аланы, и они потомки Аланов. Грубо говоря, просто кавказский народ и брал и писал, кого они появлялись, без святения, без источников, грубо говоря, то есть Цумпух, Бацари, то есть они от своих домыслов это все писали, грубо говоря. И в Советском Союзе Васо Апаев брал эти работы Миллера и Клабрата, модифицировал их и выдал, то есть истину, грубо говоря. Вопрос вам пример. Васо Апаев доказывал то, что слово «Алан» — это осетинское слово. Как он хотел доказать? То, что слово «Алан» идет от осетинского слова «Алон», он там как источник приводил одну осетинскую сказку, где в этой осетинской сказке пишется то, что когда великан, людоед, сошел к себе домой, у него дома прятался человек. И этот людоед, великан, говорит «Алон Белон», «Алон Белон». Типа, я чую Алана. Апаев так это переводил. Но что примечательно, то что в осетинском языке слово «алон» означает «чужой». Чужой человек, то есть не ахсакуд, но чужой человек. То есть почему до этого внимания он не взял. А дальше он пишет то, что слово, то, что это домыслы, выдумки, грубо говоря. Да. Ну, как мы все знаем, эта версия была закреплена в Советском Союзе, потом Советский Союз распался, и эту гипотезу переняли и многие страны, грубо говоря. А сегодня по ТНК и по археологии это уже опровергает потихоньку то, что они не были ираноязычными иранцами. Уже в эту гипотезу мало кто верит. Угу. А что касается сарматов? С сарматами такая же история, смотри. Сарматы, вот по ТНК смотрят, смотря откуда сармат будет. Из Казахстана сармат, из Украины сармат, из там России сармат. Там ТНК показывает разные. Вот царские сарматы. Сам прикалывался, сидел в этих ТНК. Пешхо, царские сарматы, именно о них что сказано? Ну там смотри, у них было обнаружена каплогруппа была обнаружена J1. Сейчас
ветви не вспомню, но это северокавказские ветви, Ч1. Это Ч1 есть у чеченцев, у дагестанцев, она есть. То у царских сарматов нашли, у сарматов, в общем. Тоже такая группа с ветвями, субстратами, которые есть и у нас, и у чеченцев, и у дагестанцев. Вся эта Каймановый надмогильник, царский скиф, вот тоже Ч2А, она входит в чеченскую ветвь, такие таипы, как Пенной, Терло и другие крупные чеченские таипы, да, вот что примечательно. Знаешь, что примечательно пошла? У меня есть один друг, зато Тауса, он крымский татарин, он корный крымский татарин, Ламан Ховуи, короче, крымчанин. Он стал ТНК, и знаешь, кто он по ТНК является? Милуй по ТНК. Я заранее говорю то, что он ротом, он сам ротом, а тут его кишили кота Аланы. Он сам выходит с одного места, сейчас это как место называется, не помню, там шили кота Аланы. Он стал, Было бы хорошо, если мы еще тебя услышали. По словам, они являются потомками кота Алан, короче. Вот мой друг, крымский татарин, он является потомком кота Аланов, короче. Я пропадаю, да, сильно? Пропадал. Готта Алана его слышали, но так и не услышали, какой у него ДНК. Смотри. Башлат. У него группа Ч2А, он ходит в чеченскую ветвь, его самые близкие родственники это Таип Пеной. Пеной его близкие родственники, что интересно, примечательно. А там дальше другие чеченские таипы идут. Но на первое место именно Пеной выходят, а дальше и другие чеченские таипы. Это уже интересно. Я хочу, я познакомлюсь с этим крымским татарином, он мне ДНК показывал. У него действительно, у него на первое место Пеной выходит, другие чеченские. Почему он взял, что он татарин? Слушай, если у него такое ДНК, с чего он взял, что он татарин тогда? Так, смотри, прикол в чем пошла. Смотри, он является коренным крымским татарином. Там у крымских татаров у них отличаются, у них есть степные крымские татары, но они считаются то, что это пришлые тюрки, кочевники, пришли на кайтам, типа, а корные крымские татары это потомки киммерийцев, скифов, сарматов, аланов и котов. Вот именно крымский татарин, он выходец оттуда, где шили кота Аланы. И по преданию они являются потомками кота Алан. Он стал ДНК-тест, у него группа Ч2А, он ходит в чеченскую ветвь, его самые близкие на первом месте, это в Крыму и шили в древние времена. Наши предки шили там, их в Крыму, в Черноморье мы там опитали, по крайней мере. Понятно. Айса, принять ВС. Айса, хуалачулас. Башла, вот и Гольштейн Вас, вот он пишет в этой книге, да, вот там раздел, ну, про Чечню, там, про Осетин, Дагестан, про Чечню, он пишет, что ну, это то, что он описывает, что 2500 лет назад, 2500 из южных степей Приуралия выходят две группы скифов. Одна уходит на юго-восток, другая уходит на юго-запад. Приходит к нам на Кавказские равнины. Потом он пишет, что из этой же территории выходят родственные практически народ сарматы через 500 лет. Также две группы. Одна уходит на восток, на юг, другая на запад. Приходит, уничтожает их скифов на Кавказе,
ну и двигается дальше туда, на запад. И из этой среды выходят, якобы остается племя Аланов, еще он там приводит именно у Гольштейна такое слово, что матери там детей цармат-эл, цармат-воон-эл, вот он даже вот такое слово описывает, приводит, чеченское, да, что как будто какая-то страшилка такая. В общем, вот об этом он описывает, у Гольштейна есть описание. Именно вот «Страна башен» в этой книге, что они оттуда вышли, пришли и оказались у нас. Ну, честно сказать, о родстве и о том, что с нами связаны сарматы, кемерийцы, и у Джамирзаева саламу написано по этому поводу у Гольштейна, но все-таки, когда мы называем готы, аланы, сарматы, скифы, господи, я даже не знаю, честно сказать, вот если мы включаем критический анализ, называть эти все древние тогда народы, этносы, называйте как хотите, племена, понятно, что они все воинственные, понятно, что они все там одни из тех людей, которые оставили истории след. Всех приписывать или говорить, что от нас, я все-таки более цинично отношусь к этим вопросам, пессимистично даже, можно сказать. Все-таки я тут больше согласен с Чамилем. Ну, если мы сейчас так будем судить, да, одно дело, если сейчас, ну смотри, мы говорили в прошлый раз о албанцах, то есть северные албанцы, я из статьи Хасана Бакаева, то есть у них в языке и в традициях сохранились такие же обычаи, как и у нас, включая вплоть до кровной мести. Но кровная месть есть не только у нас, вендетта, да, есть у многих народов. Исключая это, но у них очень сильно похожий нрав на наш. Когда мы говорили с Чамилем, он сказал, что да, среди них есть и гаплогруппа совпадающая. Он четко указывает, мы коренные, он указывает, мы коренные, но, несмотря на то, что мы коренной народ, непосредственно кавказский. Он говорит, мы пришли оттуда на Балканы там, с фракийцами, с остальными, осели 6 тысяч лет тому назад. Они не исключают, что они ушли с Кавказа, но это, говорит, было давно. Мы знаем свои корни. Вот эти разговоры. И то чтобы было понятно, многие люди там начинают говорить, я понимаю, что сложение любого народа, современного этноса, это процесс в любом случае сращивания и процесс того, что какие-то части из тех или иных государств или там, не знаю, народов в конце концов объединило. И их объединили одни традиции, адаты, край, область, рано или поздно, это знают все, особенно народы, которые древние, которые не такие уж и маленькие. В России мы третье по количеству населения. Нас не так уж мало на Кавказе особенно, поскольку мы знаем там, да, если сравнить даже с нашими оппонентами, единственный, кто был без исключения больше нас, мы можем сказать, это были наши соседи и братья-адыги, там 5-6 миллионов было их. Но опять же, они-то могут хоть это насчитать, у них убыль населения, их там по всему миру разбросало. Это можно как-то наблюдать, этот процесс. Нашим то, что мы воевали, уничтожали нас, сокращали, мы можем. Были высказывания, что у нас тоже было там 5 миллионов, ну, Балдыгдисла, шони, кемерийцы, аланы, скифы, сарматы, яксаматы, их ассы, гаргареи, амазонки. Это все, блин, сейчас я послушал, смотришь, ну ладно, там, кемерийцы, там, куда ни шло, там, понятно, небольшая часть, скифы, сарматы, там тоже не избавишься. В любом случае, в данном периоде они здесь с нами соприкасались. Ну, амазонки, опять то же самое.
вроде и есть возможность всем им побыть с нами, то есть частью нашего народа. Ну, с другой стороны, как это обосновать исторически? Как это можно все? Я, честно сказать, не знаю. Но однородный масс, однородный гаплогруппы уж нету. И как и Чамиль тоже самое говорил. Нету ни одного народа, нации, которая создалась и которая была вот только однородна. То есть имеется в виду одна гаплогруппа. Это невозможно. И плюс ко всему еще, я хочу сказать, еще один вариант. Вайн Маха-Ара, если сегодня все начнут сдавать, повально сдадут ДНК-тесты, ну тогда, конечно, может картина и будет совсем иная, вообще иная в этом. У многих народов, даже тех же кавказцев, она будет совсем разноцветная. Хажа Башлам, Цаам Алит Ласук. Жалко, что этого Чамиля нету. Я вот хотел у него спросить. Я разговаривал с одним лезгином вот, по поводу Кавказской Албании. Что означает само слово Албания? Вот у нас наше самоназвание Нахчимадуевой, мы себя называем, да. А у лезгин не у всех. Вот определенная часть лезгин, у них самоназвание Алпан. Они себя называют Алпан. Это означает, если на русском, это лезгин значит. И я когда начал у него спрашивать, есть ли какая-нибудь связь вот с европейской Албанией, он мне рассказал одну историю, что во время походов османов на Европу, да, когда там они под Вену еще дошли в ту сторону, османский правитель обратился к мусульманам принять участие в этом походе. Из Кавказа туда отправились на помощь вместе с османской армией с Кавказа воины. И они там остались. Поэтому вот это может быть, я не знаю, не утверждаю, но вот его, вот этот вот рассказ, он, к чему он говорил, что и ДНК, и нравы, и может быть даже название, да, например, болгары, это же не славянский народ, это тюркшма будешь, к примеру, бос, или же мадьяры, да, венгерские, они тюрки, но приняли вот этот вот угрофинский язык, скажем так, да, вот эти вот названия, но я не знаю, просто он так рассказывал, что вот это может быть или название, перейти туда, и какие-то кавказские адаты, смотри, ДНК. Да. Я понимаю, но по времени не совпадает. Это раз. Почему? Потому что они провели анализы, он очень хорошо разбирался в ДНК, и он говорит, что их ДНК-анализ показал, что они ушли с Северного Кавказа, именно с Северного Кавказа, не Южного. С Северного Кавказа они ушли 6 тысяч лет тому назад. А 6 тысяч лет это в то время Кавказской Албании маловероятно, она не существовала, я думаю, Иса, ты понимаешь. Нет, это нет. Речь идет о периоде османского правления. Это 500 Но османы лет. Когда правили? Османы правили когда? Это же какой век? 500 лет. Это 500 лет, да. Это не может быть. Вот эта история, она не может иметь 6000-ную давность. Просто еще такой момент, Башлам. Сама Албания европейская, она в истории, когда она, вот это название в Европе, она появилась, вообще Албания, историческое название. Римская империя, римских легионеров. Были, да? Уже название фиксируется, да, Албания европейская? Да, у них родство, он четко указал с фрикийцами, у них родство. Я у них по боснийцам спрашивал, у него тоже он по боснийцам рассказывал взаимоотношения. С сербами взаимоотношения спрашивал, с болгарами, с румынами у них взаимоотношения спрашивал. То есть они отличаются от них, то есть даже с боснийцами они отличаются, хотя у них и те, и другие мусульманами являются, но у них союз есть какой-то мусульманский, они как мы боснийцам помогали. Во времена Югославии, они же во времена Югославии не входили в состав, а боснийцы, хорваты, они входили. И Косовская Албания была еще, Косовская в Югославии. Косовары это отдельная часть, они сразу сказали, Косовары это ихние. Но там есть еще одна проблема,
А что он сказал, что меня заинтересовало, то, что он сказал. Кстати, чтобы было понятно, только северные албанцы являются мусульманами в основном. А южные, они говорят, он православные и католики. То есть в Албании тоже не все так, как мы думаем. Это не все население у них мусульманское. И еще один момент. Ватикан и Папа Римский пропагандируют. Да, Кавказская Албания и насчитывает очень много тысяч лет до нашей эры. Она очень древняя, просто ее, да, тот же Дербент, да, 5500 лет ему официально, этому городу, а он же входил в Кавказскую Албанию. Албания древняя. Ну, видишь ли, опять же, нам нужно же узнавать, Айса, это наши, да. Да, я просто мысли вслух, мы не утверждаем ничего. То есть, потому что там, я помню, кто говорили 2500, потом где-то в начале нулевых или в середине нулевых годов, 10-й, 8-й, когда я ездил на конференцию в Дербент, они начали говорить, то у них 2500 лет был Дербент, то потом оказался 5000. Нет, Башлам, там история, я эту историю помню. Официально было признано 5500 лет. Еще это конец Советского Союза, начало распада Советского Союза было зафиксировано. Потом в определенный период по каким-то соображениям взяли, искусственно занизили до 2500 лет. Вот, именно. Потом восстановили ее. И советский археолог, который откопал этот Дербент, то есть доказал, что ему 5500, там еще глубже находится до 12 тысяч лет, пока не признан, до 12 тысяч лет археологические там остались, еще их не вскрыли, эти артефакты. Древний Дербент. Не оспариваю, просто промежуток от политической власти же зависит. То одно говорят, то другое говорят. От древности этого Дербента ни у кого сомнений нету, честно сказать. И походу у нас включили безполетный режим, и многие походу у нас пропали. Салам алейкум. Валейкум ассалам, Тимур. Башлам, 5000 лет это селение, населенный пункт Дербент, но не крепость. Это уже не ко мне. Это уже не говорят. Нет, да, но там последнее, которое стоит, это иранского присутствия. Сколько там последнее время царь Енел и крепости, до иранского присутствия этот же проход контролировали, его защищали, его не пропускали. Да, там населенный пункт, я тоже читал, что речь идет о древности, которой ты говоришь, 5500 лет, идет о населенном пункте, который там находился. Но город, сам город. Но многие путают это, говорят, с крепостью. И там было тоже обращение, чтобы не путали крепость и город, что как бы крепость, она моложе. Моложе, да, крепость сама моложе, но населенный пункт, город, в котором люди там проживали, и они это очень древнее, это поселение. А городом сколько там, 1500 или 2000? Последние. Пешхой, у него со связью, походу, сегодня проблемы. Жаль, он вышел. Башлам, вот эти скифы, сарматы и еще саки, Олшбухова. Да, саки тоже есть, да. Они все показывают один ДНК. Однородные. У них нету разницы. То есть ты имеешь в виду, что названия просто разные? Да, это одни народы, и они переходят плавно в аланов. Я если этот был бы, сейчас спросил бы про ДНК. Да, Гольштейну едешь, скифы, аланы, они все одни ДНК, это один народ. Просто назвать Ваймую, Джурджуки, аланы, чечены, нохчи, чайны, союз. Да, и поэтому люди очень путают из-за того, что эти названия разные, начинают относить их то иранцам,
то к тюркам. И сейчас тюрки, на этих сарматов сейчас насели, я с ними разговаривал здесь в интернете, что единственное доказательство они что сейчас ведут, что это они обнаружили R1A у сарматов. И теперь говорят, у тюрков есть такая. Я говорю, у нас R1A несколько типов есть в Чечне. Ну, они, наверное, сразу приписали их себе, да? Да, они сразу, что они тюрки. Ну, как всегда, вот эта вот сказка, басня, что кто-то был тюркоязычный, и никогда не предоставляют вот это вот какое-нибудь письмо, там, камень, букву, что-нибудь, никогда не представляют, и там по созвучию начинают говорить, да, там тюркский язык был, но никто еще не смог предоставить. Это как одни из наших соседей, которые любят говорить, все, что начинается на букву Г, это наше. Да. Я даже не смог, я даже вот слышал, Амин Тесаев тоже говорил, что здесь тюркский язык был общим языком как бы. И вот я никак не могу добиться вот хотя бы какое-нибудь дело производства, там мечеть, медресе, там какие-то расписки, что-то описание. Ну хоть что-то должно быть здесь, что у нас здесь был какой-то тюркский язык. Тимур. Смотри, я тоже это им говорил, не только по этому вопросу, когда они говорят, что вся Чечня была их, там тюрки говорят это, некоторые аварцы это говорят, и я сразу говорю, слушайте, ну как так великая, могущественная империя, как вы говорите, которая просуществовала там 500 лет, 1000 лет, не построила ни одного дома, не построила ничего, ни городища нету, ни крупного торгового центра нету. Как так может быть? Вот вы рассказываете, что вот это все ваше. Я уже молчу про остальное. Сейчас-то они, даже если я не ошибаюсь, Хабиб вышел отсюда, он руку поднял, стоял, я так понял, что он не дождался, вышел. Они начали рассказывать, что кумыки плавали по морю, там чуть ли не стали морской державой. Это, конечно же, меня тоже немножко, с каких это пор тюркские племена начали, что-то я не слышал, самым великим тюрком, который был в истории, это Тамерлан. Что-то я не слышал об морском флоте Тамерлана или морском флоте Чингисхана. Ну... Башлам, я как понял, в прошлый раз этот Хабиб, когда заходил, что он согласен, что они кочевники, как я понял, были, да, в прошлом? Он не отрицает это. Но если он не отрицает, что они были кочевниками, как он может приписывать какую-то историю? Я поэтому спросил его, в каком веке вы из юрт оставили юрты и переселились, начали строить турлучные дома. В каком это веке? Знаешь, Тимур, знаешь, к чему они? Вот то, что Амин тебе сказал, то, что рассказывал, это я слышал у дагестанских ученых, этот же Гуери, великий знаток Вацер, который рассказывал, что только про имаме Шамиля появилась чеченская речь, был Амиадри Вацер, великий дагестанский историк Уерсин Цепулин, из тех Хапизова. Тимуром Вацаре, Тимур Айтберов и еще Айтберов, да, Айтберов, я и от него слышал, они говорят, что якобы вот даже во времена имама Шамиля, они говорят, все экономические, политические и бытовой разговорный стиль якобы был и у Данаво тоже это говорит, что был на тюркском языке. А якобы руководство, вот начиная с первого имама Дагестана, Гази Мухаммада, Гамзат Бека, и включая имама Шамиля, шейх Мансура он не назвал, хотя и шейх Мансура все документы, он говорит, использовали арабский язык. То есть это вот дагестанская тема. И точно так же, Тимур, они, дагестанские ученые, везде же в Википедии пишут, что 600, некоторые другие более такие, знаешь, реалисты 600 пишут, а более такие продвинутые говорят 800 лет тому назад, то есть они имеют в виду именно в период Чингисхана, что кочевые племена, кумыки, которые осели там, и они стали, коренным народом. Вот Ицер Хаяс Дуцари. У них все, они по одной, как говорится, методичке работают. Там ничего. А зайдешь в Википедию, из Дон царь, Язинек, царь Дючдеги, царь из Википедии, у них один в один. Да, вот смотри, Башлам, латиница,
найдено у нас на территории, Да, что говорили, что писали, есть много документов. да, конечно. Асан Таврули, грузинское, найдено, что мы Да, писали на этом, у нас есть. есть. Арабское, что мы писали, у нас Есть. есть. Даже есть арамейский у нас здесь, пока она у Мутусханова, Да. он еще не публикует их. Но нигде я не могу найти вот это, что тюркский мы использовали. Еще ты забыл, Нигде еще это. забыл. Тимур, еще ты забыл. Есть греческую тоже нашли у нас в горах. Греческие тоже там были найдены. В пригороде нашего этого во времена 8 марта и 32 участок Юва Галаю. В этой области, когда копали, когда возводили, нашли еще армянскую вязь, чтобы ты знал. Каменная надпись. На армянском. Тюркской так и не нашли. Ни письма, ни буквы, ни алфавита. Что очень странно, конечно, если целый регион экономический, политический, в принципе, они говорят, что и том кали, шали, атаги, часть это или не мобайца, он ела, где это записано? Где? Мне больше всего... Кумыкское название, топономия, это все переделывалось, уже при России переделывалось. Я же тебе поэтому, что они взяли, на кумыкский, на тюркский лад писали, даже Итон Кали, это человек, Итон Кайл, который свой построил, Итон, даже его умудрились переписать, Итун Кали. Конечно, конечно. Или Кошкилды, которое село называлось Бёрзберер, а называлось оно Кашкела, Лака, Кашду сега, даже сегодня, если поехать, Кашду Лака, а еще Кошкалда Лакаю, и Кашкелаю Бог. Но я не видел, чтобы где-то добро пожаловать, а село называлось такое наименование. Не давали. Я не удивлюсь, Тимур, если они мое родовое село, которое называется Берткел, скажут, что это тоже какое-то кумыкское название. Скажут. Потому что Берткель, Кель это, Берд это у нас это, Берды Кель. Да, ще под свой лад переделать яш моей царе. И гудурмеса, и ягарчи, и гудурмесы, и шаек, и под свой лад ягарч будешь. Или что, Итун Кали, как можно назвать? Ушли собаки, село, ушли собаки, по-тюркски. Или Кошкальды, добро пожаловать. Добро, разве село называется добро пожаловать? Разве можно его так назвать? Добро пожаловать. Здравствуйте, я село. Я же тебе говорю, Тимур, то же самое название Ичкерии, которое они взяли, 100% Садуйба, еще никакой задний проход сзади, что это абсолютно. Во-первых, если даже посудить, как чисто, если мы говорим, где был перед, где был зад, даже задний проход царь Юба, а перевод внутренняя земля. С чего они взяли, что это внутрь или с той стороны? Абсолютно. Просто переделали. Башлам, цыга, инза и мою, река моду Искарк был. Ну, идуч, Тимур, залеч дак Искарк дуач. Искарк доц дуйбош. Войни спукасон обратно. Да, доксу, специально проезжая Искарк. И если S вот переставить на Ч, Ичкарк, вот тебе и Ичкерия получилось. Да. Если по тюркским уклонам прочитать, если. Почему-то они не назвали всю республику, они же не назвали, Мочегошлария не назвали, или Качкалыки не назвали ее. Хотя они же назвали, Мочегош моей, теперь Мата, Гунки Мата, Ногчи, это Мочегош. Но они взяли, потом перевели уже на свой лад. И в конце концов они согласились, что якобы Мизджегия это является татарским, Вот Башлам, вот Ичкерия, вот Лермонтов, вот Валерий Ктаязин, Маюйцун. И вот когда он пишет из гор Ичкерии далек и на обратный зов, а внизу примечание у Лермонтова это я вот читал, Нохчмах перевод Ичкерия у Лермонтова переводится. Они переделали. Ичкерия, это древняя область называлась Искеркио. Мектигери, она называлась, древняя область называлась так. А потом уже проигрыш Майери, Гаспиши Тига. Санчоца есть название Ери. И они потом уже и переделали его, сделали Нохчмахко. 19 века. С буква дуй, на тюркском они под С ставят птичку, галочку. И она читается как Ц, это та же С буква. Галочку от тюркца буха, вот С буква из
они под S ставят и галочку, птичка развернута. Ага. И тогда это получается Ч. Эта буква Да, читается да, как я Ч. знаю, о чем я понял, да. Да. Тюркский мата, Турция ишма yazıyor, Çiçeğini yazıyor yani ишма yazıyor царе. Эсса берет, извил царь. Да, да, S царь. И поэтому они начали читать ее как Ичкерия. Ичкар. То же самое Ичкерия на русское окончание. А Искар Ширкую отсюда я согласен с тобой полностью. Югацхаун дер башлам сауд. Ишта Кипчак Варсон Войзен. Кипчаки, оказывается, остались, еще есть. А Сюнхач, я у него спрашиваю, я говорю, а вот Кипчаки, кто, как, откуда, тюрки произошли, кто от кого. И он, знаешь, что мне говорит? Он говорит, все тюрки, все без исключения произошли от кипчаков. То есть кипчаки – это родоначальники всех тюркских народов. И потом где-то в интернете один рассказывает свою историю кипчакскую, и он говорит, что кипчаки проживали между Черным и Каспийским морем на севере Кавказской равнины, где-то северо-восток. Это, говорит, это прародина, и оттуда они ушли туда на восток, короче, да, вот Алтай, Шайл, Азия, от Аур. Набан Бубархс, он вот рассказывал, вот он есть в интернете, сохранилось это его где-то в подкасте, он где-то рассказывал, что прародина кипчаков является вот именно Кавказской равниной. И вот ну это понятно, почему, кто ведет вот эту доминацию тюркского, типа это тюркский мир был, и Халилу, что Вейнху, что это понятно. Этот великий Туран, тюркский мир, это кто ведет Вейнхушу, это государство? Нет, Башлам, ведь подожди, ведь Кавказ же является колыбелью человечества, а все человечество же после потопа вышло с Кавказа, и тюрки, ну, и это верят не все, белые. Нет, я тебе не про это говорю, я тебе говорю, в это, во-первых, не все верят, это однозначно, что отсюда все, не все верят и в Ноев потоп даже, если на то пошло. Ну, точнее, всемирный потоп, Ноев потоп Баса, доказательная база Маэтига, некоторые даже наши утверждают, что это было всего лишь такое, знаешь, не всемирное, а местное, местечковое. Да, местечковое, это я Леша Сандович Мадей, типа горы Тяньшаня, Памира, там, Джамалунгма, и вообще не касались этого больше. Я говорю, вот эту политику, то, что сегодня и Кипчаков забыли, и всех забыли, и подняли на первом месте именно эту туранскую идею, и у них есть тоже свои отцы, и проталкивающие эту идею люди есть. Я об этом говорю тебе. Кипчаков, допустим, только Кипчаков приписывают себе, нагайцы Кипчаки к себе приписывают, Кипчаков приписывают себе кумыки, а сами Кипчаки говорят, что это на самом деле от них они появились. Видишь, кто говорит одно, а эти говорят обратное. Потом они начали, во-первых, были крымские татары, были другие там булгарские татары. И это татары сейчас к кому относятся? Есть татары, которые в Татарстане, к ним относятся. Надо же это все упорядочить. И сейчас, в конце концов, они начали уже приписывать себе гунны. А гунны исторические, мы знаем, у Китая очень древняя история. Это северное племя китайского провинции Хунну-Ош. От них появились гунны-бахцы. Хунна, да. Хунна. Вот. Хунна они называются. А эти уже начали говорить, тогда возникает вопрос, где китайцы и где находятся кумыхи. Но гунны же, они же с востока двинулись на запад, они же пришли оттуда, в Европу пришли даже гунны. Они, по-моему, в Северную Африку. Они себя не хотят называть китайцами, понимаешь? Они не хотят себя считать азиатами. То, что они смешались здесь с кавказским населением, это все пишут. Башлам, татарство, монголоидный был, европоидный был. Был. Но почему-то их всех называют татарами.
Татары, наверное, еще от Тартарии осталось на них на всех Я так названия. понимаю, что да, но извини, если тартары идет от татар, это берут от Тартарии, это Ахалшайл, Кавказ, мой тигар Аязин. На старых картах он говорит. Вайтам Олшмагала татар. У Толстого еще писано, что мы татары. Крымские татары, тен монголыш был. Они на монголов похожи, то есть у них разрез глаз, скулы, чисто вот эта вот восточная часть. А татары по Волжье, у них европейский вид лица. Они не узкоглазые, они блондины. Но они смешались вместе с этими и славянскими племенами, тига Инбол. СБО Гудухайон, смотри, те, которые не потеряли внешность, и тербис наш был монголша, хаза. Даже они название монгол говорят, это придуманное. Монгол сейчас в Ацерил название. Я смотрел сейчас, саму я отнесу, они по-другому. Монгол говорят, это название не наше. Они по-другому себя называют как-то. Это советский название. Халха, да, царь Эрлик. Халха это щит. Щит называется, с их переводится. Тимур, Цумубар, Хайл. Они говорят, вот те, которые остались, чисто цель наследия. Есть наш Бори, Биснарша, вот есть часть крымских татаров, нагайцы и калмыки. Вот еще они и внешние, и вот столько времени. Это монголы, да? Внешность чисто монголоидная. Это еще туда входят буряты и якуты. Буряты это там прямо рядом Абайтига. Монголшин, уляма бой бурячан. А сколько ябеш бьюс Тимур, вайдоча объяснишь. Остались калмыки, нагайцы и вот эти крымские. Еще они и внешне не поменялись вообще. Да, они являются выходцами оттуда, с той степи, с востока, короче. Это не те, которые жили здесь. Среди европейских стран Балдыгдич, ищется будто барик, что он собой ну, хотя, насколько я знаю, те же мадьяров, венгров приписывают, что это потомки Чингисхана был, что они тюрки по крови, но по языку они это угрофинами, они переняли язык просто, а сами они тюрк шбукаешь, те же, что и вот эти вот татары по Волжье. Они не монголоидный вид у них лица. Ты виду булгарских татар, что ли? Булгары, казанские татары, самарские, вдоль Волги, которые и Камы живут, они все, у них лицо не азиатское, они не скуластые и не узкоглазые. Гомогенные, их не отличишь от русского человека внешне, да? Если пока он не скажет, что я татарин, или не начнет говорить. Да, я так понимаю, что все-таки, во-первых, география, во-вторых, смещение, ассимиляция Олсу. Ассимиляция у них была жесткая, походу они начали, поэтому поменялись. Сейчас можно очень много татаров увидеть, синеглазых, белых, и на самом деле от европейной... Нет, Башлан, мне вот этот татарин именно рассказывал, я его узнал, рахимуллах, вот Швуи, он мне рассказывал, он про Булгарию рассказывал, и он говорил, что наша внешность не является, то есть мы были такими, мы не похожи на них больше. Он мне объяснял это, рассказывал, и из глубинки приезжают, вот Нижний Новгород, Дук Ашма будешь, они абсолютно не похожи. Бывает, да, и бьют что холл, нисло, там разные бывают, но в основном они своем, у них европейный вид лица. То есть они... Ну, допустим, калмыки очень сильно гордятся и говорят, мы сохранили все, что было со времен Чингисхана. То есть и религию, и внешность, то есть сейчас вообще хистил, да, у калмык. Да. Нагайцев они упрекают, что они приняли ислам, отказались от своей древней религии, Масалабасам. Ну и, само собой, остальные, и же вместе взятые, те же самые крымских татар, они тоже говорят, что они изменники, якобы поменяли свою веру, изменились. Вот как сейчас татары сегодня подразделяются, поволжские татары, крымские татары, казанские татары, точно так же подразделялась Тартария. Точно так же сибирская Тартария, московская Тартария,
Кавказская Тартария, То есть это Поволжье. тоже, Тимур, по сути, получается, это то же самое, просто поменяли название и все. Названиях есть на сцене. يقعد عصد يعني Да, один в один есть. да, то же самое. Они Тартары. Тартары И же территориально, точно так же. Какой смысл делить одну нацию на территориальное название? Ну, Крымские это, татары, я думаю, поволжские что татары. это Какой делают... смысл? Если татары и есть татары, было бы Не-не-не, так, Паша, если бы. это четко делалось специально, знаешь, для чего? Я могу тебе объяснить, об этом пишут многие историки. Укрепившаяся Российская империя не хотела, чтобы они чувствовали себя единым народом. Единый Да, народ. поэтому победит разделили всех. их, да. Да. И войму Астина, Тимур, как нас иногда, голые отдельно, уарство отдельно бог. И даже говорит, ниш, это ничего удивительного нет. Как раз пешку авиаун, Тимур. Пешко, там уход дырысы, пока ты связал. Пропал. Просто, Башлам, до Истал, хэш ватсон. Короче, походу, Тимур, хай сайби, VPN, нормально, йочук, тирдас куза. Ибрahimi. Да. Да, совсем туго мы. Беспилотную зону включили, хотя ацарон. Ибрahimi, VPN, я спонсорил. Да, есть такое. Пешход, наоборот, он дикхольшил, связь пешходник, да. Они схазили, Башлам. Хайдан. А вот до нашествия Чингисхана вот были же половцы, кипчаки, они вот эти булгары, потом это название потом распространилось. Нет, после того, как они пришли, вот эти монголо-татары, бяхчины, да. Половцы, кипчаки были намного раньше. Так я и говорю, они же были, но они это, к чему я говорю, что вот этот Кипчак говорит, что вот они были первыми, они являются и тюрками, вот, но из истории они исчезли, а остались вот их потомки, нагайцы, там, я не знаю. Я вот одну историю расскажу. Киргиз мне рассказывал. Он мне рассказал, что киргизы есть монголоидные, они же монголоидные все, да? Да, да. Но они говорят, чистые, настоящие киргизы, рыжеволосые и голубоглазые. Все, блин, началось, блин. Как раз нет. Подожди, Башлам. Я бы хотел бы 5 копеек вложить в это. Они называются енисейские киргизы. И он рассказывал, что когда монголы пришли, они красивых девушек всех забрали, а всех остальных, то есть, изгнали, и они ушли, они называются енисейские киргизы. То есть, и от них пошли вот эти вот с монголоидными... Айса, знаешь, в чем прикол? Айса, на территории Центральной Азии тюрков не было никогда. Их пасрушься. Там тюрки не шили в Центральной Азии. Там шили, скажу таким термином, арийские народы, грубо говоря. Там индоевропейцы шили, там скифы шили, сарматы шили. Там, индоевропейские, арийские народы, ариш, аж парцика, точно, что ясно. Просто эти, получается, перекочевали, там, оселись, и вот так это все получается, да. А откуда они перекочевали? Вот вопрос. Зауралье, Забайкалье, Зауралье, Забайкалье, Иметкшир, Хабяхкам был еще. Именно, вот Монголия, районы Монголии, там, этого Байкала, там, тут китайцы. Родина тюрков считается Алтай. Родина тюрков. Цигар Буйшба, точно, Цигар Буйшба. А Центральная Азия, да, Средняя Азия, это Казахстан, там, центральный, там индоевропейцы шили, там шили те же саки, масакеты, скифы, сарматы шили, там, там шили
и люти именно. Там были пилы и люти. Ну, вот, наверное, он об этом и говорит, что киргизы не были монголоидный тип лица у нас, говорит, это от монголов, когда они завоевали, говорит, они нас ассимилировали, а настоящие мы, говорит, не были такими. Нехило они ассимилировали, получается. Их вроде не так много было, чтобы прямо они такой большой континент ассимилировали. Это что-то мне мало верится в это, если честно сказать. Арии вроде бы было большинство, и раз пришли какая-то маленькая монголоидная раса и взяла всех, сделала их. Но они же Хорезм разбили, Чингисхан же Хорезм разбили. захватили. Пашлам, понимаешь, то, что... Вот я одно скажу, вот знаешь, Пашлам, черная пигментация сильнее белого. К примеру, вот я женюсь, примерно, на африканке, мои дети будут черными, не белыми. Таджиков возьми, вот таджики жили, туда подселили вот этих вот, оттуда, из Алтая подселили этих тюрков и создали новую нацию, узбеки. И вот эти таджики, перемешанные с этими, с монголоидами, появилась новая нация и назвали их узбек. Нет, не так, Тимур. Это так. Я приведу тебе пример. Нет, я тебе... На самом деле, Тимур, эти таджики, они являются индус, полностью. Да, вот давай я тебе расскажу. Академик Хайрулаев, узбек по национальности, советский академик, описывает происхождение таджиков как нации. На территории Центральной Азии проживали народы, такие как бактрийцы и сагдийцы. Очень мужественно сильный народ. Когда халифат двигался, они отказались принять ислам и практически полностью были уничтожены. Армия халифата, мужское население. И тогда полководец возвращается в Иран и набирает новую армию, чтобы вернуться и выдать замуж оставшихся женщин без них. И тут рождается новая нация таджики. Им 1000 лет, больше нету. То, что касается узбеков, Золотая Орда, когда принимает ислам, первый принял в Золотой Орде хан Узбек, его звали. Ладно. Он уходит, он отказывается жить в европейской части, собирает свою армию, свой народ, уходит туда. Сам узбек, тычей, там не чистая однородная нация была, они разные. Тычей, узбека, там тюрки, там разные были народы. Вот, он уходит и там создает мусульманское государство. Узбек Мау, это всем известно, что он первый принял среди Золотой Орды ислам. Россия. Это описано, это известно. Но я не знаю, Аллаху алям, сон, асен дешек, сен хезек, душан дыч. Это узбеки, Вашвари, брат был у него. Я не знаю, этого я не знаю. Я вот подробно... Узбека, да. Там рассказывают, что были, но там в основном все ориентируются именно только на Узбекхана. Он был одним из самых сильных. И тех, кто принял ислам, до него ислама не было. А Узбекхан является потомком Чингизида Бахца. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Он первый принял ислам среди чингизидов и уходит. Да. Вот сейчас мы говорили, хотели тебя спросить. Да у меня интернет лагает. Вот это спросить хотел. Вот это ДНК, скифы, саки, сарматы, она показывает одинаковые ДНК или нет? Ну там чуток, видишь, как они не были однородными. К примеру, вся тех же скифов, у них были разные гаплогруппы. Там у скифов было Ч2, Ч1, К2, R1А, R1Б. Ну правильно, про эти я и говорю, про те, что у нас встречаются. Но у нас есть параллель с ними, у нас с ними. Вся тех швейцарских скифов, Кайман, Макини. А я имею в виду, это я знаю, что у них гаплогруппы, как у нас есть. И R1 есть, и Q есть, и G есть, и G1, G2. У них это есть, я знаю. Вот между собой скифы, сарматы, саки, они между собой у них сходятся? Некоторые сходятся, некоторые не сходятся там по-разному.
Ну, в основном я смотрел, они сходятся. Я хочу что сказать, что скифы и сарматы — это один народ, и разделять даже Ну смысла. это знаешь как, обычно, как принято в хронологии, были скифы, после скифов сарматы, и после сарматов аланы, то, что алан это сарматское племя, да, так же принято считать. Но в чем прикол, есть греческие источники, где пишут то, что алан это скифское племя, то есть вот непонятно, это либо алан это скифское племя, либо сарматское племя, ну такие путаницы уже бывают. Если они так пишут, это Сравнивая тоже современные подтверждает. прагматики и древние источники. Это тоже подтверждает, что они один народ, что они один народ. Ну, Цабуш, по идее, кто считает народными? Цабуш, я тоже так считаю. Народ один, название разное, скорее всего. Садишься, Эго, Туцкия. Да. Ну так-то, по идее, по сути своей, тут и доктрина от первого человека, от Адама. То, что пошло, потихоньку разошлись и расселились по всему миру, там, после и Ноя, опять же, расселение. Меня интересует другое, вот, получается, у нас самый край, ненцы, ямалцы, эскимосы, ну, ныне там якуты, они, плюс вся Азия, Китай, Корея, все они азиаты. Каким образом, ну, понятное дело, что Алтай они завоевали, ну, что они коренной, что буряты, что другие, я мало верю, что Алтай принадлежал им. Просто после завоевания он, может быть, стал ихним, да, а до этого маловероятно. Все-таки индоарийская раса, походу, там превалирующая была. Хотя древняя цивилизация, самая древняя цивилизация на тот период Тига-Лошига, Инди-Лошу, хотя китайцы пытаются там соревноваться с ними. Китайцы и индусы, они все-таки разные. Все-таки очень разные будущем. Но опять же, там рассказывать каждую историю, кто рассказывает, те же самые персы, кому они относятся больше, к азиатам относятся или к кому относятся. Возьмем этот же Афганистан. Я вообще сплошной солянка моей и Афганистан. Там и пуштунцы, и другие, и азиаты, и местные племена, которые полностью смешались и стали сегодня национальностью, которая называется себя афганцами. Там афганцы разные, там пуштуны, хисики, как Да, хисири. и персы тоже разные, и персы разные, братан, и индусы разные, и китайцы разные. Вот, у китайцев тоже есть что-то, то, что они своровали, взяли, перенесли туда часть из Алании. Это же понятное дело. Никто никогда не строил, раз появились какие-то башни, которые там 5-6-этажные там, и так далее и тому подобное. Они же перенимали. Тот, кто знает и изучает Тимур, я почти что лекцию 1,5 часа, кажется, Тимура нашествие Тамерлана посмотрел историю, там страшно, какие вещи он творил. Я уже молчу про пирамиды из голов, то, что он делал с Хорезмом, как он прошелся по Багдаду, как он там Баязида нагнул, грубо говоря. Очень странный чувак, который вроде бы был исламским эмиром, но дойдя до Европы, просто-напросто развернулся, оставив, не завоевывая, ничего не делая европейцам, ушел завоевать там Индию он тоже завоевал, Китай хотел завоевать и в этот момент сдох просто-напросто. Столько положил, столько сделал. Я уже молчу то, что он уничтожил фактически всех потомков Чингизида. И последнего Тахтамыш-Вар, и Тахтамыша он тоже, грубо говоря, уничтожил. Ничего не оставил. И вот все, что он делал, вся вот эта архитектура, вся культура, все, что, которые они сегодня гордятся, они говорят, всех азиатских, ближневосточных, всех ученых, библиотекарей, знахарей, лучших, он просто-напросто забирал, отвозил их и оставлял в Самарканде. Делал из нее столицу мира. Сегодня, конечно же, откуда... Я вообще был удивлен, я-то думал, что это что-то новое. Первое использование бактериологического оружия, оказывается, было во времена Чингисхана.
Я этого не знал до тех пор, пока не начал изучать историю. Я думал, бактериологическое оружие это что-то новое. А нифига. Оказывается, во времена Чингисхана, то, что они переняли у римлян, они взяли катапульту, брали специально завернутый трупным ядом зараженный чумой труп, осажденный город, который не открывал, они забрасывали просто катапультами в город трупы с чумой, и через буквально 2-3 месяца город сам открывал ворота и сдавался. Первый, кто это сделал и использовал, это был Чингисхан. Тот же самый метод сегодня с различными бактериями, сегодня оружие просто в других капсулах распространяет. Ну, после Женевской конвенции запретили, говорят, но мы знаем, что это как запретили во время Первой Чеченской войны. Страшно просто. Листья желтели просто-напросто непонятным образом. Даже генерал Ермолов сокрушался. И эти чеченцы, говорят, их даже чума не берет бог. У него описание есть. Их даже чума не берет бог. Хотя, знаешь, я про него читал, вроде бы он, говорят, потомок нагайцев. Слышал ты об этом, Айса? Он татарин, по национальности, по крови он татарин, крещеный татарин. Да, я слышал, что он от нагайцев слышал, что он. Ну, Цашма Бариш, тогда все татарами называют. Айса, это татарин был название, чего растяжимые понятия, видишь, он не Ну да, я имею в виду тюрок он был, вот татарами же и нас называли они шейвы, Бусулбна Аббас, вот, то есть, да, он имеет именно тюркские корни. И там приводится пример его родословная, когда они приняли это христианство, он крещеный тюрок, короче говоря. Да, но скорее всего, либо нагайские, либо татарские корни. Цунден хилхеруки, он кешсани герглу захал, цер нуцхил лилш, да, церсани герглу долш, скорее всего. Ну, я бы не сказал прямо из-за он царь завидный дуа. Да, царь. Об этих браках, конечно, там такие вещи рассказывают. Одну из жен, которую он взял, она была даже замужем. Подговорив, убили этого зятя. Там есть и такие моменты, так что... Ну да, он татарин. Дукбуиш – это практически вся вот эта верхушка российской власти, она имеет татарские корни. Даже Александр Невский, он был, его мать была, по-моему, то ли дочка, то ли кто-то великого хана, то есть он был племянником, приходился, и на Ледовом побоище крестоносцев, тевтонцев-то разбил не Александр Невский, а которые пришли ему на помощь, татарская конница, которая пришла, она их разбила. Просто это сейчас не озвучивают. Они все имеют татарские корни. Но то, что сказал Тимур, Тимур, в общем, очень странно. Они все рассказывают о великом наследии, о том, что здесь был якобы кумыкский, татарский язык, говорят, и почему не осталось ничего от этого. Вот это меня, конечно, где эти надписи, конечно, мне это удивляет. Да, еще один момент, Тимур, который я хотел тебе тоже, ты слышал, нет, не знаю. Помнишь вот эту надпись, которую они обсуждают, типа в 18 веке, 18 эре, когда якобы сюда прискакал один из нуцалов, увидел надпись, на камне было написано «Чечен Тала». Помнишь об этом? На самом деле говорят, что там не было никакого Чечен Тала написано. Чечен Гала, Гала, а не Тала. Эти переделали под свой лад, и якобы было написано так, цветочный узор, он перевод на кумыкский. И там узор они переводят как-то, что это узор. А мы же знаем то, что до еще его прихода, еще в 17-м 1605 Дармиачусу, когда грузинский царевич шел, Челобитный шел к русскому царю, он рассказывал, что он проезжал мимо города Чечен, и они брали с него мимо кистинских кабаков. Это описанные есть документы.
Да. Вот как раз таки, там говорят, что было написано не Тала, а Гала. Чечен Гала было на этом камне написано, а не Тала, как эти перевели. Одну букву просто-напросто Г на Т заменили, и оно превратилось с чеченского названия, грубо говоря, в тюркское. А еще вот с этим названием Чечен, Балдыгдечи, Чечен Дала, меня очень удивляет то, что вот Чечкварт ошел, меткю, Чечхи ош, меткю, и смысл хула. Чечен, древний юрстил, чечен. Вот, Цундербах, смысл, перевод, уют ешь. Чечкварт, но вообще, это он калахи, Грузии, Ингушетии, Новчичный юг, метик мою, Чечкварт ош. Карч, да я зинаешь прямо. Ламбук Чечкварт ош. Галвешит, это я, кисти кварт, был Чечкварт, был тига. Чичхи, дотига, и перевод, ехуют есть он, везде. Чечина язбах, гала, тала, гала, юка, разница. Кьёк, яц, одна буква буквально, и заменили, и все. Вместо искерк получилось ичкери, вместо тала, гала получилось тала. Сколько еще таких подвохов нам ожидать от этого? Башлам. Осетинский ученый бар, которые нашли 4 буквы на арамейском на территории Осетии. Масан званящий лацен, Масан каядеде лацен. Вот Да, открытие. Мутусханов нашел предложение из 12 букв арамейских. Сейчас в наличии у нас она есть, у Мутусханова, у ислама. Ему точно ничего не дадут. Но он не может опубликовать, сейчас он где-то какой-то частный сановчичо, академия. Тимур, любой вопрос, который ты поднесешь, скажешь, допустим, вот это Алания, цены связаны, наши к нему относятся очень, я тебе скажу так, царя очень, ойца еще. Ну, там сдвиг, хорошо, что сдвиг пошел, что его вызвали в муфтият, наш муфтий с ним разговаривал, подтверждение просил, чтобы нахал мадовлитла, если что-то мы дагает Бог баца, а вот он нахал дырдил, что он точно Бог был жду, а он ему показал, дал рисунки, фотографии, все это расклад дал. Короче, нормально признали, в общем. Валейкум салам. Алейкум салам. Да, Тамангош, Киев, Шкаде Дешлух. Сенти, Алия, что татар, что да, да. Таван, это эфир чуэл, хагин ирас, оно нахшвац. Церк, башламс, жбюич был ворден. Это дело, короче, истории Амош, уроки на ОВЛ. Есть, что лирс оказывается, с Инстаграм чат, он твой дазин мадайса тайп. И хаусен халауш, короче, оказывается, он твой еще цахайна солдат верхабекан халау оказывается. Инза се дословно юзнасон. Ою? Латвия. Не, Латвия. Финно-угорский племенашью перед судой. Латвия, Эльрицо. С Богу духающим. Почему именно Латвия? Вот что обидно. Блондинчик, он 20 так. Вроде бы латвийцы все белые. Да, может у них там воду что-то подмешивают башлам. Я скажу тебе так, эта запись дошла до уховцев. Сегодня мне позвонили как минимум человек 10, и номер езерина у Астхалях наказать вагарш даршашули дудац огойтер дом бог флосбад адол бас аж лих веш халдас. Это больные люди, которые опровергают и отрицают Всевышнего. Что вы будете с них брать? Иш будешь, азба бушуниш, иш бушуниш, хайума датшон. Эти дебилы просто-напросто хайагум датшон нахан. Карпатова могила исправит. Арчхуай, киберша, оршуай, олухя, ашбол, сюли буму эрду.
те, которые даже не знают сами ничего. Но это было, конечно, когда я эту запись услышал, это меня настолько безграмотно. И люди их слушают еще, я это поражен, конечно. Сценарист Бемаяти, Чуквесан, полный, Чуквеснаяти, как вы знаете, Бархминута, видео Чуквеш, Инстаграм, просмотришь, есть моли. Нарез, что Чуквес есть, нарез Чуквесан, Чуквес, я дехрду алхит, сон таган сюран, ну, где-то видео Чуквес нас про Барчуэ. Вы около 100 тысяч просмотров. Я вот я думаю, что дик дом реально надо сеть да саху комментировать, что я думаю, что дик. То есть сюг директ чу там инзали дух ахи шазна сюда стон хайцу номер мил тенга вебош. Тенга ухаре вот каше алотер море да ночь жавот да хайт. И вот то суть я хочу, я по-любому валаре, сума интернет, что я снахаряется. Ой, ты хочешь обратишь и камил сейчас лучше. Просто сюгам еще бехка там лежишь. Что-то поясни harda церхом, короче, типа, не знаю, на было там метр до больше, а надо на сюг. Просто сумца, это элир эл, а си видео что пояснир эл. Было и бодно, шлилер был на ба церх едксун. Всегда лучше любой ничего, астулей. Они сейчас немножко подучили там пару языческих богов, сейчас было захуш, больше вахойшим было и цискмиршин сунциги. Сейчас ну мацахой хорду хонцан, хаберкен шулда. От того, что они в Википедии или в Гугле нашли пару статей, это еще не обозначает, что они знают историю. Не, ну Латвия, то, блин, Латвия это же нормально, на самом деле, Латвия, я похоже слышал. Не, отдаляка. Смысле слышал, а вы здесь, ну нет, в смысле слышал, Латвия, Литва, Эстония, бля, прибалтийские страны. Не, пошла, ты знаешь, как мой таип называли? Вот просто, когда они узнали, с кого я таипа, навал, чем мне только не говорили, да, Алла, ой, то Кирчи, ой, то Шукти, ой, тот хо пешхо армян, что и тот хо милшу, то еще как кумык, что и бы, знаешь, такие кирпицы. Это Латвия, это что нормально, это. Лучше бы меня латвийцем назвали бы, ты еще. Нет, это возможно, викинги, когда поднимались, это вот Валдайская возвышенность, Даугава и Днепр и Волги, Цанметя, Хадолуш, и Кохи. Они в одной местности выходят. И вот эти викинги, они что делали? Они до края доплывали и перетаскивали ладьи на другую реку. Такаяш, Йохмацахалия, небольшие же они были. Они могли спокойно плавать по Волге, подняться и на Даугаву перетащить, или на Днепр перетащить. Лилаш Махали, викинги. Сулхан из Антро Мухаммад Муси являл Латвия, Ладиат Эхин являл Халахардела, я говорит, ай пост Латвии, а Евросоюзе, а Ирова. Ваиш сани ворма поздак задолбашло. Сом, ну, стани зарплат, сом уже голову уже автоматически, так что мне это не касается. Мы, ингуши, такой народ, везде адаптируемся. Это вам... Мы еще под вопросом Башлам, нас пока что не определили, куда нас мехать надо. Что Латвич приписывает Бадалатку, чисто кровно, Аллашан, так что... Да, усвик телеграм, что я ваш. Вообще, первое сообщение, которое он написал, не любят тебя древние бахсуик, Оля Шашу. Ты кто, бас, короче? Нет, все равно не любят тебя, Бог. Оля Шасосбах, кто эти древние бас, короче? Татадешно ждут, вообще тяхку шуат, сосбах, мишкуют, Бог, лулва битер жам, Бог. Древний Оля Цауцара. Да, вообще древний, о, что да, древний, а сейчас это лица. Так что все нормально, все. Ну, в любом случае, тебе хорошо пристроили в Европейский Союз. Да, я вот про это и говорю. Я так что ты-то еще куда ни шло, тебя-то хоть к викингам пристроили. Все-таки Латвия, Литва, Эстония их относят к скандинавским странам, плюс-минус. Сами они относят.
А вот куда нам там? Нас-то вообще куда закинули? Я вообще в Монголии. Такой монгол, блин, 2 метра, блин, красный. Ну вот. Да, и Монгол убошо, согласен. Она говорила, вала миростроение, улицу, молотец, он дык, что ходутец, он может, у него там Мировоззрение. может его изучить нужно. я отсюда. Да, отсюда. Честно сказать. Короче, пошла не по приколу хайон. Короче, нернич пар, короче, шикру пер, короче, Волш, короче, тхо пешху армян, что, короче, он до хайон. Просто удивись этого. Представляешь, почему мы армяне? Смотри. Они взяли этого Милвери, Яра Сулейманов, Сулейманов. Там Сулейманов, он там писал, то, что пешхой мох есть Эрмнойнхех, армянская пещера, короче. Вот там у вас вот есть армянская пещера, вот что пешху армян. Они хоть понимают, что, во-первых, нет, слышь, но самый приход в то, что, во-первых, армян названий нету, они даже не признают, это советское выдуманное название. Они себя никогда не называют, они называют себя Хай. Они Хаистан. Нет, пошла, потом я говорю, я им говорю, я Эрблон, хэх, юцика, короче, хай яц. И, короче, аспахцарн, короче, а я лишь печаешь пахаспа. У вас в Ингушетии 2 улицы называются улица Пешхойба, 2 улицы у вас там в Ситахе есть. Улица, если там пешеходица, там, генерал, вари. Ингушетия, И, короче, я говорю, он все так, что вала, пешеход, тушу так, суди так. Либо у вас есть казачья улица, русская улица, давайте все, вы русские, вы казаки, пешеход, смесь, короче, пахас. Нет, так это не работает, ёб, короче, да, там. Там лакатян, вышел, ладошь, хочу. Самый приход, уезжаешь? Нет, самый большой приход, пешеход. Все чеченофобские, все Дюхаль-Язина, Кинчик-Язина, Гери, я вот эти книги беру, смотрю, улица Чеченская, печать, где происходит вообще эти книги, печатают на Чеченской улице. Нормально. Я говорю, это прям какой-то сюр, блин, понимаешь? На улице Чеченская пишут все против чеченцев внизу, что цель. Это, конечно, очень древние тоже у меня в комментариях, конечно же, тоже сегодня отличились. Оказывается, атеисты есть только, короче, Уэйнуаби, это еще Лацагалла. Это неправда. Сразу, короче, и Аугай Бацарецкий, Траса Битсон был. Эту тему они манипулировать, то, что он древний не шпочу, я белых шпештац, короче. После последнего эфира, который был последний раз у меня в эфире в дискурс дали, после этого, когда я начал про анунаков говорить, я сказал, вот здесь, который сидел в этом эфире, слушал он, видать, из древний Чарахвар, он говорил, что мы не исповедуем ислам в Хамелдешвар. Грузин, делегация, я говорю, грузин, хамадийцер уже всего их было 58, с кем я общаюсь, 46 человек уже даже вместе с семьями приняли христианство Божье. Интервью мое лицо сыгрышу. Сам Алвертек бехман была не уже своим золом. Сам Алвертек буду просто, чтобы вы знали, босс. Когда я вот все эти соцсети мониторю, где оно никого нужно, да, с Бога Бечхайнаха, я множество раз натыкаюсь на соседних атеистов, и я их не выкладываю. Дальше что пела, что отошел, что выкладывать с собой. И не думайте, что их у вас нет, у вас есть и открытые. И что варианты. Поэтому у каждого народа своих дурачков хватает. Башла, хажа, вот таган, адюч вар асас, қица версия, халате,
И полонку Орлят Садыевич в начале эфира Пударьте, о чем там шла речь? Короче, там мы когда говорили, у вас твоя чертой бьючу, и Велволста говори Бекхан чертоев. И Бекхан чертоев бьючу, что из-за Ингушетия Ашгаларха, из Ценохчеву черту тейпду туда-сюда я рассказал им. И зашел один из них, ща чени у барцу, паламкой уща, кому нас относят, типа, кто мы по нации, а то, что у меня есть документы, то, что я нашел, это всего лишь одна из вет эрлоевцев, тирой больше или раз. Но те, которые сегодня живут в Ингушетии, почему-то кровь износят, доказывают, что они ингуши, я социюкашун реактор вас, там уже разбирайтесь сами. Но документально, исторически, Паланкоево является чистокровным Тирой, а Тирой это Новче или Рхостин. Ну, Никарха, Хабует Букаш, короче, лет 200 назад. Ну, там у них... Башлам. Да. Харвари Джумаев, леттек, амоня леттек. Цунана Тралулхою. Здесь в Грозном, на Декабристова они жили, на Багарыш. Цуна, Ненвежри, Тагана фамилия, Мархиев, Церь. Каждый, Теглой, Тезди, Богш, Буш, каждый Тезди, Атакус, Хавеш, Буш, Хабо, Рыцарь, категорически, ночи душа, Штерлой, душа, Шок, Церква. Цунвежер, Стек Ингушет, я Бог там, Лахтош, Шуйцерц, и момент Бога. Тимур, сабарди. Шаш, полон кой бохцер, терлой мохул иш югалгай бубо, шельш тайпа неқи хума юиха, Айса. Нохчи у, тайпа хирма дуиха. Неқи хирма дуиха. Гар хирма дуиха. Фамилия хирма юиха. Ишт бог полон кой. Он не это говорит, Тимур. Он говорит, как можно одновременно быть и Паланкой, и быть и Терлой, и быть и чеченцем, и ингушем. Как можно одновременно? Да, в одном лице. Как это сочетается? Ну, Паланкой, тейпду, тейпду, отдельные два тейпа. Как это? Эти отдельные два тейпа, это нововведение. До сих пор жизнь, а тейп предлагается. Отдельно тейп, да, Иса? Они они это Паланкой, это название ихнего тейпа, ингушского тейпа. Айса, я еще раз тебе повторю, Айса, не было у ингушей никогда тейпов. У них всегда были некой. Они все их некой относились в Чечне к какому-то тейпу. Хажат, Тимур, это все понятно. Но на сегодняшний день ингуши есть ингуши, чеченцы есть чеченцы. И они себя ассоциируют ингушами по национальности. Но если они, Паланкой себя, вот этот человек, про которого я рассказывал, ассоциирует себя как чеченец, а где Бохцинг? Да. Нет, подожди, ты Сабардила Башлам, этот Мархиев себя ассоциирует как чеченец, да? Да. О чем я тебе и говорю, ты не слушал. Нет, он ассоциировал всегда себя как ингуш, как Паланкоев, Тейпан. Да, где-то они из Никарха вышли, ихние отцы. А так он никогда... Я тоже их знаю. Айса, ты не можешь... Ты его когда последний раз видел, Айса? Ты его когда последний раз видел? Я его видел давно, но когда я его видел, он газовал, топил за ингушей всегда. А когда ты его видел, я тебе сейчас расскажу, когда ты его видел, в то время у нас, когда писали в паспорте ингуш, я знаю, что в то время ты его видел. Ну, хажа, сон дик боиск иш. И именно и Мархиевар дик боиск. Так, малик бог ацар, куда астан? Ас югат ака бог. Вот что Бог, я тебе опять повторяю, что он говорит, что он чеченец, что он... А я тебе говорю... С Никара вышли
А ты говоришь, что заткнуть его или что? А я тебе говорю, что он говорил всегда, и они говорили, что они Мало ли, что ингуши. он говорил, мы тоже говорили, что поменяли водой мнение, казаки, Иса. что Сейчас гуной они говорят, казаки, так, что аргуной сюли, мы тоже говорили. Ну и что теперь? Сейчас Ажа, они таган, вы выгодный доллар цааш хулыш, выш хулыш, ишмадать. Просто перла адычтул. собрать ему освободиться, что аусиш сам иду. Айса, буквально, ну это было чуть раньше, правда, не скажу последний, предпоследний съезд Ирва Махкасу Вортига. Там приехали представители Ирва из Ингушетии. То есть пять Мухаршдорши, Ингушский, Байрак, Ир, Свастика, Шабляхкин будешь. И там был со мной парень. Когда они приезжают сюда, и когда они говорили, они сказали, ой, цаду, ой, тирваду, ой, цанюка, и олчхайна, хатшаша, нохчиду олшбош. Но сегодня, когда я первый пост опубликовал, это было года 4 тому назад, Паланкою, я нашел этот пост, и там буквально 5-6 строчек, где говорят, что Паланкой это выходцы из Никара, что они являются терлоевцами. То есть исконно идентичность, если проверить, они являются теми же самыми чеченцами. Зашел, я этот пост опубликовал, зашел туда некий Паланкоев, бюхейт энею чадаур валери. Ему он мне пишет, как сам человек, а сам да? Есть меня слышит, нету. Да, короче, я так понимаю, уже. Ладно, давайте завтра оставим. Давай. Ибраим, что Масарна Дерез Хейл. На завтра продолжим тогда. Сегодня глючит, я шурчу. Хан продолжит. Дерез Хейл. Маш Ойл. Адеке. Ассаламу алейкум. Рахматуллах. Башлам, фортеч да Оллане, бэпла опасности. Алейкум салам. Да, Шакури, учиться да ламсасу. Тимур, хозяин. Тимур. Хатуа сюгер хаха, личку вала. Высоровывающий по старой памяти. Так, я тебе сейчас личку постараюсь зайти.